Мгм. Коллеги, добрый день. Мне очень приятно находиться в аудитории учителей, преподавателей. Для того, чтобы мне быть более эффективно, наши занятия будут строиться по определенным правилам. То есть главное правило, правил нет. Если вы чувствуете, что хочется задать вопрос, вы, пожалуйста, его задавайте. Можно говорить про технологии, особенно Microsoft технологии, неделями, наверное, но главное здесь не та информация, которая на вас вывалится, а та информация, которая будет применяться уже здесь и сейчас. То есть сегодня, завтра, послезавтра для оптимизации каких-то процессов. Для того, чтобы мне быть эффективной, мы можем говорить на разные темы сколь угодно глубоко. Мне важно понимать, какие интересы вас привели сюда, в эту аудиторию, это первое. Второе, какими технологиями вы уже пользуетесь, то есть что у вас уже есть в настоящий момент, что вам помогает в работе, а что бы вы хотели улучшить. Коллеги, принимается такое правило, да? Нормально? Ничего? Давайте тогда начнем буквально по цепочке. Давайте вот с вас, хорошо. Начну я. Меня зовут Надежда, или полностью Алтынова Надежда. Я сертифицированный тренер Microsoft, с технологиями Microsoft, наверное, работаю, наверное, страшно сказать, почти 20 лет, наверное, даже чуть больше. Преподаю, наверное, уже 20 лет. Вот. И все, что касается образования, могу сказать, что очень большое количество шикарнейших технологий экономят массу времени, если мы их знаем и мы их применяем, в том числе и в образовании. Это касается и PowerPoint, и Excel, быстрые отчетные таблицы, быстрые расчеты. Но если касается не индивидуальной продуктивности, там Word, Excel, PowerPoint и так далее, которые эволюционируют, растут и постоянно набирают все более и более такие мощные функционалы. Если говорить про коллективную продуктивность, то появляются опросы, как быстро тест сделать, как быстро опросить, как одновременно с коллегами создавать документы, как одновременно организовывать работу класса, как вести проекты. Слышали, наверное, проект методология Agile, ведение проектов, где быстро коллектив может быть организован, школьный коллектив, учительский коллектив. И это все активно используется в бизнес-среде. Мы сегодня с вами будем знакомиться с теми инструментами, которые абсолютно такие бизнесовые. Многие коммерческие компании за это платят огромные деньги, не совсем прям огромные, да, но платят деньги. А education во всем мире, то есть образование во всем мире, все это может получать абсолютно бесплатно. И так как вы представители школ или вузов, школ, да, и вузов, да? СУЗов. Вот, то есть вы можете все это получать абсолютно бесплатно. И мы тоже об этом немножко поговорим в конце, если вам это будет интересно. Также вы будете снабжены методичками, книжками, материалами, то есть всем тем, что вам позволит потом самостоятельно продвигать, скажем так, идеи более продуктивной работы непосредственно в своих школах. Дети, которые будут выпущены, пойдут в вуз, им будет легче учиться в вузе, потому что они не будут изучать, как работать в Word, а они это будут уже эффективно знать и уметь. И, соответственно, потом они пойдут и будут востребованы рынком, потому что они, скажем так, владеют очень современной системой, которая востребована во всем мире. Не знаю, вступление годится такое? Да? Итак, про себя я немножко рассказала, то есть свои намерения я тоже рассказала. По образованию математик, преподаватель, наверное, из того, что можно было о себе сказать в рамках нашего форума, нашей встречи. Коллеги, давайте мы начнем по цепочке. Буквально 2-3 слова, да, то есть что вы используете, да, то есть как вас зовут, что вы используете на практике, какие ожидания здесь, да, что используете и что хотите научиться использовать, окей? Что, начнем? Не страшно? Не должно быть. Я Надя, как вам обращаться? Альбина, очень приятно. Использую, получается, в Microsoft Excel вот эти тесты использую. Forms. Да. А тесты вы используете через Office 365? Я не знаю, не 365. А как вы их делаете? Я не знаю, как это объяснить. Как-то они делаются? Как-то делают, да. Хорошо, ладно, спасибо. А в какой программе делаете тесты? Excel. В Excel. Да. То есть тесты в Excel? Да. Все, супер. Ладно. Какая версия Excel? 10-я есть. 10-я версия. Все, хорошо. Что бы хотелось узнать сегодня? Что-нибудь новое.
Есть ли такое в Excel, в Word там, или где-то, или Productivity какая-то вообще? Я даже не знаю, может в Excel. Может, в Excel. Сводные таблицы слышали, умеете работать? А бывает такое еще, банки говорят иногда, Excel иногда считает точно, а иногда ошибается. Такое бывает? Да, плюс решение Ну, бывает. если формулы используем, да, вот мы знаем, где ошибка вот бывает. Да, хорошо. Но мы загрузим потом Excel, да, и вы меня направите в нужном направлении, потому что я могу не догадываться, что вам актуально, но я буду говорить. Хорошо, окей. Excel, ладно, спасибо. А какую часть на работе занимает вот офис? Вы занимаетесь непосредственно преподаванием или это организационная работа? Вот где больше вы используете компьютер? Организационные отчеты в основном используем. Отчеты, вот это все нужно. Конечно, Все, да. хорошо, спасибо. Давайте дальше. Я Надя, как вам Меня вышла? зовут Галина, я гуманитарий, поэтому я так глубоко Microsoft, как говорят, не знаю. А нужен? Всё в основном. Ну, интересно познакомиться в качестве, да, ознакомления. Ну, и в сельских таблицах, как говорят, что нам нужно заполнять отчеты, какие-то тесты, у нас программа онлайн-тест в основном. То есть нам дают шаблон на колледж, допустим, вот такая разновидность, вы можете сделать сами вот эти тесты, там отправлять студентам. А хотелось бы большую гибкость в создании тестов, там, легкость, да? Что вы предложите, мы все готовы принять. Я не такой продвинутый юзер, поэтому... Ладно, хорошо, Ну, спасибо. PowerPoint, да, это все такое. Ага, PowerPoint тоже интересно. Как, например, записать свою лекцию, прям сохранить в формате видеоролика и на веки вечные в YouTube загрузить или в школу в архивчик. Что учителя наверняка один раз рассказал, ну, окей, интересно, второй, а когда 10 лет одно и то же, да? Вот. Мне, не знаю, как другие, может быть, им Но все равно занятия все разные, да? Но вот эти всякие, можно очень много интересных идей подчеркнуть из новых функций. И я по PowerPoint вам тоже хотела бы отгрузить часть функций. Это очень интересно, особенно для преподавателей. Это и захват экрана, где вы кликаете по экрану, говорите что-то в любых местах, абсолютно везде. И это все записывается как видеоролик. И вы этот видеоролик потом можете детям показать или родителям показать. Вот так вы должны заполнять какие-то бланки там, или инструкции давать коллегам, например, новым учителям. Это все очень удобно. Коллеги, вам сейчас раздали такие маленькие таблички. Если вам имя не понравится, которое вам раздали, вот тут у нас еще остались несколько табличек, да, вы можете подойти и заменить, выбрать другое имя. Но разницы нет никакой. Это игрушечная среда, игровая среда неких людей, которых не существует в настоящее время. Как бы, это выдуманные люди. Они занимают разные должности. Есть некая выдуманная организация. Вот, и мы будем пробовать определенные вещи, вот, играя с этими героями. Хорошо? Вот, то есть имитация. Вы то же самое можете развернуть у себя в школах. Ну, конечно, там будут человеческие имена, и адрес домена будет номер школы.ру. Там школа такая-то, .ру. Ну, как вот в реальной жизни это бывает. Хорошо? Ладно, давайте дальше. Я Надежда, как вам обращаться? Наталья. Наталья. Ну и кратко, что вам хотелось, что используете? Все как все. Гуманитарий? Или... Естественно, научница. Ага, поняла. Математика, информатика. Математика, информатика, да. Вот вам легко все это. Хорошо. Ну и гуманитарий тоже очень легко. Спасибо. Я Надежда, как вам обращаться? Елена. Елена. Что используете и что хотелось бы? Ну, в Word больше работаете или в Excel, или Word, Excel. Не глубоко. Не глубоко. То есть просто набор текста. Есть ли какие-то вопросы, которые хотелось бы разобрать в этих продуктах? Все интересно будет. Хорошо. Давайте дальше. Я Надежда, как вам обращаться? Константин, очень приятно. За всеми продуктами Microsoft. Ага. Хотелось бы работу в локальной сети, например, одновременно Microsoft Excel. Одновременность работы в Excel. Ой, шикарно. Будем смотреть. Будем. Мы сегодня это будем делать. Обязательно. Прям так и запишу. Одновременная работа. И это можно не только в Excel делать. Конечно, и в Word, и в PowerPoint, и вообще есть такие шикарные сценарии, когда преподаватель хочет собрать какую-то обратную связь от всего класса. Делается презентация, каждый слайд назначается определенному ученику,
на каждом слайде какое-то задание. Каждый ученик берет свой слайд и начинает делать задание на этом слайде. Все ученики могут просмотреть другие слайды, отыскать ошибочки, советы, выступить с этой презентацией. То есть получается одновременное создание презентации, материалов, одновременная коррекция. Вот это все работает благодаря Office 365, благодаря вот этим технологиям, которые у вас могут быть в школе уже сегодня. И мы как раз вот эти таблички раздали, будем играться с этими героями вот по этой же технологии. Хорошо, спасибо. Давайте дальше. Я Надежда, как к вам обращаться? Людмила, очень приятно. Больше Word интересен, хорошо. Договорились, будет. Ну давайте с задних рядов начнем. Я Надя. Наталья, очень приятно. Мне интересно все, потому что слишком быстро развивается все, что касается абсолютно технологий. Супер, хорошо. Буду стараться. Я Надежда, как вам обращаться? Мария. Ага, очень приятно. Больше, наверное, и Шаблоны Word, да? экселевские тоже пока шаблоны сейчас. Но тесты, если онлайн-тест падают, программы как Ага. Тестирование тоже актуально, интересно. Мгм. все готово принять. Слушайте, впереди все. Хорошо, спасибо, буду стараться. Ладно. Я Надя, как вам? Я тоже интересуюсь и Word, и Excel. Если брать Excel, то это отчетность. Сводные таблицы слышали? Сводные таблицы, Делаете? порядочная систематизация информации, база данных, много что технологии, да. Потом интересует возможности дистанционного обучения, которые можно применять с помощью Ага. таблиц. Те же видеолекции, которые мы можем сказать. Да, сделаем. Хорошо. Коллеги, а слышали такую фразу «сводные таблицы в Excel»? Мне прям хочется вам отгрузить эту тему. Работали со сводными? Это когда громадная таблица, фамилии учеников, из каких они городов, классов, победителей каких олимпиад, и баллы, там по ЕГЭ, не по ЕГЭ. А вы хотите вычислить лучшего, например, просуммировать по классам, по преподавателям, олимпиадников, не олимпиадников, и все это сделать за несколько секунд, не зная ни одной формулы в Excel. Интересно? Все, эту тему записываем. Я вчера в Санкт-Петербурге тренинг вела, и очень многие, уходя, говорили: вау, сводные таблицы, вот это да. И что ж мы не знали раньше этого? А этой функции уже 20 лет в Excel. Да, это не новое, эволюция двигается, но все равно старое, хорошее надо тоже использовать, правда? Вот, да. Ну что, идем дальше? Я Надя, как вам просит? Юлия, Юля, очень во приятно. всем работает. Вообще во всем, сводные таблицы везде. Хорошо, что бы хотели? Приму к сведению. Хорошо, отлично. Вы из IT, наверное, нет, Юль? Преподаватель. Супер. Информатика, наверное, нет? Информатика. Да, супер. Хорошо, идем дальше. Я Надя. Татьяна. половина из того, что знает Ваня, знаю я, использую Google формы, Ага. Microsoft Office. Microsoft Office, Google формы. А Office 365. Нет. А Юль, вы? У нас 365. Ну, я сама не использую, но... Ну, слышали, видели немножко. Да? Ага, хорошо, спасибо. Я Надя. Евгения. Евгения, очень приятно. Хотелось, конечно, бы об облачных технологиях Угу. и об офисе углубить свои знания. И об офисе. Углубить. Ну, как бы Углубить. базовые знания Ага. есть, но нужно что-то новое. А в каком именно продукте хотелось бы, то есть сути? Наверное, в Excel и PowerPoint. Ага, Excel, PowerPoint. Хорошо, спасибо. Я Надя, как вам? Здравствуйте, Егор. Егор. В общем, хотелось бы, потому что далек, так как это Ага. инженерская должность и наладка компьютеров больше. Ага. Вот хотелось бы по чуть-чуть. Больше со что-то. стороны IT. Да. Поняла. Скажите, у вас есть в школе или в той организации, где вы обслуживаете, да, единый e-mail адрес? Или кто во что гораст? У кого-то Яндекс, у Есть, кого-то... мы с Евгенией Как раз это делаете, да, супер. Да, а почта где находится? На Exchange серверах, на каких серверах? На свое. Свой сервис. На свой сервер, то есть вот домен, да, Да, свой да, сервер, да. поняла. Удобно ли его будет обслуживать, контролировать? У нас системный администратор. Отдельный системный администратор, который еще это и делает. Да. Поняла. Microsoft двигается в направлении, знаете, каком это направлении? Называется самообслуживание руками бизнес-пользователя. Самообслуживание. То есть идет оптимизация издержек на IT. То есть IT начинает заниматься космическими кораблями,
а простые функции, которые пользователь раньше не мог делать из-за трудности, объемности какой-то, серверы и так далее, то есть пользователи пугали. Изучать это было нереально, поэтому приходилось IT-специалистов нанимать отдельно на Exchange сервер, отдельно на SharePoint сервер, отдельно на Link сервер и так далее. А айтишники таковы, что, уйдя в отпуск, они еще могли не вернуться на работу, их могли переманить в какую-то другую организацию. То есть такое тоже бывало. И получается дефицит айтишников, боязнь организации остаться без обслуживания, да, толкает технологии в том направлении, когда передают простые функции или упрощают функции до такой степени, что легко один айтишник может справляться с какими-то задачами, или даже эти задачи может взять на себя бизнес-пользователь. То есть тенденция двигается в направлении самообслуживания бизнес-пользователей, тех функций, которые можно сгрузить на нас, на бизнес-пользователей. Однако, бесспорно, остается большое количество функций, которые без IT-специалистов нам не обойтись. Это все остается. Но простые вещи передаются уже в сторону бизнес-пользователей. Вот. Ну и тоже я хотела вам показать какие-то такие фишечки. Буду надеяться, что вам тоже будет интересно. Хорошо? Давайте дальше. Я Надя, как к вам Меня обращаться? зовут Любовь. Любовь, очень приятно. У меня такие тоже базовые знания. Ага. В чем именно? Вот. Ну, так, понемножку в каждой программе. Ага. Вот. Что хотелось бы? Ну, Что? вот я хотела бы вот как-то применять это все в своей работе, поэтому для своего развития что-то слушать, поучаствовать. Хорошо, принять Ну, работу. таких каких-то предпочтений нет у меня. Поняла. А с чем связана в большей степени работа? Да и методистом. Методист. То есть это большое количество документов, скорее всего, да? Программ. Центр дополнительного образования. Угу. Поняла, хорошо, спасибо. Коллеги, я хотела бы представить Светлану. Светлана. Ага. Здравствуйте. Меня зовут Ирина Светлана, я региональный представитель компании Гендальф. Мы сегодня совместно с Клио создали такой семинар по Microsoft. В декабре этого года образовательные учреждения нашего города пролицензировались Microsoft, все успешно прошло. И вот сегодня можно будет разобраться, как эффективно и продуктивно применять все эти сервисы в работе, внедрять это все в образовательный процесс. Также познакомимся с офисом 365, который идет также в соглашении, том, которое продлено у вас для работы. Оно идет бесплатно, и оно есть в файле с ключами, которые получили вы. И также можете, там есть подробная инструкция по развертыванию и установке. Так что вот сегодня, если мы все усвоим и изучим, можно применить в образовательном процессе. Да, хорошо, спасибо. Также вы получаете помощь какую-то, взаимодействие со стороны Microsoft для того, чтобы у вас максимально комфортно произошел период освоения этого всего, адаптации и использования. Коллеги, ну что, начнем тогда. Вообще наш семинар, он в большей степени практический, нежели там теоретический, да? Но для того, чтобы глубже копнуть все технологии, которые мне хотелось бы вам показать, мне хочется сделать вступление. Наверняка возникает такой вопрос. Ну вот Microsoft выпускал такую линейку. Был 2003, потом 2007, потом там 2010, 2016. Выпускаются новые версии. А что же меняется в них? Да? Зачем они вообще выпускаются? Может, можно было оставить там Word 2003 и радоваться тем наборам функций, да, который у нас был. Мне бы хотелось как раз вот немножко этой истории рассказать. И так как появляется такое новое слово, которое называется Office 365, важно тоже понимать, зачем он появился, как он появился и почему вообще Office 365 принимается. Мы немножко поговорим вот на эту тему, чтобы немножко такая общая информация легла хорошо в головы к вам, а потом мы будем уже брать те темы, которые будут демонстрировать работу всех этих технологий применительно к вашему интересу. Потому что есть такая замечательная цитата, что в наше, я сейчас в вольном переводе ее скажу, в наше время у нас избыток информации, да, и если каких-то там, не знаю, 50-100 лет назад за информацией охотились, то сейчас успешность людей зависит от того, чтобы не перегрузить свой мозг лишней информацией, да, поэтому моя задача не дать вам много информации, а дать ровно то, что вы возьмете и начнете уже использовать. Итак, давайте посмотрим на эволюцию технологий. В какой последней версии вы работали Word или Excel? Word или Excel? 3, 10, 7, там шарик в углу, да?
У кого-то 19-я версия, да? Да? А может быть, и не знаете, какая версия, ничего страшного. Сейчас мы будем работать в этой и нормально. Итак, ну все знают, что такое Word, да? И я бы сейчас хотела сказать несколько фишек каждого продукта. И если мы не знаем эти фишки в этом продукте, у нас тратится избыточное время на то, чтобы делать наши задачи. Ну, одни либо другие. Итак, в Word важно понимать, что еще и 20 лет назад была такая в Word функция, которая называется «сравнить файлы». Умеете сравнивать два документа? Например, программа мероприятия прошлого года и программа мероприятия этого года. И нам необходимо понять, что же в министерстве поменяли в этой программе. 250 страниц, читать лень, как быстро понять, вообще два файла разные или только на 150 странице число поменяли. Это актуально для филологов, например, понять, чем один реферат отличается от другого, например, где и насколько. Согласны? Умеете, знаете эту функцию? Рассмотрим. Знаете, да? Тема сравнения. Умеете, да? Когда-то делали? Да, Так да. часто ее не пользуюсь. Она не часто, да? Ну, нужна, да? Хорошо, хорошо. Коллеги, что мы делаем? Давайте мы сейчас, знаете, как мы сейчас будем запоминать, какие фишки. Сейчас я быстренько пробегусь по всему, а потом погружаемся в Word, смотрим эти фишки. Погружаемся в Excel, смотрим эти фишки и так далее. Идет так? Ладно? Какая еще функция в Word тоже была древняя? Она была фактически всегда, то есть мы делаем первую пометку сравнения файлов, да? Мы на практике ее сделаем прямо с файлами. Вторая важная функция Word, например, как классического приложения. Например, у вас есть документ, бывает такой диплом, и 500 учеников. И в бланк диплома надо вписать разные фамилии. Бывает такое? Если я не знаю этой функции, то сажаю секретаря на 3 часа в лучшем случае. Согласны? А бывает такое ведомость по оценкам, где у одного ученика там и по истории, и по физике, и по химии, балл, там еще что-то. Согласны? Это же больше уже работа. Или договорная работа, где у вас 50 страниц договор для одного ученика, например, да, там, или там, подрядчика, там, или еще кого-то, а у вас таких подрядчиков 100, и надо в определенные места вписать ИНН, КПП, там, номера какие-то, фамилии, имена, отчества и так далее. То есть это все умеет делать функция, соединяя файл Excel и файл Word. То есть Word – рыба-заготовка, в которой надо вставить однотипные данные в разные места этого документа. А эти однотипные данные хранятся в файле Excel в виде большой таблицы. И сколько строчек у этой большой таблицы, столько отдельных бланков или отдельных документов будет у вас в итоге получено. Я понятно сказала? Интересно, актуально? Например, простой случай. В таблице Excel у вас список студентов. Вам надо всем выдать почетную грамоту, вписав в одинаковый бланк их фамилии. Согласны? Если у вас студентов 100, должно быть 100 бланков на выходе. Мы научимся это делать меньше, чем за 2 минуты. Независимо от количества студентов в таблице Excel. Понятно, да? Интересная тема, берем ее? Но я просто знаю, для education это полезная тема. Иначе мы неделями что-то там заполняем. Хорошо. Ой, по Word я могу много говорить, но вот и существенно, а там по ходу мы соберем. Также звучала такая фраза, как раз эту фразу вот говорили шаблоны, Мария говорила, да, шаблоны, документы там в Word, в Excel. Скорее всего, эта необходимость возникла из-за того, что у вас есть некий бланк Word, который вы хотите дать другим людям, чтобы они его заполняли, в эти места что-то вписывали, а все остальное они не трогали. Я угадала? Ну, тогда рассмотрим еще тему защиты документов. Как легко и просто, без форм, без программирования, без еще чего-то делать такие бланки. Это для Word бывает очень полезно. Хорошо? Эти 3 темы. Новые ли они? Нет, они не новые. Следующее. В Excel мы, наверное, по ходу Excel будем смотреть Excel. Но мне бы в Excel хотелось показать вам, как быстро анализировать громадные потоки данных, собирая их в отчетные таблицы, то есть сводные таблицы. Потому что я считаю, что это одна из основополагающих вещей, которая экономит очень много времени. Также, например, понимание динамически расширяемых диапазонов, таких модных полосатых таблиц. С одной стороны, можно просто вам быстренько, красиво оформлять таблицы. С другой стороны, не сильно зная формулы и погружаясь в эти формулы, строить какие-то выводы отчетности. Для того, чтобы
понимать, а корректна ли отчетность получится, мы с вами научимся мониторить большие числовые данные на наличие корректности или некорректности ввода чисел. Бывает такое, что буква Z очень похожа на тройку, особенно если в центре ячейки выровнена. Согласны? В Excel знаете, да? Вправо выравнивается по умолчанию число, влево текст, а если букву Z написали и в центре выровняли все таблички, непонятно, число это или текст. Согласны? То есть ручное выравнивание смешивает подсказку по умолчанию. PowerPoint, тоже поговорим. Я уже немножко перечислила фишки, которые мне хотелось бы вам рассказать по PowerPoint. И вот следующее приложение, Outlook, мне кажется, знакомое приложение. Согласны? Access – это базы данных. Его сейчас немножко такая специфическая программка стала. OneNote. Знакомо ли приложение OneNote, коллеги? OneNote. Это записная книжка. Если вы загрузите OneNote, то она сама про себя начнет рассказывать видеороликами, примерами, шагами, показывать, как она работает. Вы знаете, когда я провожу занятия для топ-менеджеров, директоров предприятий, в основном я рассказываю 3 продукта. Только 3 продукта. Потому что Word, за них кто-то что-то делает. Прям однозначно. Excel, они только в PDF-варианте часто смотрят, excel-овские файлы. Иногда чуть-чуть там какие-то данные покрутить. Они Outlook изучают OneNote и изучают Skype for Business, или там Link, старое название, или сейчас Teams. То есть вот коммуникации, Skype, знаете, да? Коммуникация, общение, чаты. Outlook – это переписка, а OneNote – это держать свои записи в порядке. Это записная книжка, электронная записная книжка. Например, на конференции вы можете открыть записную книжку, а продвинутые студенты и школьники так делают на лекциях. Лектор что-то говорит, они открыли OneNote записную книжку с планшета, с телефона, с компьютера там, или маленького компьютера, который берут с собой на лекции, нажали кнопку звукозапись, и все, что происходит в аудитории, или видеозапись, все записывается к ним туда, на страничку записной книжки. Причем параллельно они могут конспектировать, что ведет диалог. То есть диалог лектор говорит одно, а они свои мнения, какие-то конспекты, коротенько что-то пишут. Когда лекция закончится или при подготовке к экзамену, можно кликать слева от текста, который писал студент или слушатель во время записи, и будет активироваться тот звук, который звучал в тот момент, когда велась та самая запись. Например, этот прием стали использовать в МЧС для протоколирования заседаний. До этого у них был секретарь, диктофон. Диктофон записали заседание, потом перенабрали. Не знаю, если у вас есть такая вещь, где вы протоколируете родительские собрания, там еще что-то, то это можно такие вещи делать, чтобы полностью... Попробуем. Хотите, посмотрим. Хорошо, записываю. Но, вы знаете, в OneNote, если зайти, можно оттуда долго не выйти. Вот она очень соблазнительная программка. Хорошо, да, хорошо, я себе записала. Все, OneNote у нас будет обязательно. Но OneNote, она шикарная. В нее встроен FineReader. Слышали такую программу FineReader? Например, у вас на французском языке в модальном диалоговом окне какой-то текст. А знаете, да, модальное окно, вытащить текст оттуда нельзя. Он не выделяется. И перенабрать на французском не могу. Клавиатура не та, например. Вы что делаете? Фотографируете, принтскрините, вставляете в OneNote, потом нажимаете на картинке правую кнопочку мышки и говорите «Копировать текст из рисунка». И он вытягивает из картинки текст. Например, мне рассказали такое женское использование OneNote. Фотографии рецептов накидали, а потом в поиске фотографии рецептов, где написано там творога столько-то, там масло столько-то, поняли, да? Вот, ингредиенты, они же на картинке прямо, не текстом, а картинкой. А потом набрали в поиске найти, например, помидоры. И он находит все картинки, где написано слово помидоры. Как вам здорово? Некоторые делают так, фотографируют бизнес-карточки, визитки, туда складывают, а потом пишут Иванов. И находят все визитки, картинки, где было написано Иванов. Вот. В общем, я вас соблазнила, нет этой программы. А туда еще и калькулятор встроен. То есть это и бумажка, и калькулятор, и все, что хотите. Калькулятор такой, пишите 2 плюс 2 равно, и он скажет сколько. Как, знаете, тетрадка. Тетрадка с калькулятором. В любом случае, OneNote для образовательных учреждений модифицирован в еще более крутую вещь. Я вам сейчас рассказала, как для всех OneNote. А для образования OneNote представляет из себя доску взаимодействия между учителем и учениками. Так, например,
OneNote записная книжка в режиме для образовательных учреждений, она дает место, где учитель записывает конспекты, выкладывает лекции, домашние задания. Ученики имеют свои странички, где учитель транслирует на автомате всем ученикам эти задания. Они выполняют эти задания, друг дружке зайти, чтобы списать, не могут. Учитель сидит и смотрит, как каждый из них заполнил, может открыть что-то, они могут посмотреть друг от друга, ну и так далее. В общем, вы поняли, да? Туда файлы можно выкладывать, видео, аудио, все, что хотите. То есть OneNote очень мощный и интересный продукт, а особенно для образования он доделан, специально вот, заточено под вот такую работу. Коллеги, паблишер – знакомый продукт? Паблишер, ну, визитки, буклеты, да? Инфопас. Инфопас – это древний продукт, который оставил свое развитие в 2013 году. А у нас сейчас на компьютере стоит 13-я версия, то есть у вас он есть. Но по большому счету Инфопас можно было, коллеги, вот, наверное, сейчас к профессионалам обращусь, наверное, Юля сейчас подтвердите. Помните, в Word была панель формы в 2003 году? И в Excel Forms. Кнопки, галочки, кубики, шарики вот эти и так далее. Как легко было или трудно форму делать с помощью этих кубиков, программировать их на какие-то действия? Ну, вроде бы нарисовать форму нетрудно, да? Нарисовать форму нетрудно. Но если эту форму заполнило 100 учителей, то как это все собрать в одну сводную таблицу в Excel? Только руками, согласны? Или писать макросы. Так вот, Инфопас родилась путем эволюции панели форм Word и Excel. То есть панель формы модифицировалась, и главное в Инфопасе было то, что когда вы дали заполнить там 1000 учителей или там учеников эту форму, какую-то отчетность, да, какой-то бланк, вы потом открываете любой из этих бланков заполненных и вызываете команду «Файл экспорт» в Excel, выделяете все бланки и нажимаете «Готово». Ждете 2 минутки, и у вас в Excel громадная таблица с выгрузкой из всех форм автоматически. Круто? Но почему эту программу Microsoft перестал поддерживать? Она оказалась трудоемкой для учителей. Потому что, ну хорошо, выгрузить в Excel мы выгрузили, а там же надо сводную таблицу построить, графики построить, диаграммы построить, согласны? Поэтому эволюция этого продукта – это программа, которая входит в состав Office 365, а у вас все тоже это есть бесплатно, потом мы поговорим вообще, чем отличаются вот те программы от этих программ. И программа называется Forms, как Google Forms, слышали, наверное, да? А это Forms, причем вчера в Санкт-Петербурге учителя говорят, Forms намного круче, в том плане, что в Google Forms изменения редко появляются, и как бы она вот как заморозилась, как сколько-то лет назад. А в Forms от Microsoft постоянно нововведение, там случайное перемешивание вопросов, там можно рейтинг вопросам ставить, сразу оценку ставить, считать баллы, там же есть посмотреть аналитику по вопросам, посмотреть слабые места группы или класса, да, там какие-то баллы, тут же оценивание, обратная связь, ученик выбрал там неправильно, 2 плюс 2 написал 3, учитель может реакцию написать, какая реакция будет, да, ветвление можно, ответил так, пошли по этой ветке вопросов, ответил по-другому, ветка вопросов пошла в другом направлении. Вот, то есть, получается, Инфопас эволюционировал в продукт, который входит в состав Office 365, что у вас есть, и он называется Forms. И мне бы хотелось вам его показать, потому что я считаю, это мощнейший продукт. Как? Посмотрим? Вот. А сам Инфопас, он посложнее, гораздо посложнее простого легкого Forms. А когда Forms сделан, опросник, слышали такое QR-код? Ну, такой вот картиночка такая, да, на телефонах сканируете. Вот. И вот этот QR-код, результат опросника, фотографируете, например, на стенд куда-нибудь, на доску, в класс вешаете, родители приходят на родительское собрание, говорите, пожалуйста, вот ответьте на опросник, они телефончик взяли, сфотографировали, ответили. То есть распространение опроса, ну, становится очень современным. То есть никаких там «дайте почту нам вашу», там еще что-то, то есть гораздо упрощается. То есть это все намного проще и современнее стало. Хорошо. Skype, знаете программу, да? Это чат. Skype эволюционировал в программу Teams, но мы про нее чуть позже поговорим. Следующее, ну, Skype остается. Project, управление проектами. Слышали такое? Наверное, нет, но такая сложная программа. Маленькие проекты,
легко, просто в командах по методологии Agile, а вообще очень много крупных компаний, и в России лидером по использованию этой методологии является Сбербанк и Герман Оскарович Греф, слышали, наверное, да? Это методология гибкого управления проектами. И вот по этой методологии есть программа, которая входит в состав Office 365, она называется планер, планировщик. То есть есть сложная программа планирования Project, она требует проект-менеджеров, солидной подготовки, обучения. Без обучения сесть и поплыть в этой программе невозможно фактически. А все, что касается планер, это когда группа там 5-9 человек ведут какую-то задачу, необходимо видеть задачи, видеть движение по этим задачам. Вот эта программа находится внутри пакета Office 365, и у вас в пакет образования совершенно бесплатно тоже включается. Это и есть как бы инструмент применения методологии Agile в практическую деятельность групп проектов, ведения проектов. Визио, наверное, слышали такой продукт, Визио, да? Визуализация графики, да? Это может быть план эвакуации из помещения, план расстановки мест в компьютерном классе, или, например, план школы, да? План школы, наверняка в Визио слышали, знали. Итак, коллеги, у нас есть приложение. Какие приложения вам показались интересными, куда хотелось бы уделить время? Давайте обобщим. Что показалось интересным? Хорошо, что новым показалось? Что не знали, но сейчас обратите на это внимание. А? OneNote. Посмотрим. Да, OneNote. Слушайте, мы целый час сидим, Да. даже читать заглянули. Да. Ну, понимание, вот это, видите, чтобы понять, куда заглядывать-то будем, да? Теперь следующее. Вот самое главное, что сейчас я скажу. Почему мы от приложений шагаем дальше, в другую систему? Почему бы не остаться просто на приложениях? И вот давайте посмотрим. Если нам необходимо вдвоем, если нам в одиночку необходимо какой-то документ создать, обработать, что-то сделать, никаких проблем не возникает. Согласны? Вы один садитесь и начинаете это делать. Но если у вас собирается группа, несколько человек, вот как бы вы, например, один документ, ну пусть будет программа мероприятия на 9 мая, как бы вы этот документ создавали, ваше предложение, как бы вы создавали общий документ группы методистов, например, из 10 человек? Облачная технология. Коллеги, слышали, да, такое облачная технология? То есть, если раньше нам IT-специалисты разворачивали серверы, делали сетевые диски, да, наверняка где-то эта история осталась, но для того, чтобы попасть в это место, нам необходимо прийти на работу, подключиться к этому месту, сесть здесь. Сейчас технологии двигаются в том направлении, что мы должны быть на связи из любой точки мира. Да? То есть мы можем остаться дома, заболев, мы можем поехать в командировку, но быть на связи. Поэтому крайне важны облачные сервисы. И вот мы перешли к теме как раз облачных сервисов. И один из сервисов облачных от Microsoft, он называется Office 365. Что такое Office 365? Office 365 – это большое количество как онлайн, так и офлайн продуктов, которые распространяются по подписке. Что такое подписка? Подписка – это гибкий способ выбрать нужный набор приложений для конкретного пользователя. Например, есть подписка для студентов, есть подписка для учителей. В подписку для студентов-школьников не входят десктопные версии вот этих приложений. То есть они смогут Word пользоваться, но только в браузере, только в онлайн-версии. Коллеги, я понятно сейчас рассказала? Большая подписка, например, с большим количеством приложений в коммерческих структурах стоит больше денег. Но коммерсанты могут решить, а зачем нам секретарю давать большую подписку, поставим только там Word онлайн, Excel онлайн, Teams и достаточно, сэкономив деньги. А если это менеджер, который управляет проектами, то нам надо ему еще и Project добавить. То есть вот эта гибкая ориентация на задачи сотрудников позволяет нам делать Office 365 гибким, экономным под каждое предприятие. В чем еще фишка Office 365? Ну, понятно, почему 365 он называется? Да, 365 дней в году мы можем быть на рабочем месте, находясь дома, находясь где угодно. С одной стороны, вот вчера на тренинге, на семинаре сказали учителя, когда мы переходили, я цитирую их, на Office 365, мы вначале боялись, как так 365 дней в году на связи.
А потом они сказали, нам настолько комфортно стало, то есть они не рвутся бежать на работу для того, чтобы какой-то файл посмотреть, что-то вот обсудить с коллегами. Они могут находиться где угодно. Через Skype for Business организовали конференцию, провели дистанционное занятие, провели вебинар, все это параллельно записали и так далее. Ученик заболел, ученик может остаться дома, подключают дистанционно ученика к классу, и он находится в классе, сидя дома, как вот система вебинаров. Все это может быть записано, складировано, и программа Teams, мне тоже хочется вам ее очень сильно показать, она прям вот это все красиво соединяет. Коллеги, вот по этой части у меня все. Все понятно? То есть, по сути, многие спрашивают, есть ли разница между Word, купленным в магазине вот там, и Word, полученным через Office 365? По сути, в этом году разницы не будет. Но в следующем году, если я Word 2013 купила в магазине и поставила на компьютере, у меня на компьютере так и останется Word 2013. Но если мы подключили через Office 365, то мой Word будет обновляться и добавлять туда новые и новые функции. То есть я буду всегда иметь самую свежую, самую актуальную версию продуктов и их возможностей на сегодняшний момент. У вас останется всегда выбор: эволюционировать или оставить предыдущую версию. Остаться в прежнем интерфейсе или посмотреть как по-новому. Когда вы будете первый раз заходить, вас всякий раз будут обучать. И говорить, посмотри, это вот так работает, это вот так. То есть help, подсказки всплывающие там всегда будут. И давайте мы с вами сейчас перейдем в работу непосредственно. У вас сейчас есть выбор. Коллеги, у вас презентация тоже останется. На чем мне бы хотелось сэкономить в какой-то степени? Скажите, или вот экономить, наверное, не придется. Для личной эффективности в работе я рассматриваю вот следующие 4 этапа в работе. Если мы с вами умеем и знаем, как работает интерфейс, то мы даже в незнакомой программе, пользуясь правилами работы с интерфейсом, найдем ту функцию, о которой даже не подозревали. Если хотите, я вам правила работы с интерфейсом по ходу расскажу. То есть 2 правила существуют. Первое правило — читать закладки. Его посмотрим, будем по ходу делать. А второе правило — кликать правой кнопкой мыши. Вот все. То есть либо то, и вы находите ту функцию в том месте, которая вас взволновала, и вы хотите там что-то изменить, например. Легкое создание контента мы будем смотреть и в Word, и в OneNote, и в Excel, и в PowerPoint, и в других приложениях. Быстрое оформление, это и дизайн в PowerPoint, и в Excel сводные таблицы. И самое важное в эффективности — это уметь передавать контент для других пользователей, для совместной работы. Потому что ключевое сейчас — это быстро делать совместно работу. И, наконец, коллективная эффективность, она дается через решение задач быть в команде, быть отовсюду на связи, внедрять привычные инструменты в рабочую среду, такие как соцсети и так далее, но эти соцсети защищенные. Это чаты, не WhatsApp, а аналог этого, который дает гораздо больше возможностей. И вот это все дает нам пакет Office 365. И вот говоря об Office 365, это точка входа через браузер на любом устройстве, с любого браузера, имея ту информацию, которая у нас сейчас с вами раздана на листочках. Коллеги, поехали тогда. Загрузите, пожалуйста, любой браузер, причем, заметьте, эти листики вы можете взять с собой потом, то есть эти листики у вас останутся. И вы, коллеги, а у кого Карина? Каренберг? Да? Каренберг. Я уже на Карину отвлекаюсь уже 10 лет. Вот. Каренберг — это тренерская учетка. Да. То есть первый шаг в любой точке мира, та система, которую назвали Office 365, это самая современная, облачная, самая популярная во всем мире облачная технология для создания для эффективного решения задач. Итак, первый шаг, который мы с вами сделаем. Давайте выберем браузер. Какой браузер предпочитаете? Я предлагаю загрузить одинаковый браузер, чтобы кнопочки были в одинаковых местах у всех. Лучше тогда всего Google Chrome. Да, Google Chrome. Все, поехали. Первый шаг, я загружаю Google Chrome. У всех получилось это сделать? Трудностей у кого не возникло? Второй шаг. Вот здесь у нас загрузилась как раз первая страница Республиканский институт развития образования. Я оставлю ее и нажму плюсик в уголочке и наберу адрес, по которому можно зайти в свой рабочий кабинет.
Представьте себе, сегодня у вас первый рабочий день на предприятии. Вас зовут вот так, да, ваше имя. Вы пришли, и вам IT-специалист выдал табличку и сказал: ну, здравствуй, вот у тебя почта теперь такая, вот наш корпоративный сайт, заходи, там все подготовлено для твоей работы. Считается, что первые полгода сотрудник, новый сотрудник на предприятии испытывает стресс и не может максимально эффективно работать, потому что многие вещи его стрессуют, он не знает, как зовут соседа слева, справа, он адаптируется еще. Та система Office 365, она позволяет это все смягчить достаточно хорошо, и мы сейчас об этом убедимся. Итак, первое, что я делаю, набираю office.com, или можно набрать, как на листочке написано, portal.office.com, или сократить еще проще, office.com. И так одинаково. Нажимаю клавишу Enter для перехода. И здесь, если я набирала office.com, мне надо будет нажать кнопочку «Вход». Если вы набирали портал office.com, у вас уже окошко «Вход», кнопка уже как бы набрана. Здесь бывают нюансы, то кнопка «Вход» вверху справа, то она в центре, то есть какие-то модификации бывают. Коллеги, как только окошко вот это появилось, победа, полдела сделали. У кого трудности, пожалуйста, сигнальте, я подойду, помогу, хорошо? Следующее, что мы с вами делаем, набираем адрес почты. Набираем адрес почты. Если вам лень набирать адрес почты, коллеги, если вам лень набирать, все меня услышали? Если вам лень набирать, у вас же есть папочка, которая называется «Тренинг Microsoft». Да? Зайдите в эту папочку. В этой папке лежит файлик, который называется Tenant. Есть такой файлик? Tenant. Не таблички, печать, это наши таблички, а Tenant. Tenant. Откройте его для чтения. Для чтения. И в этом тенанте найдите свое имя. Есть? Найдите свое имя. Например, мое имя, вот оно, Карен Берг. Коллеги, у вас выделяется, нет? Да. Ага, у меня не выделяется, ну ладно. Почему? После чего перешли сюда и вставили, то есть e-mail. E-mail на листочке у нас написан в левом нижнем углу. Есть? Его выдумывает IT-специалист, причем делает это очень быстро. Причем это можно загружать пачкой, например, для 100 школьников или там для, не знаю, миллиона школьников, делать табличку Excel. Это вот один из способов, да? Самый такой простой способ. Но есть автоматизированные способы, которые точно так же вы придумываете алиасы, то есть то, что находится до символа собачка. А после, тут длиннющее название CI там, и так далее, это название нашей игровой тренинговой среды. Эта тренинговая среда делается для каждого тренинга индивидуально, поэтому вы ее можете взять с собой для того, чтобы поиграться потом. Понятно, да? У вас в реальной жизни этот ужас будет в конце заменен нормальным названием. Школа номер.ру. Понятно, да? А? Как заменен? Смотрите, мы сейчас как пользователи будем смотреть, да? То есть просто оценим возможности продукта. Вот это все создается очень просто и быстро. Но необходимо для каждой школы заполнить определенный бланк в интернете, сказать, что вы образовательное учреждение. Покажу в интернете. Да? Смотрите, сейчас если я в интернете наберу Office 365 для образовательного учреждения, я попаду на страницу, где все написано. Угу. Но я это оставила на закуску в конец. Да? Мы немножко это покажем, слайды в презентации будут с алгоритмами. Коллеги, это, скорее всего, волна будет своих системных администраторов, учителей информатики, чтобы они создали ваш кабинет, ваш корпоративный кабинет вашей школы. Да. Если это нам будет, мы проконсультируем, обратитесь к нам, мы
проконсультируем. То есть то, что вот это сделано, да, например, представьте, мы в одной школе все работаем, да, то есть есть некий айтишник, представьте, что я айтишник, который это все организовал и каждому учителю раздал. И вот мы как бы в одной среде работаем, в одном Надежда, здесь может быть такой вопрос. Можно ли зарегистрироваться каждому индивидуально, доменном можно, имени, используя ваш? можно, но никак, вот это взять? Нет, например, там будет microsoft.com. Можно. Это все можно, но это будет стоить денег. То есть Я индивидуально. пришла домой, я это то же самое смогу сделать? Вот на этой тестовой базе пока. На этой тестовой Ну, то базе, есть она да. сколько? День, два, три, 3 месяца. 3 месяца эти учетки. Уже 2 прошло. Нет, они сделаны 2 дня назад. То есть 2 дня назад сделаны. И мы первые, кто будем заходить и работать с этими учетками. Но они не имеют смысла, потому что вас зовут не То Карен. есть я пришла на работу, я рассказала о том, что я что-то видела. Да. И Но зайти не показали. могу. То есть Почему? показать Зайдете, вообще. вы эти таблички возьмете. Зайдете, покажете, соберете, презентацию захотите, я вам дам, вы проведете мини, так сказать, экстру для тех коллег, кто не попал на сегодняшний семинар, чтобы обсудить нужность, ненужность этих технологий. Да? То есть вы всегда это сделаете. То есть эти листочки у вас остаются. Конечно, все они разойдутся по разным школам, но вы как будто бы в одной компании все равно остаетесь. Некая виртуальная среда для тестирования. В реальной жизни один доброволец со школы может взять на себя роль организации такой среды, такого темы. Понимаете? И тогда будут реальные имена, там учителя математики Иванова будет Иванов, Петров, там, и так далее. Какие сложности? Это сложно. Дальше Криво соберут и расскажут системным Конечно. администраторам, как установить, как Да. делать. Коллеги, Сейчас мы это- посмотрим, как работать надо. Да. Давайте это очень сейчас легко. вот как работать надо. Конечно. То есть какой смысл смотреть, как это делать, если делается это легко IT-специалистами, а вдруг, скажем так, это не востребовано как инструменты для вашей работы, понимаете? Какой смысл? Мы сейчас смотрим Word, Excel, PowerPoint и более продвинутые технологии совместной работы, поэтому так пока. Коллеги, щелкаем кнопочку «Далее». E-mail прошел у всех? Да? Пароль то же самое, либо скопируйте pass@word1, он у всех одинаков, либо наберите от руки. Так как это учебная среда, универсальна для всего мира, она у нас здесь на английском языке появится. Видите? Вы уже там смотрите во всем. То есть эта среда, она уже настроена таким образом, что там эти люди уже работают. Они файлы какие-то пересылают, какие-то письма пишут друг дружке. Там работа кипит. Мы просто подключаемся к этой работе и смотрим, что мы можем взять для себя из этого всего. Коллеги, вас могут спросить, не выходить из системы, можно сохранить пароль, то есть не выходить, то есть чтобы всегда заходить по умолчанию. Если присмотреться, у меня вот такое нарядное окошко появилось, желтенький такой заголовочек, и слова-то по-русски. Видите? Подождите, не волнуйтесь. Потому что Карен Берг уже настроила свою рабочую среду, а вы только-только зашли. В реальной жизни, когда ваш IT-специалист будет разворачивать эту среду в школе, он скажет, что он, конечно, в России живет. Мы сейчас увидим, что там для Америки настроена среда, то есть по умолчанию разворачивается для Канады и Америки, а потом весь мир для себя переключает на другой язык. Можно хоть на китайский, хоть на японский, на любой абсолютно. Коллеги, готовы слушать, как работать в вашем рабочем кабинете? В чем разница будет того кабинета, который мы сейчас видим с вами, от того кабинета, который вы получите, когда ваш IT-специалист зарегистрирует вам вот этот вот кабинет рабочий? Да? Разница в том, что здесь лежат какие-то письма, какие-то файлы, вордовские, экселевские, неважно. У вас не будет файлов, но будут программы, с помощью которых вы сможете создать эти файлы. Или будут программы, или места, куда вы будете файлы загружать. Коллеги, понятно? Здесь просто уже какие-то файлы лежат. Зачем? Ну, чтобы интереснее было, наверное, так. Итак, первое, что мы будем смотреть, найдите правый верхний угол. В правом верхнем углу вы наблюдаете свою фотографию. Как вам? Вы себя нравитесь? Да мы не будем менять таблички, ладно?
он выглядит, мы уже понимаем, да, чей файл. Вы сейчас попали в свой личный рабочий кабинет, поэтому у одного может быть больше файлов, у другого может быть меньше файлов. Нажмите свою фотографию, правый верхний уголочек, фотографию нажмите. По умолчанию там фотографии не будет, ее надо будет загрузить. Посмотрите, там есть такое место, но мы сейчас не будем это делать, хорошо? Но там же есть мой профиль, есть моя учетная запись. Не будем сейчас это повторять, это не сложнее, чем в Фейсбуке там, или ВКонтакте. Ниже есть такая команда «Выйти». Зачем команда «Выйти» нужна? Прям фотографии свои. Вас там может донимать подсказка синяя, всплывающая. Это обучение. Скажите, все поняла, закрывайте ее синюю, да? Все понятно, да? Итак, коллеги, посмотрите, если мы могли это сделать и зайти в свой рабочий кабинет, интернет-кафе, взять ноутбук в аэропорту у незнакомца для того, чтобы поработать на полчасика, ну, к примеру, могли бы? Могли бы. И вот вам необходимо, например, срочно выйти, чтобы не оставить свой рабочий кабинет на чужом компьютере. Мы теперь знаем, как выйти? Запомнили? То есть я вам сейчас покажу 3 важных кнопки. Первая кнопка, вот там, где ваша фотография, либо есть, либо еще нет. Ну, загрузить уже увидим там. Щелкните по фотографии, чтобы завернуть эту панельку. Вопросик – это помощь. Ну, туда сейчас не пойдем. Вторая важная кнопка – это шестеренка. Везде, где мы будем наблюдать шестеренку, это будет означать следующее – настройки. Изменить настройки, поменять что-то. Я там пощелкала, где фотографии, мне опять сюда. Итак, закрывайте фотографию. Да-да-да, закрывайте фотографию. Вторая кнопочка, шестереночка. Найдите, пожалуйста. Там есть такое шестеренка? Нажмите кнопку шестеренка. Да, вторая кнопочка шестеренка. Итак, вторая кнопка шестеренка, увидели? А посмотрите, какая у меня красивая, персонализированная картинка рабочего кабинета. Хотите персонализировать кораблики, когда даже плавают, там, летают. Здесь админ может запретить такую красоту. Ну, например, некоторые школы запрещают. Но я радуюсь за то, что почему бы каждый делает, что хочется. Ну, это развлечение. Идем дальше. Язык и часовой пояс. Щелкните, пожалуйста, мышкой туда. Это тот, где я поменяла русский. Где я поставила часовой пояс, там Москва, Волгоград, Санкт-Петербург. Коллеги, легко? Все. Сразу она не поменяется. Язык поменяется минут через 20, через 30, потому что ему необходимо прописать в системе новый язык. Шестереночку. А вот language. Language and time zone, view all, если нажать. И вы там можете, да, прям нажимаете вот view all. Ссылочка. И он говорит, там English, United States есть. А вы можете взять другой язык. Возьмите русский. Часовой пояс. Кто-то может находиться. А прям закройте сюда. Таймзон тоже покрутите, плюс-минус. И нажмите внизу кнопочку Save. Есть? Не будем требовать от него мгновенного изменения, потому что ему необходимо на сервере произвести изменения. В реальной жизни в одной организации могут работать люди из разных стран, находиться в разных местах, поэтому у одного московское время, у другого там якутское время, да, у третьего там, не знаю, канадское время. И они все будут красиво синхронизироваться в календаре. То есть, например, в Москве сказали, что встречаемся в 9 утра, у канадца это будет 12 ночи, да, там, плюс-минус, а у якута это будет раннее утро, там, 3 ночи, да, 3 утра. Вот, то есть, по большому счету, это все позволяет быть в единой среде с минимальными усилиями по консолидации каких-то вот общих дел. Коллеги, ниже прокрутите, там есть пароль. Пароль у нас у всех сейчас паспорт, это учебный пароль, я предлагаю не менять, но в реальной жизни, когда вам впервые даст айтишник вот такой листочек с вашей почтой и временным паролем, при первом входе вас попросят, настоятельно попросят заменить пароль.
чтобы даже айтишник не знал теперь пароля. Вы пишете свой личный пароль, ну, правильный пароль туда, какой никому не говорите потом, и вот у вас остается пароль. Заменить вы всегда сможете в этом месте. А что делать, если вы забыли пароль? Вы айтишнику говорите, я забыл пароль. Что делает айтишник? Посмотрите, мы еще не нашли вот эту кнопочку, мы еще не дошли до этой кнопочки, кубики вот эти маленькие. Главное меню приложений вашего рабочего кабинета Office 365. Именно эти приложения частично вот здесь выписаны, видите? Вот здесь они есть. Но полный их состав вот там в этой кнопочке. Айтишник там найдет приложение, которое называется администратор. У нас у всех этого приложения может не быть, скорее не будет ни в коем случае, мы просто простые, ограниченные пользователи по настройкам. А у администратора там будет такое приложение, администратор. Там есть раздел пользователя, добавить нового пользователя, удалить пользователя, сбросить пароль пользователя. Понятно, да? И это делается настолько просто, любой, не знаю, учитель рисования, не знаю, физкультуры с этим 100% справится, абсолютно справится. Понятно, да? То есть вот такая простая вещь. Коллеги, все ли понятно с настройками? Все ли понятно с настройками? Есть? Ниже посмотрите, чуть левее там колокольчик. И ниже установить офис. Есть такое? У вас еще по-английски, да, все это написано? Ага. Да. Уже по-русски, он уже перевел. Здорово, успел. Когда кнопка появится «Установить офис»? И что это за офис? Это десктопный офис на ваш рабочий стол, на текущий рабочий стол. Что делать, если вы, например, на домашнем компьютере нажали эту кнопку? На вашем домашнем компьютере будет установлена самая свежая, самая последняя версия Microsoft Office. Десктопно Word, Excel, PowerPoint и так далее. Но вам еще и на работе нужна версия. Так вы то же самое сделаете в браузере на работе. И еще на дачу приедете, там ноутбук, и на даче это сделаете. И когда вы начнете работать над документом каким-то на даче, например, в выходные, ну, может, это не очень хорошее предложение, но все-таки, вы его закончили на полпути, приехали домой, открываете в Word документ, он говорит, продолжить там, где вы закончили. Почему они помнят? Потому что и на даче ноутбук в интернете, и дома в интернете, и на работе в интернете. И все эти данные синхронизируются между собой. То есть вы можете сделать много рабочих мест для своей эффективности. Не ходить с флешками, не запоминать, что этот документ вы до 10-й страницы сделали, а там с 20-й. Понимаете, да? Один документ, который синхронизируется абсолютно везде. И это действительно здорово. Что еще вам дает вот такая возможность установить офис? Вы можете до 5 стационарно разных компьютеров ставить офис. Если раньше продавались офисы с легальными ключами, помните, ключ там такой длинный, непонятный букв, и если у вас раньше была привязка человек, один компьютер, помните, то сейчас уже нереально, как такое, у нас у одного человека там по 5 гаджетов как минимум, да, разные. Поэтому сейчас идет привязка к e-mail. Что будет ключом к легальной версии вашего офиса? Когда вам скажут, введи ключ, вы скажете через e-mail и напишите e-mail. И вот этот e-mail 3 месяца будет срабатывать как легальный ключ. То есть вы можете прийти и поставить версию офиса. 3 месяца она будет абсолютно эффективно на 100% срабатывать. Потом будет все делать, но только говорит нелегальный ключ. Тут будет строчечка написано, что это нелегальная версия. Вот. Коллеги, идея понятна? То есть ключ офиса, вот. Где он ставится? На 5 стационарных компьютеров, ноутбуков, на 5 мобильных устройств, на 5 планшетов. Итого 15 версий дается каждому пользователю. А что делать, если мне нужна 16-я? Например, вы приехали в отпуск, на чужом компьютере взяли и поставили офис, например, да, ноутбук ушел куда-то, а у вас целая версия непонятно где. Вы заходите к себе в рабочий кабинет и говорите удалить версию. Удалить с того компьютера эту версию, и у вас появляется еще одна свободная версия. Но ни в коем случае не думайте, что вы эти версии можете раздавать друзьям, коллегам, соседям по личной площадке и так далее, потому что много вам, может быть, одна нужна. Почему не стоит это делать? Потому что если ваш коллега откроет Word, он увидит ваши недавние документы, потому что это все синхронизируется как общая рабочая зона. Понятно, да? То есть он будет работать как бы от вашего имени, в вашем рабочем кабинете. То есть это все для одного человека дается. Коллеги, я понятно рассказала? Теперь я хочу попросить вас еще разочек нажать, вот сейчас мы посмотрим, наверное, нет, нажать свою фотографию, есть такое? И выберите, пожалуйста, команду
моя учетная запись. Моя учетная запись. Свою фотографию и команда «Моя учетная запись». Может быть, по-английски или уже по-русски у всех, да? «Моя учетная запись». Замечательно. Найдите, пожалуйста, у вас с левой стороны есть такое settings, есть такое шестеренка, левый нижний угол, или слово параметры. Или слово параметры, левый нижний угол. Есть? Параметры. Щелкните, пожалуйста, в параметры. Ага. Так, она иногда меняется. Так. С правой стороны появилась маленькая панелька. Там опять есть слово Office 365 в самом низу. Office 365. Вот. Ну вот, и немножко поменяли. И вот смотрите, в центре у вас написано установка Office кнопка, видите? Сколько экземпляров было установлено? 0, видите? А здесь будет написано, установлено там 3 экземпляра на компьютере таком, таком, таком. И внизу деактивировать, деактивировать, деактивировать. То есть вы как бы не удаляете дистанционно. Да? Ой, я тут уже установку запустила, да? Как делается сама установка? Вы можете дома сегодня там, на каком-то компьютере нет офиса поиграться. Нажать установка и вот видите, там, далее, далее, и вот оно тихонечко, теневым образом поставится. Никаких дистрибутивов качать не надо, ничего делать не надо. Потом загружаете Word, например, программу, вам скажут регистрировать там учетную запись, логин, пароль, вот этот логин, пароль с таблички, и вот вы зарегистрировались. Коллеги, все понятно по этой части? То есть, получается, здесь не надо айтишнику бежать, просить его что-то сделать, там, скачать, диски и так далее, самообслуживание. Вот это называется самообслуживание. Хорошо, то есть я здесь шаги прекращаю, не будем мы тут офис ставить. Теперь следующее. Найдите, пожалуйста, вверху слева слово «подписки» или «subscribe», «подписки». Обнаружили? Вверху слева «подписки». Помните, я говорила, что Office 365 в своем наборе может иметь много приложений, программ или мало. Организация может экономить на каких-то пользователях, а где-то не экономить. У нас здесь в данный момент коммерческая подписка, коллеги, E5. Есть такое? Office E5. Для образования там будут подписки А1 для студентов, А5, да, там есть А3, это для учителей, там с пакетом Office. Как понять, что вам выдал ваш айтишник? А вот перебирайте, вот. В самом низу посмотрите, там будет такая фраза стоять, десктопная, вот последняя классическая версия Office. Нашли такое? То есть это все приложения, которые могут у вас быть по плану. Я специально взяла именно такой набор, он максимально включает все, что только может. Он максимально. Ну и вы тоже можете поиграться с этим максимумом приложения. Коллеги, все ли понятно, что это такое? Да? Теперь следующее. Давайте мы сейчас щелкнем мышкой по кнопочкам, которые выглядят как кубики, верхний левый угол. Итак, мы с вами изучили несколько важных кнопок. Ваша фотография – это выход и учетная запись, настройка фотографий, сведений. Шестеренка – это быстрая настройка параметров. Согласны? Ну и, наконец, третья важная кнопка – это вот эти кубики. Это не что иное, как главное меню всех приложений, входящих по вашей подписке в ваш рабочий кабинет. И вы, надеюсь, меня поняли, что я сказала. Да? Сказали на 3 месяца, а после 3 месяца. Коллеги, ну а зачем вам непонятный человек? От непонятного человека вам работать. Согласны? Я думаю, мы гораздо раньше вам сделаем вашу собственную фамилию, имя, название школы, почта ваша нормальная, корпоративная, там такая, да, вот солидная. Вот. То есть это раньше будет. Ну, 3 месяца вы можете... Да, у вас все это есть. Но чтобы... Мы сейчас с разных школ, да, чтобы нам сейчас коллаборацию, такую совместную работу делать, мне надо было вас как-то объединить в одну организацию. И самое лучшее решение, вот эта выдуманная компания, где мы как бы не боимся напортачить там где-то что-то, что угодно делаем, каждому тренингу это генерится автоматически в системе. Понятно, да? Коллеги, идем дальше. Есть предложение запустить Outlook. Вы не против? Ну, примитивно, легко, но я вас сейчас, мне кажется, удивлю несколькими функциями. Outlook. Казалось бы, кто не умеет работать в почте, да, сегодня? Коллеги, запустили Outlook? Там какая-то переписка, как я обещала, да? Мы не будем ее читать, не
неважно, что они там писали друг другу, мы сейчас функции посмотрим. Обратите, пожалуйста, внимание, у нас там есть кнопочка «Создать», флажки, видите? Ну, то есть почта, тут, я думаю, адаптируйтесь быстро. Создайте новое сообщение, будьте любезны, создайте новое сообщение. Создайте новое сообщение. Есть? Представьте себе, сегодня ваш первый день на рабочем месте. Да? Вы не знаете e-mail ни одного коллеги. Не знаете e-mail. Нажмите кнопку «Кому». Нажмите кнопку «Кому». Там есть такое слово «Кому»? То есть первая кнопка «Создать», плюсик. А вы потом «Кому». Да? Ну, то есть бланк появился, кнопочка «Кому». Кто эти люди? Да это наши коллеги, которых внес айтишник, когда создавал наши имена вот эти, да? То есть, получается, нет такого, что мы с визиткой должны подойти к коллеге, познакомиться, обменяться, внести в mail почту там или в Яндекс.Почту, понимаете, да? И если сегодня, через полчаса, появится какой-то новый сотрудник, вы его там найдете. По фотографии вы его узнаете, именно ваши фотографии у всех синхронно появляются. Да? То есть, если я поменяю сейчас фотографию, через несколько минуточек у нас у всех Карина будет выглядеть иначе. Есть? Понятно вот это? Посмотрите, как зовут соседа слева или справа. Слева или справа. Если что, пишите Карине, коллеги, Карине пишите. Если некому вам написать, попросите написать Карину. Кому Карине написать? Ага, смотрите, сейчас мы решим. Например, я хочу написать письмо Джулиану, да? Джулиан, кстати, по сюжетной линии руководитель Карины. А Дэн Джамп, президент компании, он на работу не пришел. Да? Дэн Джамп на работу не пришел. Вот. Смотрите, что я могу делать. Я набираю J, я даже кому не нажимала. Я J, набираю Джулиан, ну как в почте, да? И вот мне говорят, да, вот он Джулиане есть, Джулиана и слово. Ну, все понимают, кому, копия, тема, да, тут все понятно. Текст. Я привет напишу. Конечно, у меня здесь нет подписи, да, тут можно создать подпись, здесь можно, я думаю, вы там методом научного тыка все кнопки важные обнаружите, и не очень важные, и будете использовать много что как. А теперь посмотрите, коллеги, бывало ли такое, что вам коллега или вы хотите отправить письмо с вложением более чем... Коллеги, кто уже отправил еще одно письмо, генерите, вас же не отправляем пока. Бывало ли такое, что вам надо отправить презентацию или документ больше, чем 10 мегабайт? Кстати, знаете, сколько места вам в Outlook дается? Отгадайте, сколько каждому? Да, терабайт на OneDrive каждому, 1 терабайт у каждого. Почта Outlook позволяет до 150 мегабайт вложения, но это же издевательство, 150 мегабайт роуминг из-за границы получить на телефон, согласны? Правильно? Ну, над человеком, который будет скачивать это, и пока то не скачается, никакая другая почта не придет. Вы не сталкивались с такой вещью, да? Вот. Да. Ну, Outlook может 150 мегабайт вложения прогнать, но считается дурным тоном, как бы, посылать большие вложения по почте. Вот у вас какое ограничение там, по ощущениям? Вот больше каких вы уже не пошлете по почте? А выложите там на сетевой диск где-то, там mail, или там Google диск, Яндекс. 20? 10. Давайте проверим. Смотрите на доску. Карина начинает нажимать кнопочку «Вложить», берет команду «Компьютер» с компьютера, и тут у нее множество презентаций больших каких-то, да, вот конкурентная там, 3 мегабайта, ну ладно, 3 пройдет, 14, видите, там 14 мегабайт, вот он 100% не пройдет, я нажимаю кнопочку, и мне говорят, смотрите, если маленький файл, он вложится по умолчанию, есть? Ну, если маленький найдете файлик, он вложится без проблем. Но если файл больше, чем 3 мегабайта, видите, мне говорят, файл довольно большой. То есть встроенная система искусственного интеллекта, он анализирует. И говорит, давай-ка мы его положим в некое место, которое назвали OneDrive. Давайте переведем в OneDrive. Один, Drive. Диск.
индивидуальная флешка, личная у каждого. Каждый в этой флешке царь, бог и администратор. По умолчанию в этой флешке вы только владелец этих мест, и никто, кроме вас, туда больше не заходит. Но когда я отправляю эту презентацию вложением и говорю отправить и поделиться ссылкой в OneDrive, видите, в это место ложится этот файл, и он пойдет в почте не вложением, да хоть 500 мегабайт вы можете, хоть гигабайт можете закинуть туда. То есть он пойдет маленьким письмом со ссылкой в то место, которое у вас называется OneDrive. В OneDrive мы увидим папку с названием «Вложения электронной почты». В этой папке «Вложения электронной почты» все реальные файлы, на которые ссылаются подобные письма, как это. Нет, уже автоматически. Смотрите, как просто, да? Мы просто закинули вложение сообщения, мы даже не знаем, что такое OneDrive. Мы даже не думали про это. Он нам подсказал, что 14 мегабайт неприлично посылать. Согласны? Мы как бы согласились, хотя могли сказать, все равно вложение кидай. Как-никак 150 мегабайт можно, да, послать было бы. Вот. А размер почтового ящика каждому дается 50 гигабайт. То есть 50 гигабайт это громадный все-таки почтовый ящик, а там еще и архивация, там еще плюс. То есть фактически не ограничено. И вот смотрите, какое по умолчанию, у вас у всех получилась такая штучка? Файлик не можете найти. Хорошо. Давайте, можно сделать так. Вложить. Есть? Возьмите облачные расположения. Возьмите облачные расположения. И у вас сейчас открывается ваш OneDrive. Ваш OneDrive. Есть? Тут незнакомые файлы, но ваш же герой уже работал. У него работа кипела. Возьмите какой-то файл. Любой файл. Возьмите его и все. И вложите. Хорошо? Любой файл. Если вы маленький вложите, он сразу туда ляжет как по умолчанию, как обычно. А если большой, он скажет, давайте-ка мы его в облако закинем. Коллеги, все понятно? Хорошо. То есть, заметьте, мы еще не знаем, что такое OneDrive, но мы уже им активно пользуемся. Есть? Найдите снизу в строке под файлом написано «Просмотр и редактирование» и значок облака. Знак облака говорит нам о том, что данный файл не физически там лежит, а ссылкой на то место, которое у нас находится. Вы знаете, некоторые мне говорят, что так еще круче посылать вложения. Почему? Потому что если вы вложение в какую-то важную презентацию отправили, а через час передумали, можно ли забрать обратно? Ну, как бы, если на одном сервере отвечаете, там еще можно как бы отменить, пока файл читали, да? Но в реальной жизни как бы уже все. А здесь, получается, вы отправили эту презентацию, файл с этими презентациями, а потом зашли к себе в OneDrive и удалили. У человека ссылка есть, а идти как бы некуда, да, или закрыли доступ. Все, понимаете? То есть здесь вы больше контролируете информацию. А дальше мы с вами увидим, что в OneDrive можно открывать доступ к файлу до какой-то даты, например, или читать можно, скачивать нельзя. И так далее. Раскройте, пожалуйста, сверток и посмотрите, какие уровни доступа по умолчанию. По умолчанию можно читать и редактировать. Но если я нажму кнопочку изменения разрешений, то там целый набор ваших настроек по этому приложению. Коллеги, все понятно здесь? Легко, да? Угу. Например, я могу сказать, что получатели могут только просматривать. Все, и нажимаю кнопочку. Все. Окей, вверху. Вверху кнопочка ОК. И получается, один файл могут редактировать, а второй файл могут только просматривать. Вы будете такие, да? Опять выберите ссылку. Все, вот он, презентация. Давайте еще раз предложить. Давайте, потому что большой файл, да, очень большой. Да, он большой. Да, да, да.
вы дополнительно щелкните мышкой с левой стороны. Да. Да. Коллеги, посмотрите, с левой стороны вам дали еще большое количество групп. Группы – это наборы людей для решения какой-то задачи. Например, учительская, 5 Б, 6 Г, 5 А. И вот здесь у вас переписка как бы ваша личная, а это групповая переписка. То есть вы пишете 5 А все, кто включены в группу 5 А, все мгновенно получают это сообщение. И вот переписка еще другая идет вот в некую группу. Понятно, да? Но если кликнуть мышкой в поле «Дополнительно», вот здесь откроются папки отправленные, видите, там, ну и так далее. Архивные, они, правда, все еще переведены на русский язык, но у вас в реальной жизни все будет по-русски. Потому что изначально системный администратор скажет, что в России разворачивается термин для этой школы. Коллеги, как вам эта функция в Outlook? Интересно? Идем дальше? Найдите, пожалуйста, кубики, кнопочки. Ой, я не отправила. Да, отправляйте, какая разница. Да, отправляйте. Можно не отправлять, можно отправить. Давайте опять нажмем вот эти кубики меню Office 365 и выберем приложение OneDrive. Мы уже дистанционно им пользовались, согласны? OneDrive. И была даже презентация, какой-то файл, который мы положили туда через отправку сообщений. Что такое OneDrive? Это 1 терабайт свободного места, каждому лично. По умолчанию, когда вы в своем реальном аккаунте, в своей реальной учетной записи зайдете в OneDrive, там будет пусто, там ничего не будет. Но сейчас мы видим какие-то файлы. Заметьте, тут написано 7 минут назад Карен Берг во вложение что-то положила. У вас такое тоже есть? У вас слово «вложение» могут быть либо по-русски «вложение», как у меня, либо attachments по-английски написано. Посмотрите, как у нас. Ага, опять кубики, вот эти кубики, менюшка, и слово OneDrive. Заметьте, да, один диск, да, там слово. Коллеги, как интересно, что если у вас... Не надо переводить, наоборот, это нечеловеческие названия. То есть нигде вы в помощи не найдете один диск, лучше OneDrive. Конечно, хотел бы показать оригинал. Конечно, да, лучше оригинал. Где можно здесь? Вот, смотрите, здесь написано. Да. Почему нет папки Attachments? Да, почему нет? Потому что вы ничего не положили в вложение. Правильно, я угадала? Там все так. Просто я думала, говорите, найдите папку, найдите. Да, ну я-то думала, что вы в вложение вы что-то положили. То есть Attachments есть у тех, кто использовал вложение через почту. То есть получается очень удобно. Вы не рыскаете, где там я что, кому кидала, заходите в Attachments, и вот она вся история. Взяли, почистили все, как бы все. Ну, у вас это есть вложение в вашем ноутбуке, например, по ссылке, да? Но Attachments. Вот, и у вас там Attachments, да, коллеги, обнаружили, нет? Ты успела перевести. Да. Смотрите, у кого нет attachments, папочки, или как у меня слово «вложение», это означает, что вы ничего через вложение не отправляете. Хотите, можете вернуться в Outlook, загрузить что-то в OneDrive, вы обнаружите там вложение, и там будет файлик. И если вы посмотрите, вот здесь я подсказки закрываю синенькие на крестик. И вот она презентация ППРС, видите? Она с рабочего стола была взята, и вот здесь она лежит. Если она секретная, я могу ее удалить. Как, ее удалить? Нет? Это какая-то важная, нет, презентация? Это не моя. Пусть будет. Видите, она 14 мегабайт занимает, картинка общая означает, что она общая для всех. То есть для кого-то еще она открыта, она не моя персональная. Коллеги, у всех получилось? Значит, не отправили сообщение. То есть надо было отправить сообщение. Отправляли? Ну, я отправляла, мне что-то не получилось. Ну, давайте зайдем, знаете, куда? В программу. Да, прогноз. Нет, живем нормально. Нажмите
что многие не отправили в итоге. Найдите, пожалуйста, Outlook. Зайдите в Outlook. Есть приложение Outlook. Это почта ваша. Второй шаг. Нажмите кнопку «Создать». Есть? Выберите соседа справа, например, или слева. Если что, берите Каренберг. Я выберу Алисию. Все, нажимаю «Сохранить». Читаю, кому Алисия. Тема письма напишу письмо с вложением. Письмо с вложением. После чего нажимаю скрепочку «Вложить» и выбираю, например, ну пусть будет компьютер. С компьютера беру любую картинку, любую фотографию, вообще все что угодно. Но вот тут у меня есть вот ДОЖ, карта совместной деятельности, презентация. Беру ее. Файл маленький, поэтому он по умолчанию лег вложением, видите? Но я-то хочу в облако. Я раскрываю треугольничек и говорю «Отправить в OneDrive Контоса». Коллеги, успеваете? То есть большой файл сразу предлагает в облако, а маленький ложится вложением. То есть в attachments у меня в облаке не будет. И все. По умолчанию разрешение для просмотра и редактирования. Если я хочу сделать более узкое разрешение, я раскрываю тот же треугольничек и говорю «Изменение разрешений». И говорю «Только просматривать», например. Вверху нажимаю кнопочку «Ок». Все. Ну, текст письма писать не буду, сразу нажму кнопочку «Отправить» или «Send», у кого по-английски. Коллеги, у кого не получилось, просто ручку держите, я подойду, подправлю, если что. Хорошо? И вот я нажимаю «Отправить». У меня сейчас уже 2 файла должны лежать во вложении. Нет, я вообще Давайте я посмотрю. А вместе параллельно, я и так посмотрю. Выбирайте. Да, а вы выбираете мне. Создать сообщение. Ну, только не вот здесь еще. А вот здесь мастер, документ. Где он лежит сейчас? Ну, вот не отправляйте. Он лежит в вложении, он не в облаке. Видите картинку? Вы можете раскрыть треугольничек справа. А вот. Отправить. Видите? То есть либо очень большой файл надо положить, чтобы он положил в облако. Да? Да. Все. Видите, с облаком картинку. Да, не обязательно. Напишите тему. Да, вот здесь здесь приложение. Конечно, с компьютера или облачным, неважно. с компьютера я выбирала. Давайте с компьютера выберем. Ну, например, вот вижу окно. Сюда я, допустим, заходила, выбрала папу с вами. Ну вот отсюда и не и говорю, отправить в OneDrive. Коллеги, кому еще помощь нужна? Где отправить? Да? Или уже еще создать? А, вот кнопочка дополнительная. Вы, значит, просто как файл отправили. Давайте еще разочек. Создать сообщение. Коллеги, смотрите, чтобы оно отправилось вложением, возле иконки вашего файлика должен стоять значок «Push». Несколько секунд назад Приложение. Приложение вводите. Да. И тому. Коллеги, кому еще помощь? То есть мы сейчас отработали один простой метод.
да, вверх, правильно, коллеги, нажмите, да, чтобы понять смысл, да, что это, да, вот отлично. И кнопочка открыть. То есть, когда вы так сделали, добавить тему, ну, как эти есть. Когда вы сделали это, коллеги, зайдите в OneDrive к себе в родной OneDrive. А как переходить между приложениями? А вот он, кубик, кнопочки, видите? Мы заходим сюда и переходим в OneDrive. Хочет, приходит. Вот. Скажите, у вас появилась папка вложения? Есть. Пусть не с первой попытки, зато запомнили, да? Если не появилось, тоже не страшно, просто как-то письмо не ушло. Или вложение все-таки ушло с вложением, а не ссылкой на облако. Понятно, да, разница? Все, супер. И вот у меня уже, видите, 2 файлика, как обещала, да? Я же один раз и второй раз показала. Теперь давайте перейдем и посмотрим, что же у нас с левой стороны в OneDrive. Итак, OneDrive — это ваше личное пространство. Вы там царь, бог и администратор. Вы сами там создаете файлы, кладете файлы, размещаете файлы. Это ваша виртуальная флешка, которую не надо носить с собой, она всегда с вами. Однако есть шикарная вещь такая. Здесь не только ваши файлы, а еще и те файлы, доступ к которым дали вам ваши коллеги. Итак, давайте посмотрим. Карен Берг — это ваше имя там, или Молли Кларк там? Есть ваше имя? То есть вы у себя... Если вы тут видите чужое имя, значит вы в OneDrive другого человека. Но все ли вы файлы видите в OneDrive другого человека? Нет, не все, а только те, доступ к которым вам он открыл. И я хочу вас научить открывать доступ к своим файлам другим людям. Или закрывать доступ, если вы открыли его ранее и потом передумали. Принимается? Попробуем. А зачем открывать доступ к другим людям к своему файлу? Чтобы вместе, совместно поработать с документом. Был такой вопрос у нас сегодня, помните? Поэтому мы так и смотрим. Итак, файлы — это ваши личные файлы. Щелкните мышкой. Файлы. Здесь, как реально на флешке, есть папки, подпапки. Коллеги, все понятно? Вот смотрите, есть «Создать» кнопочка. И здесь есть папка, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, записная книжка, Forms для Excel — это опросники. Ссылка, ну какая-то ссылка куда-то. Коллеги, увидели все это? Да? То есть первый шаг — файлы с левой стороны, да? И вот здесь кнопочка «Создать». Давайте создадим папку. Выберите команду «Папка». Создать папку. То есть мы на верхнем уровне сделали «Создать папку». Нету слова «создать». Новый, наверное. Новый. Вы же перевели по собой. Все точно. Что не было, Просто на русский язык еще не переведено. Ну, то есть первое меню — это создать. Да, это создать. На том смысле, что посмотрите, видите, на русский язык, когда переведется, будет слово «создать». Видите? Просто компьютер еще не все успел перевести. То есть буквально там завтра, если вы зайдете в этот аккаунт, даже через 2 часа, у вас там будет по-русски слово «создать». Да? А новый вы средствами автоматической трансляции или там, автоматического перевода Google перевели, но Google переводит не совсем так, как вот переведет Microsoft. Коллеги, нажали кнопочку «Новый» или «Создать». Там «New», по-английски «New» может быть. И берем команду «Папка», «Folder». Folder или «Папка», первая желтенькая. Она говорит: введите имя папки. Ну давайте назовем ее «Работа», например. «Работа». И нажмем кнопочку «Создать». Скажите, у вас появилась там папка «Работа»? Она может быть чуть выше появится или чуть ниже? Есть такое? Давайте посмотрим. Справа от вашей папки написано несколько секунд назад ваше имя, кто создал. Ну тут все, что вы делаете, это вы создаете. И написано дальше «закрытая». Есть такое? Что это означает? Если вы «закрытая» поменяете на «открыть» для каких-то людей, то те люди тоже смогут ходить к вам в это место. Интересно? Если закрытое, то никто в вашей организации, и даже тем более вне организации, в это место зайти не сможет. То есть по ключу «закрытая», «закрытая», «закрытая»
кое-где написано общий. Видите, здесь Контоса банк написано общий. Что это означает? Я с кем-то еще поделилась этим файлом. А кто этот файл сделал? Карина. И она с кем-то поделилась. Коллеги, интересно? Давайте нашу папку откроем соседу слева или соседу справа. Хорошо? Кому выберете? Если что, мне открывайте доступ. Найдите с правой стороны слово «закрытое» и щелкните по нему один раз. По нему один раз щелкните по закрытому. Есть? У вас открывается окошко, где есть команда «поделиться». Есть слово «поделиться»? «Share» по-английски. Или «поделиться» или «share». Share. Это что? Поделиться. Share. Это поделиться. Ой, а вы уже share сделали там, да? Давайте назад. Палочку. Вот у нас появилось. Справа от работы берем private. Коллеги, нашли справа от работы private слово, да? Private. Но у меня слово, видите, закрытое. И когда мы с вами щелкнем мышкой по слову private или закрытое, у меня вот здесь вот так открылось окошко, где написано share, а здесь link. Нашли? Панелька сбоку. Панелька сбоку. Есть? Отыщите, пожалуйста, команду «Предоставить доступ». Правый верхний угол, там будет share link. Там. Вот, да. Grant access. Есть? Там опять вам сказали ввести name, имя. Пишите своего коллегу. Пишите своего коллегу. В Google есть, конечно, облачные технологии, они у многих пересекаются, да, но Google, например, трансфер документов. Да. Нам тоже так же можно задержать, но если, да, вы выходите в старте Google, да, там классные, если вы говорите про рацию, да, корректно, организация системы представляется, то там есть тонкости, сходите, потом мы расскажем. Нет, я не хочу, просто я понимаю, что это то же самое. Итак, предоставить доступ на правую кнопочку, да? И вот здесь попробуйте вписать имя чье-то. Имя, ввести имя. Например, я здесь напишу Джулиан Исло. Джулиан Исло. То есть я к папке «Работа» предоставляю Джулиану. Ну, давайте я еще Молли напишу доступ. Ну, могу еще кому-то, да. После этого скажу, могут изменять это все, и нажму «Предоставить доступ». Там внизу стояла галочка «Уведомить пользователей». Что это означает? Вам на почту, кого я там написала, придет письмо, что Карен Берг дала доступ к этой папке вам, в том числе с режимом редактирования. Коллеги, смысл понятен, как можем менять? Вот. То есть, получается, есть файл, и теперь я у папки «Работа» вижу слово «общий», две мордочки и слово «share». Да? Что это означает? Это означает, что не я одна с этими файлами работаю. Могу ли я поменять обратно? Могу. Я нажимаю кнопочку «Общий», открывается такая же панелька, и я просто удаляю крестиком этих людей, кого добавила. Просто беру и удаляю. То есть эти люди минуту назад имели доступ такого-то уровня к этим данным, а сейчас просто взяли и вы удалили этот уровень. Коллеги, все ли понятно, да? То есть вот так это работает. Что ж такое меню открывается и все. Вот. Ну и, наконец, одна из самых вкусных вещей, которые можно сделать в OneDrive, это возможность одновременной работы и возможность, когда мы с вами можем откатывать версии документа. Бывало ли такое у вас, что вы вчера подредактировали документ, сохранили, а потом думаете, ой, надо было не редактировать, удалили такие ценные страницы. Хочется как бы назад вернуться, а уже не можем, потому что вчера уже отредактировали и сохранили. Бывала такая история?
Давайте выберем какой-то файл, неважно. Или давайте, ладно, зайдем в папку «Работа». Давайте зайдем в свою папку «Работа». Есть? В папку «Работа». Давайте нажмем кнопочку «Создать». Кнопочку «Создать». А можно не создать, например, а загрузить сюда какой-то файл простым перетягиванием. Посмотрите, коллеги, я что сделаю. Я вот сейчас потрясу окошко вот так вверх, влево, вправо. Так, у нас Windows же современная или несовременная? XP, да, Windows? Эх, Windows не умеет это делать. Что я ожидала, что все упадет вниз, как бы, да, я увижу. Ну ладно, сделаю по старинке. Вот у меня есть папочка некая, и я из этой папки просто тяну файлик и бросаю. Коллеги, похоже это на простое перетягивание с флешки, правда ведь? Видите, я беру и перетягиваю. Есть, да? Могу создать новый файл, например, создать документ Word. Файл «Создать документ Word». Выберите Word, Excel, любой файл выберите. Здесь можете написать, например, общий документ или любой текст. Общий документ. Есть, да? Команды «Сохранить» здесь не существует, потому что все, что вы делаете в облаке, сохраняется мгновенно. То есть я создала документ и щелкну мышкой с левой стороны по своему имени Карен Берг, и я возвращаюсь обратно в общее пространство, в свое пространство. У меня есть папка «Работа», я захожу в «Работу», и у меня здесь уже два файла, которые я просто перетягиванием из какой-то папки загрузила, ну как с флешки на флешку, да, вы можете перетягивать. А здесь документ, который я только что создала. Заметьте, все эти документы имеют метку «Общий». Вы наверняка догадываетесь, почему. Потому что все эти документы лежат в папке «Работа», а эту папку я дала доступ двум другим людям. Коллеги, все понятно здесь? Есть, да? Теперь следующее. Давайте перейдем в раздел «Общие». С левой стороны, посмотрите, вот мы были файлы. Вот мы были файлы. Файлы – это то, что вы создаете. То есть вы здесь автор. А общие – это то или те данные, с которыми поделились другие люди. Например, Келли Крауд дала разрешение мне заходить в ее папку «Работа». Келли Крауд, действительно ли это так? А, коллеги, кто у нас Келли Крауд? Не признает, да? Вот, вы мне дали доступ. Спасибо, я благодарна за это. Я захожу, а вы у себя найдете что-то такое, коллеги? Вам кто-то дал доступ? Но Карен Берг дала, Молли Кларк дала и Джулиану дала, да, шефу своему и второму шефу, то есть Молли и Джулиану. И вот посмотрите, если у вас здесь пусто, значит вам просто никто не дал доступ. Ну не будем за это обижаться на соседей, хорошо? Просто не дали доступ. Если здесь что-то есть, значит вам дали доступ. Я захожу в папку «Работа». А что у меня в папке «Работа»? Ну пока ничего нет, но если появится, я тут же это увижу. У кого в гостях я нахожусь? Смотрю в верхний левый угол, а у меня написано Келли Крауд. Видите? Коллеги, понятна вот эта идея? Как вернуться к себе? Щелкнуть мышкой вверху OneDrive, и я опять у себя. OneDrive. И я опять зашла к себе в свое рабочее пространство. То есть я не могу видеть те файлы, доступ к которым мне не дали. Но если я получила доступ к этим файлам, я эти файлы вижу. Коллеги, а кто-то видит файлы Tenant, там, папку «Работа»? Коллеги, а Молли Кларк видит папку «Работа»? Да, зайдите в папку «Работа». Вам Карина дала ее, да, эту папочку? Вот. Найдите, пожалуйста, Tenant, CIE и так далее. Откройте его, Tenant, CIE. Коллеги, мы сейчас сделаем демонстрацию совместной работы с Молли Кларк, хорошо? Вот, то есть посмотрите на доску. У меня тоже есть папка «Работа», но она моя. И тоже есть Tenant CIE, видите? Мы открыли один файл. Когда мы открыли один файл одновременно, мы можем видеть, кто где находится и что где делает. Мы могли так зайти хоть в 100 человек одновременно, но тут реалии таковы, наверное, что 100 человек это слишком. Джулиан здесь тоже уже сидит и что-то делает. То есть, коллеги, а кто у нас Джулиан? Вот, видите, вы уже опередили Молли даже Кларк. И вот теперь, смотрите, что можно делать. Ну, можно добавлять новые строки. Видите, там человечек такой бегает, да, вот то там, то там. Это вот вы можете править пароли, мы сейчас прям все будем, ну, просто удалять что-то, ничего страшного, это просто игрушечная среда, вот, и просто файл. Правый
верхний угол дает нам кнопочку «Чат». Я нажала кнопку «Чат» и пишу, например, там, ну, чат, кнопочку нажму, вот, да, открывается окошко, я сейчас буду писать, говорю, привет, как дела, там, можем звук включить и слышать друг друга, видеть друг друга. Вот такая, видите, 2 человека сидит здесь, я могу написать всем привет. Вот, если мы этот файлик сделаем через Teams, то там и видеоконференции, и все что угодно. Коллеги, видите мое привет, да? Вот Джулиан, Молли. И вот если сейчас какие-то более такие яркие изменения будут, то все мы будем видеть эти яркие изменения. Ну, вот попробуйте там цвет поменять, удалить что-то. Вот я сейчас руки держу далеко, вот, а попробуйте что-то такое яркое сделать, удалить там что-то, прям кракозябры написать. Они прямо живьем будут обновляться у всех, то есть все будут это видеть. То есть, ну, какое-то время задержка, там несколько там секундочек, может быть, несколько минуточек, но потом мы начнем все это наблюдать. Вот, видите, полужирным появились, это не я. Ну и так далее. Коллеги, можем дальше идти? У нас был такой запрос от Константина, одновременная работа. Константин, как по вашим ощущениям, она реализуема? Да, конечно. Удобно? Но самое интересное, это будет удобно не только для внутренних сотрудников, для коллег вашей организации, а это будет очень удобно для родителей, для тех людей, которые находятся вне вашей организации. Давайте мы сейчас опробируем этот момент. Если вы не против, я сейчас этим файлом поделюсь с кем-то, у кого есть почта на своем телефоне. Кто, коллеги, со смартфоном и готов сказать мне почту рабочую, ну или любую вообще, Mail, Яндекс, кто с телефоном. Ну, в общем, смысл знаете какой? Смотрите, что я вам хочу показать. Например, я беру вот этот файл tenant, да? Я могу на нем нажать правую кнопку мыши. Попробуйте правую кнопку мыши нажать. Есть? Там есть команда «Поделиться». Не обязательно щелкать там кнопочку «Общий, частный». «Поделиться». Есть? Открывается коротенькое окошко, где говорят «Введите имя или электронный адрес». Не обязательно это адрес вашей организации. Пожалуйста, Mail, Яндекс, все, что хотите. Все, что хотите. После чего есть такая кнопочка «Всем пользователям доступно редактирование». Видите? Но вы можете сказать, что вы хотите только чтение. Видите, я отключила редактирование. Коллеги, успеваете? Клик правый, поделиться на любом файле. Клик правый, поделиться. Вверху глобус нарисован зеленый, вы его нажимаете, и по умолчанию разрешено редактирование этим людям вашего файла дистанционно. Это очень удобно, когда вы собираете предметников из разных школ, например, да? То есть не обязательно этих людей прописывать к вам в вашу школу, в вашу организацию. Вы просто берете их e-mail и добавляете туда. Очень недавно и великолепная появляется функция, которая называется «Задать срок действия». Срок действия. И есть команда блокировать возможность копирования. Скачать нельзя будет. То есть они могут читать, например, а невозможно скопировать к себе ее. Представляете? Или, например, вы говорите задать срок действия до конца недели. То есть получается, я разрешаю этим людям, ну, e-mail chief пишу, смотреть этот файл до субботы 25 мая, не разрешаю редактировать и заблокировала возможность скачать к себе на компьютер. Как вам такая фишка? Интересно? Вот. Ну и, наконец, давайте еще одну фишечку увидим. Мы же только что с Молли Кларк и Джулианом корректировали файл вот этот, помните? И если сейчас все выйдут из этого файла, то есть Джулиан закроет файлик tenant, ну, то есть не будет редактировать, Молли не будет редактировать, но я вижу, что Джулиан все еще редактирует файлик. Уже ушли, ну, чуть-чуть ему время надо, чтобы прочухаться, переписать это все, чтобы Джулиан вышел. И вот давайте нажмем еще на файлике, на любом, коллеги, только на своем личном, на вашем, не на общем, чьем-то чужом, а на своем. Потому что на чужом вы не сможете выбрать эту команду, потому что чужим файлом управляет другой человек, а вы там гость были, да? А своим файлом вы управляете по максимуму. Отыщите такую команду, которая называется «Журнал версий». Журнал версий. Коллеги, обнаружили? Клик правый по файлу и команда «Журнал версий». Что я вижу? 9 минут назад образовалась первая версия, ее сделала Карнберг. Вторая версия 4 минуты назад, 3 минуты назад третья версия. То есть Джулиан последний корректировал данный файл. Есть? И если я понимаю, что файл испорчен, и именно Джулиан, пусть предположим так, да, уж простите, пусть Джулиан напортачил,
то я могу всегда откатиться несколькими версиями назад, где хочу. Например, я могу раскрыть время, например, там 2 дня назад или 9 минут назад, и говорю команду «восстановить». Что это будет означать? Данный файл восстановится в версии 4.0. Предыдущие версии не удалятся, они сместятся, и я всегда смогу переключаться на другие версии. Но мне он сейчас говорит, вы не можете сейчас это сделать, или подтвердить, сейчас посмотрим. Джулиан, может быть, еще не вышел, ну, то есть еще время чуть-чуть. То есть он аккуратно старается, чтобы все вышли из редактирования, чтобы версия была как бы уже сохранена окончательно, и только после этого можно откаты делать между версиями. То есть получается, вы получаете легкий способ вернуться к тем версиям, которые, ну, были по какой-то причине испорчены, не так, как надо. Коллеги, давайте еще увидим последнюю фишечку. Ну, там вы наверняка без меня увидели корзину мусорную, недавние документы, с кем работали, да, это все вы увидели. Предлагаю опять вернуться в раздел «Файлы». Давайте опять щелкнем мышкой «Файлы». OneDrive. Кто выпал, мы нажимаем меню команда OneDrive, приложение OneDrive, это ваше пространство. Флешка виртуальная 1 терабайта размером. Следующий шаг, мы зашли в раздел «Файлы». Это все ваши файлы, папки, которые вы раздаете кому хотите, версионность отслеживаете. Ну и, наконец, здесь шикарные команды вверху. Создать, ну мы их смотрели, да? Добавить, это загрузить готовый файл в эту область. И великолепная команда синхронизировать. Коллеги, нажмите на нее, мы до конца не пройдем, но именно через команду синхронизировать вы сможете на разных своих личных компьютерах в режиме офлайн разместить все эти копии файлов. То есть что произойдет в момент, вот сейчас готовится к синхронизации, синхронизировать. Все эти файлы скачаются на текущий компьютер, где вы нажали синхронизировать. Видите? И когда вы в этом компьютере будете работать, вам не надо заходить в браузер, Outlook, там пароли вбивать, не надо. Вы открываете проводник, с левой стороны у вас в проводнике будет написано OneDrive, вот здесь с левой стороны OneDrive, вы по нему кликаете, и у вас полная копия папки, файлы, все, как мы создали там. Вы делаете что-то обыкновенно, как с проводником, это синхронизируется там в облаке, и если вы это действие проделали на нескольких компьютерах, то вы на даче, помните, я рассказывала, сели работать с компьютером, пришли домой, продолжили. То есть важен интернет, который синхронизирует все устройства между собой. А вы работаете фактически только в одном месте, в OneDrive, в облаке, и эти данные синхронизируются на разные устройства. То есть ноутбук сломался, ничего страшного, у вас есть облако, другой ноутбук, синхронизировали дальше и ничего не потеряли. Как вам такой способ? Интересно? Это облако надо установить на компьютере? Да. Кнопка «Синхронизировать», и все, и это облако будет у вас. Или более правильно, область OneDrive размером 1 терабайт будет синхронизироваться с вашим текущим устройством, где вы вызвали команду «Синхронизировать». Но он еще, видите, говорит «Подготовка», подождите. Потом будет кнопка «Синхронизировать», возможно, вас спросят логин, пароль, вы подтвердите еще раз логин, пароль, и это все будет у вас в проводнике отдельной папкой с названием OneDrive. Коллеги, наверняка вы помните Яндекс.Диск, Dropbox, вот та же самая история, абсолютно та же самая. Что можно делать? В этой папке, нажав правую кнопку мыши на файле, можно выбирать хранить в облаке этот файл или скачать на компьютер. Например, у вас большое количество фильмов размером, там, не знаю, 500 гигабайт. Если вы все будете пытаться сохранить на компьютере, да, синхронизировать, то есть на компьютере места будет не хватать, но вы можете говорить, эти файлы только в облаке. То есть вам он нужен, вы нажали, оно скачалось, и вы с ним работаете без интернета. Если файл вам редко нужен, просто хранить, то выгоднее его держать в облаке, потому что в облаке много места, а на компьютере может быть мало места. Да? Коллеги, если бы вас спросили, что такое OneDrive в 2 словах, что бы вы ответили? OneDrive – своя флешка. Какие интересные фишки OneDrive мы с вами изучили? Давайте перечислим. Интересные фишки. Совместная работа, отлично. Запрос Константина Анатольевича. Синхронизация. Да, хорошо, еще. Если с версиями напортачили, помните? Да, а как откатиться на предыдущую версию? Вот у нас есть файл, мы его открыли, файл всегда показывает свою крайнюю версию. Это ж удобно, да?
На рабочих столах, я помню, раньше у меня так было, версия 1, версия 2, версия 3, у вас сейчас так, нет? Вот, ну то есть, ну бывает такое, там поправили версию, чуть хочется файлик сделать на всякий случай, чтобы вернуться туда. Вот, но здесь получается, я меняю файл, и файл всегда крайнюю версию показывает. Если не так, правая кнопка мыши на файле, и можно обыграть, откатиться на версию предыдущей. Они показывают 3, 4, 5, вот Столько, сколько делают. Хорошо, а дальше они куда уходят? Старенькие То есть их надо вниз. удалять? Да. Если вы понимаете, что все версии вот лишние те, да, а вот эта последняя, она хорошая, вы можете сказать так, удалить все версии. Там будет кнопочка удалить все версии. Да, он очищает историю версий, у вас остается та крайняя версия, которая сейчас у вас загружена. Последняя. Коллеги, мне кажется, по OneDrive мы вроде как хорошенько пробежались, да? Пригодится OneDrive, как вы считаете? Следующее. Нажмите кубики вот эти. Ну давайте Word загрузим, что ли? Там есть такая программа Word? На самом деле программа Word это то же самое, что кнопка «Создать» в OneDrive документ Word. Потому что если мы сейчас будем создавать, работать с Word, куда он это все положит? В OneDrive. То есть, по сути, нам просто вывели Word, Excel, PowerPoint. И вот вам говорят, создать новый пустой документ или сделать поздравительную открытку, или сделать вот это, а вот недавние документы, с чем вы работали. Коллеги, нашли это? Вот, ну давайте чистый новый пустой документ создадим. Чистый новый пустой. Посмотрите, в чем фишка эволюции продуктов Microsoft. Раньше для того, чтобы работать с Word, надо было иметь на компьютере программу Word. Согласны? Но эволюция такова, что у нас задача может застать в отпуске, и у нас в руках может быть только телефон. На телефоне есть браузер. В браузере можно ввести Outlook.com, ввести логин и пароль, то есть почту свою, и попасть в свой рабочий кабинет. Там можно нажать кубики, выбрать Word, и перед вами Word. Согласны? Куда этот Word ляжет? В ваш OneDrive. Понятно, да? Есть кнопка «Файл»? Есть. Нет команды «Сохранить», потому что все сохраняется автоматически. Но вы можете пересохранить куда хотите, видите? Новое имя дать. Или переименовать там, или еще что-то, да? Общий доступ настроить и так далее. Найдите, пожалуйста, закладки «Вставка», «Главное», «Макет». Вверху справа у вас, видите, упрощенная лента. Вы крыжик влево переместите, чтобы сделать ленту классическую, как в классическом Word. То есть немножко такую модификацию тут сделали. Если присмотреться, большущее количество функций, полезных, хороших функций, они есть как из большого классического Word. Заметили? Конечно, профессионалы заметят, что чего-то там не хватает, да, каких-то вещей не хватает, но то необходимое или тот необходимый минимум, который требуется для быстрого создания документа, он с вами. Тем более, когда вы, например, найдете компьютер, не телефон, а компьютер, даже незнакомый компьютер, вы можете сказать «открыть в Word», а на вашем компьютере, который вы нашли, Word нету. Вы можете, не устанавливая Word на компьютер, открыть этот документ для работы с Word. Он скачается временно на компьютер. А когда вы закроете окно, он исчезнет с компьютера, как будто никогда там не находился. Я такое делала в интернет-кафе за границей. Очень удобно было поработать с документом. Word ставить, Excel ставить на чужой компьютер в интернет-кафе мне не хотелось. Я зашла в свой рабочий кабинет, сказала «открыть в Word». Word постепенно через интернет развернулся на этот компьютер, я поработала, закрыла. Интересно? Например, что он там может сделать? То есть есть простые таблицы, может быть, и можно и так сделать, конечно. Да. Простые вещи можно и так, правда ведь? То есть это всегда спасет. Коллеги, все, что мы делаем, куда сохраняется? Карен Берг документ, видите, вот. Ну, ваше имя, Молли Кларк, Джулиан и так далее. То есть в ваш OneDrive. Это все равно выноска из OneDrive. Все равно это OneDrive. Хорошо. Следующее приложение. Нажмите кубики. И давайте откроем приложение, которое называется... А, кстати, у вас там есть приложение «Администратор», администрирование, нашли? То есть вы на самом деле по умолчанию еще и администраторы. Вы можете пользователей создавать, лицензии раздавать, там, настраивать там что-то. Вот. Ну, давайте мы в администраторы не пойдем, хорошо? Вот. Отыщите, пожалуйста, приложение, которое называется Delve. Может быть, вам придется развернуть все приложения, и там на буковку D есть приложение Delve. Обнаружили его? Delve. Представьте себе, вы идете по коридору, встречает вас шеф и говорит: я вчера смотрел замечательный файл.
файл. Пожалуйста, этот файл распечатайте и идет дальше. Если вы работаете в системе Office 365, то не обязательно шефа спрашивать, а какой файл вы смотрели, как он называется и так далее, потому что вам всем должно быть понятно, о чем идет речь. Итак, программа Delph – это, одним словом, недавние документы, которые смотрели вы и ваши коллеги, доступ к файлам которых у вас открыт. Интересно? Недавние. Или бывает такое, вы помните, что на прошлой неделе что-то делали, а что делали, в какой программе, не помните, вообще куда положили, не помните. Потому что OneDrive – это одно место, но там есть Teams, там есть планер, там есть много других мест, SharePoint, сайты, Yammer, множество мест. И во всех этих местах вы можете складывать какие-то файлы. И вот если, получается, вы потерялись в этих файлах, вы можете быстро находить все связанное с контекстом, с документами, либо с человеком. Коллеги, нашли такое? Моя страница. Есть? Правда ли, что вы вот эти файлы недавно открывали? Вот я вижу, Джулиан вот этот файл открывал, посмотрите, Джейми вот этот файл и так далее. Ниже посмотрите, люди. Вы можете перейти к коллеге любому своему и посмотреть, какие файлы Дайан Прескотт открывала. Я захожу Дайан, вот тут Дайан, вот, и смотрю, что Дайан Прескотт открывала вот эти файлы. Могу ли я в секретный файл Дайан зайти и увидеть? В секретный? Нет. Секретные файлы я никогда не увижу. Но я увижу только те файлы, с чем она работала, и это открыто для всех, для меня. Для кого-то может быть закрыто, тот не увидит, а я увижу, если для меня открыто. То есть ситуация, когда ваш подчиненный вам говорит, например, я вчера работала с этой программой. Вы заходите и говорите, нет, с этой программой вы не работаете. Если там сделали, это не отображается. С одной стороны, некоторые компании нервничают, узнав такую функцию. Как здорово, можно контролировать такие процессы. Вот. Найдите, пожалуйста, My Analytic. Есть такое? My Analytic, тенденция, верхний левый угол, My Analytic. Это такой модуль, который может вас дисциплинировать в плане расходования вами вашего времени. Например, считается, что слишком много времени в почте проводить тоже непродуктивно. Почту 1-2 раза в сутки проверяют, там 1-2 часа выделяют там, и так далее. И вот то, что говорит Карина, 5 часов участвовала в собраниях на прошлой неделе. Видите? Ну, то есть календарь она ведет, он высчитывает, сколько часов в календаре. С почтой вообще ничего не работало, да? То есть часто это накопилось. 37 часов было продуктивной работы, и целый час Карина работала в нерабочее время. То есть получается, ну у вас там не лист, скорее всего, да, а я этот тенант проверяла действительно вчера вечером, но я зашла, время оказалось нерабочее, вот, и поэтому меня так определили. Интересно? То есть получается, вы сами можете себе ставить цели, как вы хотите, результаты аналитики, как вы хотите работать, смотреть, отслеживать и так далее. Это вот такая добровольная вещь. Давайте шагнем назад, перейдем в мою страницу и хочу показать две фишки. Посмотрите, здесь есть под каждым файликом флажочек, перевернутый вершиной вниз. Заметили? И некая доска. Нашли такое? Ну, стопочка кубиков. А вот с левой стороны моя страница. Или главная, или моя страница. Ага. Вы, например, нашли какой-то файл, может быть у себя, может быть у коллеги, какой-то файл. Внизу этого файла есть флажочек. Нашли? Пощелкайте флажочки у каких-то файлов. Вам файл приглянулся, флажок туда раз. Другой файл приглянулся, тоже флажочек 2. Получается? Вы эти файлы помечаете. Например, вам понравился файл у Джулиана Исло. Вот прям файл вы хотите себе забрать. Но зачем плодить файлы? Правда ведь? Это же непродуктивно. Джулиан будет там дописывать, изменит какую-то главу новую напишет, а вам же надо обновление просить. Поэтому вам выгоднее не дублировать этот файл копией, а выгодно запомнить ярлык к этому месту, вот этим флажочком. Тем самым вы как бы ярлык к этому месту прописали себе в избранное. Найдите какие-то файлики и попробуйте досточки нажать. Справа от флажка кубики, досточки. Нажмите эти досточки. И вам говорят, как назовем доску, на которую вы хотите положить этот файл. Например, доска может быть заочники, очники, или учительская, математика, методисты и так далее. То есть, получается, вы сами у себя можете делать папки. Согласны ведь? И туда все это складируете. Но бывает такое, что вы чужие файлы в эти папки положить не оптимально, как я рассказала. Да? Коллега меняет этот файл. И вам всякий раз просить обновление у коллеги неудобно. Поэтому вы сами организуете доски,
на которые собираете файлы свои, чужие, но это все ярлыки к тем местам, где это лежит, а у вас здесь она в едином пространстве. Это как, знаете, в ВУЗе идем по коридору, а там доска заочники, очники, там, ну и так далее, да, там, олимпиадники там, и так далее. И некие объявления вешаем, какие-то одинаковые объявления будут висеть на 3 досках, но файл по итогу один, ярлыков 3 в разных досках. Понятно вот эта идея? А вы к этому файлу получаете доступ из разных мест в том контенте или в том контексте, который вам необходим в данный момент. Коллеги, я понятно сказала? Да. Супер. Ну, я назову одну доску, например, отчет. Вот, то есть файл назову в доску отчет положу. Так, почему? Так, тут он у меня. Немножко. Так, вот, все, отчет, еще разочек. Досточку. На доску напишу отчет. Почему-то у меня доска не при... Вот отчет, щелкаю мышкой. Вот, все, супер, отчет есть. И другой файлик тоже. К Спенсеру зайду. У Спенсера возьму какой-то другой файл и тоже назову его отчетом. Тоже отчет. Вы можете много досок делать. Приказы, там, метод разработки и так далее. То есть это шикарный инструмент коллаборации групп. Когда вы сделали несколько досок, какие-то файлики флажочками пометили, успели? То есть у вас как бы много коллег, у них много файлов, а вы себе дернули с одного, с другого, с третьего места и собрали коллекцию тех названий, как вы захотели. Найдите избранное. С левой стороны нашли такое слово «избранное». Избранное – это ваше избранное. Посмотрите, вот у меня доска отчет, видите? Если я зайду в отчет, то я найду там ровно те файлы, которые я пометила доской отчет. Или повесила на доску отчет. Опять вернусь в избранное. Под досками избранные документы. Это те документы, которым я поставила флажочек. Коллеги, пригодится? Вы знаете, Delphi является одной из любимейших приложений. Оно примитивное, жутко, но оно позволяет упорядочивать документы, с которыми работаем мы и наши коллеги, не делая бесконечные папки, копирования и складирования у себя в ресурсах чего-то. Можем пойти дальше? Хорошо. Коллеги, давайте сейчас Forms разберем и сделаем перерывчик. Вы не против? Да? Отдохнем чуть-чуть. Это, мне кажется, я вас замучила уже. Вот я еще Ямер вам бы хотела рассказать, а Teams'ом будем прямо на закуску. Найдите, пожалуйста, все приложения. И я считаю, наиважнейшее приложение для учителей – это приложение Forms. Это приложение Forms. Forms. Буковка F. Оно там в алфавитном порядке. Forms. Если у вас на телефонах есть приложение, которое читает QR-коды, есть такое? Вот мы прям поиграемся. Сейчас я сделаю форму для QR-кодов, потом вы с доски его сфотографируете, заполните на телефоне своем, и мы увидим опрос. То есть мы прям живой опрос сделаем прямо сейчас. Вы успеваете? Мы все в приложение Forms зашли впервые. Поэтому нам не избежать помощи, подсказки, разговоров с компьютером. Здравствуй, Карина, добро пожаловать. Давай я тебе расскажу вот это, вот это и вот это. Так он функционирует всегда. Когда у нас обновляется приложение, появляется новое, он пытается с нами поговорить, рассказать, объяснить и так далее. Мне кажется, это хорошо. Правда, когда это 5 раз появляется, это немножко раздражает, но вы можете на крестик больше не показывать, его больше не будет. И вот посмотрите, потом вы без меня это прочитаете, я на крестик это окошко закрываю. У нас есть две возможности, посмотрите, создать форму и создать тест. Чем они отличаются друг от друга? Например, если вы хотите спросить фамилию, имя, отчество, там, не знаю, телефон, адрес, еще что-то, да, то это будет форма. Вы берете информацию и не сравниваете с эталонным правильным ответом. Какая разница? У всех свои фамилии, согласны? Но если вы хотите спросить фамилию великого русского сказочника, или 2 × 2, чему будет равно, согласны? Кто-то скажет 5, кто-то 6, а кто скажет 4, вы скажете, молодец, тебе 3 балла зачтено уже, если наберешь 150 баллов по итогам теста, у тебя 5 в четверти. Коллеги, понятная идея? То есть получается, тест, у вас есть эталонный правильный ответ, с чем сличается ответ ученика, автоматически вы можете баллы начислять, в зависимости от которых вы будете градировать
эту оценку. Автоматически графики успеваемости задаются всего класса, там, и так далее, выгрузки в Excel. С чего хотим начать? И так они одинаково работают. Здесь чуть побольше, там чуть поменьше. Форму? Давайте форму. Берем форму. А мы потом тест сделаем тоже. Захотите, сделаем тест. Берем, создать форму. Кто работал с какими-то формами, вы увидите, что все это очень просто. Как назовем форму? Коллеги, выберите что-то свое. Я, например, сделаю опрос, к лету. Коллеги, я выдумала с лету. Опрос к лету я буду делать. А вы что-то свое, хорошо? Первый шаг. Кстати, фотографию можно загрузить. Видите? Темы. Есть такая кнопка «Темы» сверху. Я могу выбрать вот какую-то тему веселую. Ну, лыжника к лету, наверное, вряд ли, да, но вот солнышко вот к лету у меня. Вы можете там загрузить свой логотип школы, любые картинки, они будут вот такими красивыми фоновыми. И они будут в браузере красиво появляться. Очень стильно многие варианты делаются. Коллеги, успели? Ну, красоту навели, да? Итак, первый шаг. Нажимаю кнопку «Добавить». И вам дают ряд вариантов. Что такое текст? Мне кажется, понятно, да? Там, введи имя. Оценка. Оцените сложность теста по математике. На 10 баллов оцениваете или на 2 балла, то есть легко, или 10 сложно было. Я люблю такие вещи спрашивать все время. То есть как вам? Тяжело, легко было? Дата рождения Пушкина, например. Вот здесь есть еще выбор. Что такое выбор? Выбери чай, кофе или газировку. Согласны? Выбор может быть, чай взял, газировку не нальют, например. Понятно, да? То есть один из. Или может быть такое, и чай, и газировку, и кофе. То есть варианты и так там возможно. Вы сами будете это определять. Ну, давайте начнем с текста. Выберите текст, и я здесь напишу «Введи имя». Ну, фамилию не будем спрашивать, имя. Введите ответ. Да, ответа никакого не будет, потому что мы взяли форму, а не опрос. Да? То есть он просто тут есть, но не будем. Обязательно, это будет звездочка. Человек не ответит, помните, красная звездочка, да? Рыжик обязательно. Троеточие, нажмите там в уголочке. Троеточие — это всегда что-то еще скрывается. Ограничения. Например, ограничения в данный момент, наверное, здесь не надо, потому что это текст, имя, это буквы. Но если вы говорите, например, введите возраст, то вы скажете ограничение, например, от 1 до 150, отсекая шутников и тех, кто напишет букву «З» вместо тройки, например. Ну, понимаете, да? То есть, чтобы уже точность была при пересылке этих данных непосредственно в Excel. Коллеги, все понятно здесь? Опять нажмите «Добавить», я напишу «Выбор», и я напишу свой вопрос с вариантом выбора, ну, где там чай, кофе или газировка, например, да? Я напишу «Любимое время года». Вот, первый вариант напишу «Лето», второй вариант напишу «Зима», добавить вариант «Весна», а осень не напишу, например. Неважно. Ну, можно было и осень, и много чего. Обязательно или не обязательно. Опять добавить. Или нет, давайте еще здесь. А если у человека любимая зима и лето? Видите, сейчас получается да, несколько вариантов. И вот у вас увидели, да? То есть квадратик. Могу и то взять одновременно в любом сочетании. Шарик, чай выбрали, кофе не нальют. Это кругляшочек, шарик. Коллеги, легко, как вы по ощущениям? Угу. Хорошо? Обычная форма, да. Нажимаю кнопочку «Добавить». Ну, оценку, дату пропустим. Хотите, выбирайте. Троеточие сбоку. Там есть еще шкала Ликерта. Шкала Ликерта. Что это такое? Это вот такая табличка, например, когда проведем поход в горы или там пикник. И вы смотрите, как отвечают. Например, здесь будет понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Ну, к примеру, да, там утро, день, вечер. Или вы собираете предпочтения учителей для выступления на конференции. Понятно, да? Вот эта шкала Ликерта. Но я ее не буду заполнять. Следующее — добавить. Опять троеточие, рейтинг. Вы знаете, учителя английского языка, коллеги, у нас есть учителя английского языка? Вот. Меня спрашивали, когда форма только-только появилась, вот такой фишки не было. Они мне говорят так:
нам необходимо, чтобы дети могли таскать слова в нужной очередности. Ну, то есть вот так слова поставить, это ошибка, а поменять местами, это уже правильно составили предложение. И вот получается здесь это как бы не актуально, но актуально в тестировании. Да? В тестировании. Например, да, последовательность важна. То есть там вот эти варианты можно будет перетаскивать пальцами. Ну вот так, раз, то есть расставить. И вот для учителя английского это как бы актуально получается. То есть, да, оно не в ряд идет, оно идет столбиком, ну вот так, вверх-вниз, ну то есть по словам. Это тоже актуально. Или, например, приоритет. Кого пригласим на выпускной? Такого певца, такого. Выберите, кого актуальнее. Например, самого популярного певца кто-то вверх поставит, да, другой поставит другого певца. Ну, разные варианты. Коллеги, все ли понятно с вопросами? Да? Вопрос. Ну, давайте напишу. Любимая программа. Любимая программа. Вот. И у кого будет любимая программа Word, например, Word поставят наверх. Вот. Я напишу здесь еще Excel, а потом напишу OneDrive. И напишу еще Delphi. Мы же все знаем, что такое Delphi, да? Вот. Коллеги, идея понятна с вопросами, с украшательством. А теперь найдите вторую закладочку «Ответы». Видите, там две закладки, вопросы, ответы. То есть вы заходите сюда и тут же еще видите ответы. Ответов нет. Почему? Потому что мы еще ни с кем не поделились. Поняли? А как поделиться? Видите кнопку «Поделиться». Все очень интуитивно понятно. То есть есть кнопка «Поделиться», нажимаем кнопочку «Поделиться». И посмотрите, сверху написано: могут отвечать только люди из моей организации. Это актуально для вашей школы, но родители не смогут заполнить эти бланки, да, и так далее. Раскройте сверточек и скажите: могут ответить любой пользователь со ссылкой. Успели так сделать? Ну, чтобы мы с телефонами могли это сделать. С телефона. Второе. Ссылка, вот она, форум, тра-та-та-та-та. Вы можете копировать, но это же кошмар, вот такую ссылку, да, на стенд вывесить, чтобы пальцами перебирали люди в телефоне вот эту ссылку. Это же издевательство, правда ведь? Но есть такие программы, которые сокращают ссылки. Видели, да? То есть ссылку длинную закидываешь, она там короткая выходит. Но это тоже не вариант. Ссылку можно по почте отправить, например, как в e-mail вбить. Можно, разные пути. Но мне очень нравится вот этот путь. Смотрите, там есть цепочка, и вторая кнопочка QR-код. Смотрите, вот она, видите? И если у вас сейчас в руках есть телефон, вы можете что сделать? Ну вот я сейчас так сделаю. Вот у меня программка, которая сканирует QR-код. Вот я сейчас таким образом, вот он уже отсканировался. И вот смотрите, сейчас на телефоне он у меня откроет. Вот сейчас Forms, Outlook.com. И он сейчас, вот уже открыл, видите? Я сейчас не на компьютере заполню эту форму, а прямо на телефоне, и вы увидите ответы. Ну, имя напишу Надя. Да, скажу лето, зима, весна, все времена нравятся. Да, варианты поставлю 4-й вариант раньше всех. Ну здесь вот какие-то еще вот эти варианты надо было выбрать. Поставлю любимую программу Delphi, например, наверх. Вот Delphi у меня будет первая стоять, вторая Word, Excel и OneDrive. Ну, конечно, несправедливо, все любимые. Ну вот, и я уже отправила. Коллеги, вы успели такое сделать со своим каким-то, да? Поняли вот это? А теперь смотрите на доску. Я захожу в вопросы, потом щелкаю по ответам. И сейчас вот еще секунду, я вроде, мне уже спасибо сказали. Ну-ка, давайте обновлю страничку. Чуть-чуть надо подождать еще. Вот, и он сейчас покажет. Будет здорово, если кто-то из вас тоже захочет вот так же QR-код. Или все понятно, да, поверили на слово. Здесь будет красивые графики нарисованы. Если один выбрал одно, другой выбрал другой, там будет видно, какая часть класса проголосовала там за лето, за зиму, за осень и так далее. И вы там можете делать уже анализ. Там есть еще кнопочка, которая подскажет по анализу, например, найдет крайние какие-то значения. Некоторые школы, например, психологический комфорт школьника анализируют, да? Какие-то ответы, если вопросов много, форм сам может найти какие-то критические какие-то ответы и предложить на них посмотреть прежде всего. То есть здесь он умеет это делать.
Так, что-то тут Ну, прям... например, я сейчас сделала, меня запрашивает войти в Microsoft. Что, родители должны зарегистрироваться? Нет, нет, нет. Вот смотрите, мой телефон был не просто QR-код. Я просто фотографию Вот я сделала. сейчас так же сделала. Да. Меня запрашивает войти. Да, скажите, пожалуйста, вы поставили, что может любой человек? Вернитесь в форму. Давайте еще разочек. Вот я зашла в форму, правый верхний угол поделиться, а там любой может или только ваша организация. Если ваша организация, то он спросит логин, пароль. И вы, введя свой логин, пароль с таблички, сможете зайти. Да? Там, скорее всего, стоит организация. Да? Что-то странно, прямо так долго никогда такого в жизни не было, чтобы он так... Может, с интернетом, да? Может быть, у меня нормально. Все, обновите еще чуть. Интернет, наверное, лаги были. И вот смотрите, опрос к лету, ответ 1, отвечала 31 секунду. Я просмотреть результаты могу. Могу скачать это все в Excel. Видите, Надя выбрала вот так равными долями. И вот такая аналитика идет полностью. Вот Delphi, помните, я сказала, поставлю на первое место. Вот оно все здесь так. Вот. Ну так интересно. Как вам такой способ? Здорово? Я вот только думаю над одним. Gmail форма, но бесплатно, у вас и платно. А кто сказал, что это денег стоит? Но вы же говорили, то есть надо регистрироваться, там все. Это все бесплатное. Это все бесплатно. То есть, смотрите, education, образование, это все получает бесплатно от Microsoft. То есть никаких денег. И у вас ваши школы все это получают бесплатно. Это все бесплатно у вас, коллеги. Иначе бы Microsoft не приехал, это все не рассказывал. Коммерческие организации за это платят деньги, да. А вам при регистрации надо доказать, что вы образование, а не хитрый коммерсант, который решил, так сказать, под видом школы бесплатно воспользоваться. Образовательная организация какая? Вообще образовательная организация или средняя профессиональная? Любая, и высшая школа, любая некоммерческая. Да, лицензия на проектную деятельность. Любая школа, любой вуз. Институты повышения квалификации, то есть Вот все. мы сейчас, Кирилл, у нас тариф, там, или план А1, по-моему. Да, Он да. бесплатный. Но у нас нет возможности, вот как говорили здесь, предположим, скачать Word и установить его на компьютер. То есть он только облачный. Но вот сейчас с лицензиями идут уже нормальные версии Office 365, полноценные версии. Они идут вот с тем лицензионным программным обеспечением, которое купили ваши школы вместе со стационарной версией. Да, то есть у вас все это есть, да. Там еще для школ программа «Первая помощь», там еще Windows включается. Кто не Там, купил, кто хочет попасть там на штрафы и прочее, вы можете зарегистрироваться в Office 365 и получить на организацию бесплатную только облачную версию. У вас стационарный офис пусть стоит, как стоит, а будет еще облачная версия. То есть для совместной работы. Терабайт места, почта профессиональная, красиво названная. Там, и так далее. Там еще очень красивые миграции. Для айтишников со школьной версии миграции. вы можете использовать ее и дома. Говорили, что можно использовать до 5 устройств. На 5 устройств. Дома, Ну и- на своем телефоне. То есть мы получаем вот это имя, и вот это имя может до 5. 5 на компьютер. Вот это. Нет, не это. Ну, имя ваше Я настоящее. понимаю, Да. конечно, это ваше. Да, То есть нас вбили там в общую базу, Да, да. и вот этому человеку 5 Да. дало, 5 дало, 5 Да, дало. да, да. 15 версий. 5 на мобильных, на планшетов и 5 на десктопных. Но на самом деле 5 компьютеров у одного человека, ну это прям редкость, да, что прям 5. Там 6-й появился, вы с одного деактивировали, как я помните, пока шестеренка там в углу, да, у нас была в начальном окне, деактивировали, поставили опять. То есть бесконечное количество установок, но для одного пользователя 5 одновременно стоящих, работающих устройств. Надежда, в OneDrive где сохраняется форма и ответочка? Давайте посмотрим. Смотрите, вот все, что у нас здесь сделано в Forms, это все лежит в приложении Forms, да? Но давайте зайдем в OneDrive. Есть другой способ сделать форму. Опрос или тест, другой способ есть. Давайте зайдем в OneDrive, коллеги. Давайте зайдем в OneDrive. Та форма, вы знаете, чем еще интересен Office 365? Он эволюционирует каждый день. И
Я сейчас на всякий случай после этого вопроса зашла и посмотрела, а нет ли нового файла Excel в OneDrive, потому что если он появился, то за ночь эту функцию уже добавили. Я обнаружила, что файла Excel не появилась в OneDrive. Возникает вопрос, где Forms хранит эти данные? Согласны? Он хранит как бы в своем приложении. Но не ровен час, что это прям готовый файл будет отображаться. У нас там была кнопка «Открыть в Excel», помните? Если мы нажимаем «Открыть в Excel», то у нас как бы новый файл, хочу на рабочий стол сохранить, хочу куда положу, там он и будет лежать. Но есть другой путь сделать Forms. Зайдите в OneDrive, а мы вошли в OneDrive, да, уже? В OneDrive найдите кнопку «Создать». Помните OneDrive? Кубики, да? И там OneDrive. В OneDrive найдите кнопку «Создать». И из кнопки «Создать», пожалуйста, выберите Forms для Excel. Вот это как раз история, когда у вас в OneDrive будет лежать файл Excel, и будет форма, которая будет сразу мгновенно выбрасывать в этот файл Excel обновленные данные. И вы можете этот файл Excel, диаграммы построить, сводные таблицы, когда будут новые ответы появляться, они будут консолидироваться и в Forms, как раньше, и еще в Excel, как вы построите, как вы посчитаете. На мой взгляд, это более профессиональный путь. То есть у вас как бы дополнительно обновляемый файл Excel всегда под рукой. Нажмите, пожалуйста, Forms для Excel, и вы сейчас увидите, что перед вами, ну, та же самая история. Опрос я могу назову тест. Ну, давайте я напишу тест. То есть созданные формы, они сохраняются в Forms? Да. Но не ровен час, может быть, они будут дублироваться там. Понимаете? То есть чем хороший Office 365? Он постоянно эволюционирует. Вот я сейчас специально после вашего вопроса проверила, а не появилась ли такой функции? Еще нет. Коллеги, я зашла в OneDrive, создать, Forms для Excel, назвала тест и нажала кнопочку создать. Сейчас у меня создается опять та же самая картинка. Смотрите, Forms для Excel. Но сейчас я в OneDrive найду файл, который назвала тест. Коллеги, давайте покажу, как тест делать. Показать или... Это то же самое. То же самое. Не надо, да? Все понятно. Да. Хорошо. Ну вот единственное, что здесь разница, например, выбор какой-то, да? Здесь есть, видите, вариант правильный. То есть правильный вариант. Ну это опрос идет, да. Правильный вариант. Ну хорошо, все, ладно, давайте дальше тогда, не будем сейчас отвлекаться. Так, здесь предварительная версия. Понятно. Еще все-таки предварительная, ее обновляют еще. Коллеги, у нас остается замечательное приложение Teams и Planner, и я предлагаю его оставить на время после перерыва небольшого. Сделаем, давайте, перерыв. Если вы не против, мы сделаем перерыв до 5:30. А у нас вообще все время до 6, да? До 7, да? До 7 все время. Нет, Мы вообще рассчитывали немножко раньше. Раньше даже? Хотите, тогда мы попробуем без перерыва, как хотите. Да? давайте хотя бы 5 минут. Да, давайте 5 минут, да. Если есть какие-то, тогда смотрите, ровно в 17 часов 20 минут мы пойдем изучать шикарнейшую программу Teams. Хорошо? Командная работа. Ну, у нас в программе до... Сейчас так договорились. В программе у нас до 7. Если вам... Да, ну если... Давайте до 6 попробуем. Давайте до 6. Кому будет... Сейчас, знаете, что мы сделаем? Мы определим максимально интересные темы. Я здесь могу отвечать на ваши вопросы до 7 вечера. Ну, честно, могу даже до 8 отвечать. У меня самолет завтра утром. Вот, да. Но мы определимся. То есть, чтобы важные темы я рассказала вам сейчас, а кому надо будет уйти, конечно, вы уйдете. Это естественно. Шаблон к сертификату. Как сделать? Отлично, сделаем. Но он тоже здесь. Да? Нет, не здесь. А теперь понятно. Шаблон Word, конечно. Правая кнопочка мышки на файле. Который... Заходите, правая кнопочка мышки на файле. Вот этот вот. Даже не скинь. Ну нет, через спуск, если я зайду, да? То же самое. Даже 2003 года. Даже старый. Ну, есть презентация. Конечно. То есть вы можете выйти, например, если вы сейчас в Яндексе наберете в офис 365 для образования.
давайте сейчас я включу, и вы подойдете, да. Получается, Вот я отправляю только на телефон, да? На Да. телефон, да, отправляю вот эту ссылку? Да. Ну, смотрите, куда угодно, в почту. Точно, Да, тоже вы можете, смотрите, вот это вот, да, вот у меня, видите, опрос к лету был, помните, вот он, один ответ. Я вот опять поделиться, вот эта вот картинка. Эту картинку можно клик правый копировать и, не знаю, распечатать на принтере и повесить на школьную доску. и сканировать, и там тоже поделиться, и уже куда Да, лучше. да. Вот это вот вообще на сайт строить. Это вот теги. Она попасть. А у меня как-то тоже, у меня даже кривая, да, свою еще. Да, ну там попасть под углом как бы. И потом ее копируют, да? Да. Ну, вы уже сейчас, получается, будете отвечать на нее. Будем. Мне вообще хочется Тимсом показать. Вот прям Он супер вообще программа. как канал получается, да? Он, знаете как, смотрите, раньше нам не лень было, то есть Microsoft эволюционирует с человечеством, скажем так. Сейчас весь Китай живет в Вичате, не знаю, знаете, нет, там миллионные китайцы, да, и они все, вот у них в телефонах чаты. Мы живем тоже сейчас в чатах, WhatsApp, согласны? Вот там надо организоваться, ну, велика вероятность, 99%, что вы будете организовываться группой в WhatsApp или в Телеграме или в Вайбере, вот все. То есть раньше, лет 10 назад, людям было не лень делать сайт, делать форум на сайте для того, чтобы соорганизоваться. Потом не лень было в соцсети, потом ушли в соцсети, помните? Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук. Сейчас как-то уже лень группу в Фейсбуке делать ради того, чтобы там с родительским комитетом что-то организовать. Уже что, давайте группу в WhatsApp, да? И получается, да, беседу какую-то. И вот получается, мы эволюционируем, продукты эволюционируют с той тенденцией человечества. И вот Teams – это не что иное, как WhatsApp. Но чего нам не хватает в WhatsApp? Файл положили, а редактировать нельзя, согласны, одновременно. Текст ушел, там не видно многого, да? И вот получается, есть очень много нюансов, которые можно добавить к чату, чтобы это сделать работу более профессионально. Например, если есть общий чат, который называется «Работа», ну, школа номер, а там будут подчаты методисты, учительская, общая болталка, важно, олимпиада. То есть один команда, а там разложено. Вы заходите в олимпиады, болтаете по олимпиадам, заходите туда, болтаете по этому. В каждой из группы олимпиады, болталка, везде. Есть группа файлы. И там OneDrive для этой группы людей размером в 1 терабайт. То есть OneDrive ваш личный, это только ваш личный. Но ведь бывает такое, что надо для группы людей создать общее пространство, чтобы все были равноправные администраторы. Там можно папочку создать, наверное. То же самое, да. Там уже по умолчанию есть эти файлы. Что там еще можете? Вы можете выложить в Word, открыть, инструкция такая-то. Можете YouTube-канал загрузить, и там будут только правильные ролики. Вы школьников не можете в YouTube выгнать, например, чтобы они видели все это, там непонятно, что появится. А там вы четко загрузили этот ролик. Угу. А демонстрацию экрана там можно делать? Однозначно. Там можно конференции делать, уроки дистанционные, режим перевернутых всяких уроков. Все это, да. Все это там, конечно, да. Сейчас используем, получается, Skype, но Skype, вот, помимо того, что при регистрации просит почту, еще и требует подтверждения номера телефона. Номер телефона, как бы не все. Согласна. Поэтому как бы возникает... Что здесь будет круто, то, что вы можете подключать туда не только своих по почте организацию, а взяв любые e-mail любых людей. А им не надо будет вообще никаких денег, ничего платить. Это просто браузерная версия, или они Teams. То есть, когда вы e-mail туда прописали первого сотрудника там, или родителя, или ученика, к нему на почту приходит приглашение в Teams, скачай для компьютера, скачай для айфона. Конечно, да. И будет отдельное приложение, где будет чат-болталка, как в WhatsApp, отдельно файловое хранилище, отдельно там видео, все, что вы туда захотите. То есть, по сути, весь Office 365 раскладывается в Teams, собираясь в команду. Ну, то есть сейчас мы что делали? Мы как индивидуалисты смотрели, понимаете, как индивидуальная работа. А Teams это командная работа, команда. Многие учителя там что делают? Класс 5Б, 5А, там 6Г, понимаете? И туда всех там 5Б закинули, и тут же обсуждают там, уроки, успеваемость, там, дискотеки и так далее. Смотрите, получается, если у нас дистанционно, когда мы учим инвалидов, и получается, ну, как бы там индивидуальные занятия получается.
получается, не классами, не группами, а индивидуалками. Вот, то есть, получается, можно создать класс, да, допустим, их Тематики. отсортировать, Да. допустим, да, по классам и туда их внести. Да. То есть, Или даже, знаете, как И круто? общаться не вместе, а Конечно, отдельно. конечно. То есть круто, знаете, в чем? Что вы, сделав команду, заложили материалы туда, вложили какие-то видеоролики, файлы, а у вас ученик вот завтра появится, он новенький. Вы вот добавляете, понимаете, и он всю эту историю видит сразу. Вы говорите, так, мы с тобой пойдем с занятия номер 3, потому что вот это все ты уже знаешь. И пошли с ним. Понимаете? в основном через образовательную среду, да, то есть там все загружено. Да. Вот, Ну, то есть и можете можно там выбирать. ссылку давать, либо Да, туда же ссылки, дополнительные. общаться, да, объединять их в группы какие-то. То есть вариаций очень много. Очень много вариаций. Да, 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 сейчас сделаем. Давайте мы сейчас в Teams зайдем, потом сертификаты сразу. Ну, Teams мы за секунду буквально. Коллеги, кто уже вернулся, заходим в Teams, ладно? Коллеги, ну смысл понятен, что такое Office 365, да? Это большой набор классных приложений, которые эволюционируют, появляются, много очень мощных приложений, всех есть действительно. Но в чем плюс Office 365? Он сам разговаривает про себя, рассказывает книжками, инструкциями. То есть легко можно вычитывать все это. Windows, Apple, на Mac, все, что хотите. То есть Microsoft, да, Microsoft придерживается сейчас такому направлению, неважно какой гаджет. Для любых гаджетов максимально одинаковый. То есть неважно гаджет, важно. То есть на любой смартфон, с любой операционной системой, это лишь бы браузер кнопочки эти нарисовал. Если уж совсем древний браузер, то может там что-то будет подглючивать. Да, если что-то обновилось так более-менее, Windows чуть-чуть браузер обновленный поставили, уже хорошо. Коллеги, будьте любезны, загрузите еще одно приложение, которое называется Teams. Хорошо? Помните, как мы это делали? Кубики, и там слово Teams. Teams. Teams от слова команда. Teams от слова команда. Есть? Teams от слова команда. В окошке Teams найдите, пожалуйста, вот такое окошко. Можно использовать веб-приложение. Есть такое слово? А? Все бесплатно. Коллеги, для Education все бесплатно. Да. То есть, получается, скачать приложение тоже может быть любой коллега вне вашей организации, родитель, любой человек. Вы его подключите по e-mail. E-mail может быть любой. Раньше Teams, когда только-только Microsoft его сделала, можно было подключаться только внутри вашей школы, внутри организации. А сейчас открыли доступ всем. Кто настраивает, могут ли другие приходить в вашу команду или не могут, настраивает администратор. Он говорит, Teams разрешено подключение внешних гостей, внешних пользователей. Если администратор скажет можно, значит мы сможем приглашать внешних. Если скажет нельзя, мы будем ограничены только внутренними пользователями. Понятно, да? А администратор, мы тоже знаем, есть такой кубик, где все приложения. И если у меня права админские администратора, тогда у меня здесь есть слово администратор, где настраивается Teams, в том числе со всеми другими приложениями. Понятно, да? Ну, нам администратора как бы не надо. Ну, для интереса вы можете там полюбопытствовать, посмотреть. Только, пожалуйста, пользователей не удаляйте. Если вы там Каренберг удалите, то у Карен доступ сразу закроется в эту игрушку. Понятно, да? То есть, или Молли удалите, вот, у меня не будет доступа. Мы тут все администраторы, коллеги, специально такой доступ открыт. Итак, когда мы зашли в Teams, сказали, можно также использовать веб-версию, опять стандартная вещь появляется. Вам говорят, давай я расскажу про программу Teams. Может быть, ты не знаешь, что такое Teams? Заметили? Вы внимательно читаете или делаете вид, что читаете. Видите, это личные групповые чаты.
То есть, по сути, эволюция человеческой лени двигается в сторону проще, быстрее, легче. Помните раньше, я вот на переменке немножко это рассказала, сейчас тоже хочу для всех. Раньше не лень было сайты делать ради какой-то задачи. Делались сайты, делались форумы. И в Microsoft были SharePoint сайты. Наверняка слышали такое слово SharePoint. Да? Потом есть такая задача, а можно ли проще, можно ли без айтишника это делать руками бизнес-пользователя? Можно, стали группы делать, где пользователи в Outlook сделали группу, собрал людей, вот они уже группы организуются, общий календарь на всех, общий OneDrive на всех и так далее. А потом решили, а давайте сделаем приложение, где можно не только свою организацию, а вообще еще подключать как угодно более гибко. И вот он Teams. Teams соответствует такому приложению, как WhatsApp, Viber, там, Telegram, с гораздо большими возможностями. То есть это вот примерно ассоциация такая. На любых устройствах работает, на мобильных, не зависит ни от какой операционной системы, либо браузер, либо приложение там, в Apple Store там, или в Google магазине, посмотрите, оно есть. Это личные групповые чаты, это собрание по сети, это вебинары с записью, с общением. И Millennium, поколение Millennium, да, поколение там Y, Z, они обожают всякие там мемы, всякие там красивые там вот эти всякие ужасы, да, для нас всех кажущиеся картинки. Вот, они все там есть, то есть там под угоду всех современных поколений все сделано, все современно и модно. Если у вас серьезная работа, вы говорите, не хотим, чтобы школьники вот эти ужасы там в чатах кидали, вы как администратор этой команды, я вам покажу, заходите в кнопку шестеренка и говорите, нельзя мемы, нельзя вот такие смайлики, и все, кнопочки нету, они уже не могут в этой группе, в этой команде это делать, понятно, да? И раз вы создатель команды, вы там царь-бог и все это создаете. Вот можно делать собрания, вебинары с записями, файлы, заметки, приложения и прочее здесь. То есть все те приложения, которые мы с вами делали, а мы делали формс-опросы, мы делали вордовские файлы, помните? То есть все, что мы делали в разных приложениях и даже не успели поделать, а там же много еще было приложений, оно все может войти вовнутрь команды Teams как элемент совместной продуктивной деятельности. Я понятно сказала? Да. Оно все собирается. Только ли майкрософтовское туда все собирается? Нет. Хотите YouTube туда, кроку, будет там вам YouTube. Хотите сайт какой-то, будет там сайт. Хотите Trello или хотите Google Аналитику. В общем, вот любая фантазия ваша, любой внешний подключатель вы туда закидываете, потому что в вашей группе надо что-то майкрософтовское, а что-то вообще не майкрософтовское. Вы это объединяете. Какая цель преследовала создателей Teams? Когда мы работаем над каким-то проектом, нас часто раздирают разные вендоры разных программ. Тут у меня один логин, я захожу, общаюсь с этими, тут у меня другая почта, я общаюсь с этими, в WhatsApp я общаюсь по этой задаче, а у меня все эти задачи хочется объединить в одно место, добавить моих коллег, с которыми мы по этим задачам работаем, и иметь одну точку входа для того, чтобы делать свои дела. Это Teams. Коллеги, понятно? Объединяются разные приложения из разных мест в приложении вот таком. Нажимаю кнопочку «Далее». Коллеги, вы уже дощелкали, да? А может, вы нам покажете просто возможность? Давайте, я могу показать. По умолчанию, когда вы зашли, вот есть команды маркетинг, HR, тут, это команды, которые были уже. Давайте создадим свою команду. Коллеги, я нажимаю «Присоединиться» или «Создать команду». У вас есть такое внизу? Кто зашел в Teams, левый нижний угол, «Присоединиться» или «Создать команду». Открывается окошко, я нажимаю «Создать команду». Я назову команду «Учителя». Вы не против? Я могу создать команду с нуля или из шаблона. Я скажу с нуля. Конфиденциально или общедоступно. Что такое общедоступно? Вы наберете «хочу присоединиться к команде учителя», и вы мою команду найдете и самостоятельно в нее зайдете, без приглашения, сами. Или, например, команда «сценарий Нового года», дискотека, еще что-то. И школьники сами, находя эти команды, заходят и начинают там какую-то активность. То есть это такая общая площадка для совместной работы. Конфиденциально учительская. То есть даже школьник, чтобы не нашел учительскую, потому что только по приглашению, по специальному коду учителя заходят в команду учительскую. Или вообще там секретно подготовка к ЕГЭ, никто кроме 2 учителей туда не заходит до поры до времени, например. Понятно, да? То есть это confidential. Я беру общедоступную и называю учителя. Учителя. Описание, я тут пропущу, нажимаю кнопочку «Создать». И сейчас у меня в списке вот этой красоты появится команда учителя. Вот как, например, здесь вот маркетинг-тим.
есть каналы. Что такое каналы? Это направление диалога в команде. Например, если я готовлю Новый год, то у меня может быть направление елку наряжаем. Другое направление сценарий пишем. Третье направление автобусы, приглашения. Четвертое Дед Мороз и прочие артисты. Согласны? То есть есть несколько разных направлений. Мне говорят, вводить имена или группу буду вводить. Но я напишу, давайте я Молли приглашу, Молли Кларк приглашу, уж так. Не с вами. Я поняла, ничего страшного. Я Молли всегда по умолчанию приглашаю, это хорошая примета. Джулиан, Молли, нажимаю добавить, это я Джулиана и Молли пригласила в группу. Видите, какое право они получили в моей группе? Они простые участники, видите? Они не владельцы группы, но я нажму участника, скажу владелец. Владелец. Кто такой владелец? Максимальные права. Могут создавать каналы, приглашать других, менять разрешения, настраивать. Можно вот эти всякие мемы или нельзя мемы и так далее. Коллеги, идея понятна вот это, да? Пожалуйста, это все должны быть участники группы зарегистрированы здесь. Смотрите, чтобы создать команду, да, надо быть таким. Да. А если я хочу добавить кого-то, я могу здесь написать e-mail, например, Яндекса. Какое-то имя, собачка, яндекс.ру. Смотрите. И у меня здесь кнопка «Добавить» не загорелась. Не загорелась. Почему? А потому что администратор не разрешил добавлять в команды внешних пользователей. Что надо сделать? Зайти от имени администратора, найти настройки Teams и сказать «можно». Можно добавлять внешних пользователей, гостей. А сейчас по умолчанию только моя школа здесь сидит, другие школы уже не придут, потому что только мои. Понятно, да? Ну вот сейчас пока так. Ну по умолчанию у нас вот такая настроечка, поэтому здесь так. Коллеги, будьте любезны. Можно, она дается для конкретной чего-то, да? Группа? Для формы, конкретно можно, для формы, для опроса. Конечно, да. Если они там администрация скажет, можно, он же знает, что он везде может гулять по всем главовским правилам, целевским. Да, смотрите, что такое команда? Мы идем к администратору, это значит глобально. Глобально он говорит, даю Разрешение. Разрешение. Что тогда, он может везде ходить? Да. Смотрите, что такое администратор? Вот сейчас, получается, по умолчанию функция Teams такова, когда я сделала команду, я не смогла добавить человека внешнего. То есть только ваша школа работает. Да? Но у функции, у Teams, у этой программы, есть такая функция, где я могу добавлять внешних пользователей. Чтобы подключить эту функцию, надо иметь права администратора. То есть вы идете просто к администратору и говорите, пожалуйста, нам нужно добавлять родителей. Родительский комитет у нас должен быть там в нашей группе. Или, например, библиотекаря из другой школы, или министра мы хотим подключить, потому что он должен быть в курсе наших обсуждений. Ну, чтобы не министру отдельно в WhatsApp написать отдельно, понимаете, да? А он должен видеть всю историю. Министр спокойно ставит на телефон, там, iPhone там, или куда-то эту программу Teams и отслеживает нужный момент. Это как вот такой же чат, как WhatsApp, да, там, то-то-то, и вот это приложение. Понятно, да? То есть, вот. Но оно гораздо больше, чем WhatsApp. Гораздо больше. Итак, посмотрите, у меня здесь появилась учительская. Вот, учителя, не учителя. Видите, вот они, учителя. Да, да. Давайте попробуем так. Найдите, пожалуйста, шестеренку в левом нижнем углу, шестеренка. Есть такая кнопочка, шестеренка? Есть? Найти команды. Есть такое? И я пишу учителя. Шестеренка. Да. Шестеренка. То есть я владелец. Видите, 4 человека уже добавились. Да? Нашли, коллеги? Получается находить? Да, Enter нажмите. Учителя. Учителя группу. Нету? Тогда смотрите, я сделаю магическое действие. Ну просто ему время, он не прочухался еще, как бы, не время. Я сделаю одно магическое действие. Смотрите. Я захожу в троеточие справа от команды. А вы свою команду могли, если сделали, уже сделали. То же самое, троеточие, 3 точки. И там есть команда управления командой. Вы, как создатель команды, можете управлять своей командой на 100%. Я же создала группу учителя, а у вас своя группа, в свою так заходите. И вот здесь я вижу, что все-таки вот Молли, Джулиан, да, вот они, участники, гости, кто-то добавился ко мне, смотрите, участник-гость, все-таки Спенсер Ло смог найти.
Да, видите, вы нашли, да, Спенсер смог. Но просто система, не все компьютеры успели понять, что есть группа учителя. Время нужно. Чуть-чуть, может быть, 20 минут, 30 минут, и все бы нашли. Но я хочу подтолкнуть этот процесс, ускорить. Я захожу сюда, и вот в настройках моей команды учителя я могу добавлять новых участников. Видите, кнопка? Ну, это как раньше. Могу каналы, мы еще не знаем, что такое каналы, пока молчу. А вот есть команда настройки. Настройки читаю аватар команды, но я же могу какую-то красивую картинку загрузить. Следующее, разрешение участников. Что можно делать, что нельзя. Разрешение гостя. Гости – это внешние пользователи. Это те, кого мы не смогли подключить. Следующее, упоминание, тип команды, развлечения. Вот, и я здесь беру код команды и нажимаю кнопочку «Создать код команды». Коллеги, вот смотрите, если вы сейчас в шестеренке, я не знаю, тут сейчас я напишу на экране, DKMUKS5, это, конечно, издевательство запоминать, а вот во весь экран я могу так сделать. Вот смотрите, что вы делаете сейчас. Если вы в программе Teams нажмете в левом нижнем углу «Присоединиться или создать команду», а потом нажать кнопку «Присоединиться к команде по коду». Нашли в центре? И вот этот ужас здесь введете. Сейчас я вам этот ужас еще раз продемонстрирую. Так, это не этот, это другой пароль. Да-да, сейчас я покажу. Коллеги, вот он пароль. DKMUKS5. И вы зайдете в группу учителя. Такой способ для секретных чатов, для секретных команд используется. То есть вы так по секрету шепнули код этот. И кто знает код, вот тот присоединился по коду. Группа может быть закрытая. Да? Только знающие код зашли. Коллеги, удалось? Успешно? Учителя нашли? Теперь следующее. Вот наша учительская. Учителя. Троеточие сбоку. Коллеги, троеточие сбоку. Управление командой. Если вы зайдете в свою команду, шестеренку управления командой, сделав свою команду, вы сможете там управлять, как я. Если вы в мою учителя заходите, то есть я тут командир, я еще сделала Молли и Джулиана владельцами, то есть 3 командира, то командиры видят много команд, как вы у меня видели, а те, кто просто участники этой группы, видят ограниченное количество команд. Возможно, вы сейчас это уже убедились в этом. Следующее. Найдите такие команды. Выйти из команды. Зачем? Ну, вы по какой-то причине говорите, ну все, Новый год закончился, что я буду там разговаривать на эту тему, и просто выходите. Потом можно опять вернуться в команду, пока команда жива. Удалить команду может автор команды. Видите, все, расформировали команду, проект завершен. Следующее. Есть такая команда, которая называется «Добавить канал». Коллеги, я предлагаю нажать всем «Добавить канал». Добавить канал. И давайте представим, мы все решаем какую-то определенную задачу в наборе учителей. Кто-то ответственен за метод разработки, напишет метод разработки. Кто-то ответственен за праздники, напишет праздники. Кто-то ответственен за, там, не знаю, олимпиады, напишет олимпиады. Выберите себе любое слово, хорошо? Любое слово, что-то. И напишите, не обязательно всем писать. Ну, я напишу Новый год, хорошо? Новый год. Следующее, нажму кнопочку «Добавить». Сейчас будет полный, так сказать, физрук. Есть? Олимпиада, физрук, еще какой-то скрытый канал. То есть, получается, мы создали направление общения. Например, в классе 5Б, группа 5Б, добавили всех школьников, учитель там, руководитель классный находится, и сделали общая болталка. А тут математика, физика, химия, там, тра-та-та. И вы разложили всю тематику по частям. Давайте найдем, например, канал общий. Коллеги, давайте забежим все в общий канал. Общий канал – это общая болталка. Всем привет, как дела? Нашли там внизу мемки. Например, мы разговаривали, и тут мы все решили внезапно, вот, ура, привет, Ди Карлсон пишет, там ответить, там лайки, ну все как обычно. И вот тут мы внезапно решили конференцию сделать. Знаете, что я делаю? Давайте я нажму это, ладно, кнопочку, коллеги? Вот там видеокамера есть. Помните, вы говорили, как вебинары делать? И я нажимаю видеокамеру, говорю «разрешить». И вот сейчас, если у нас хороший канал, а мы сейчас через один канал все это делим, да, лучше, когда вы у себя, а другой человек в другом месте, мы сейчас один канал.
Щелкните «Разрешить». Так, так. Так, перезагрузка нам не нужна. Так, секундочку. Что ж такое? Щелкните «Разрешить». Ну, я же вроде «Разрешить» все нажала. А здесь может быть не быть камеры или еще чего-то, да? Да, здесь непонятно. Коллеги, у нас у всех одинаково. Попробуйте тоже камеру нажать. Да. А, вы себя видите? Значит, у меня не обновленный браузер, коллеги. Мне надо браузер обновить. Да, все, супер. И вот у вас пошла конференция. Видите, как здорово? Вы разговариваете, вы можете записать все это. Родительское собрание, идеально. Часть родителей в пробке застряли, кто-то на даче, кто-то на больничном. Не приехали на собрание, а запись в чате будет лежать. Один доброволец, кто хочет записать? Я хочу. Хорошо. Найдите, пожалуйста, внизу, там такую кнопочку, вот там внизу кнопочку. Сейчас. Там запланировать, включить. Коллеги, надо нажать кнопку сначала «Начать собрание». Начать. Да? Коллеги, нажмите «Начать собрание». И вот там, когда вы начали собрание, 3 точечки, троеточие нашли. Коллеги, нажмите все «Начать собрание». Иначе мы в собрание не зашли. Вы себя только видите, а в собрании еще никого нет. Начали троеточие, один доброволец троеточие нажимает. И команду «Начать запись». И все остальные видят, что кто-то ведет запись. Понимаете, да? Кто ведет запись? Да, я машу вам. Вот, видите? То есть у нас идет запись. Да, только нажмите кнопочку «Начать собрание». То есть пока мы не нажали кнопку «Начать собрание», собрание идет, но без нас. Поняли, да? Все равно себя видим. Конечно. У нас выключен звук, скорее всего. Да? Вот. То есть нет звука. Открыть панель может не собрание или обмена. Закрыть панель. Коллеги, смотрите, там минута собрания уже идет. Ну, как бы... Нет, можно видеть. Ну, вы такие себя видите или кого-то? Себя. Вы видите себя. Хотите видеть руководителя, который вещает. Оно автоматом переключается на того, кто говорит. Да, вот, видите, может поговорить. Просто создаем каждое свое собрание. Коллеги, мы все зашли в свое собрание. Все верно. Давайте сделаем так. Найдите. Да, коллеги, все верно, конечно. Давайте мы выйдем из собрания. Коллеги, положите трубку, повесьте трубку. Хорошо? Повесьте. Одно собрание, мы зайдем в первое собрание в чате. Теперь посмотрите, что я вижу. Бегуночек в самый верх прокрутите. И вот здесь написано «Присоединиться к какому-то верхнему собранию». Найдите, там есть такое? Вот здесь есть такое «Присоединиться к собранию». Вот присоединиться к собранию, которое Джулиан организовал. А давайте найдем. Трубку повесить. Трубку повесили? Да. И вот мы в Тимсе, а вот все собрания закрылись уже. Так, давайте я попробую, может у меня сейчас получится, но у меня, скорее всего, видите, на ноутбуке не получается. Я нажала опять видеокамеру. Коллеги, не нажимайте ничего, я нажала видеокамеру, сейчас у меня получилось это. Нажимаю кнопку «Начать собрание». У вас в чате будет то, что Карина начала собрание. Это вы? Да, я Карина Каренберг. Чат там, где вы болталку вот эту. Где смайлики слали. Вот, смотрите. Да, это конец собрания. Соединение. Подождите чуть-чуть. Подождите. Карина сейчас вот она соединяется. Я подозреваю, что мне что-то как-то браузер медленно работает, но по крайней мере сейчас зажала. У вас в общем чате будет написано, что Карина начала собрание. Но я еще не начала собрание, у меня эти соединения. Когда вы... Нажимать что-то надо.
Давайте, назовите, как вас зовут? Грег Винстон, да? Да. Ой, нет, нет, все равно идет, да? Но уже лучше, смотрите. Давайте уже другого. Да, давайте, Грег, делайте собрание, ладно? Светлана, делайте как Грег собрание. Грег Винстон. Да, Грег Винстон. Коллеги, что мы делаем? Вот у кого собрание, как у меня, я вешаю трубку, я закрываю, и я нахожу в чате группу, которая называется «Учителя общий». Вот теперь мы в собрании. Да, микрофончик отключайте. Да, и вот здесь получается на собрании, вот, собрание началось, да? Вот. Вторая кнопочка микрофона. Да. И я нажимаю «Присоединиться». Где вторая, где первая? Коллеги, на ноутбуке нажмите перекрытие звука. На ноутбуке там есть кнопочка, перекройте звук прямо на ноутбуке, ладно? Да. То есть мы нажали кнопку «Присоединиться». Вот сюда слева, да, присоединиться или А то есть нету такого, что каждый в окошечке показывает? Есть. А вот внизу, видите, вы можете, вот они другие. Да, а вы можете кликнуть по нему. То есть он на автомате переключается к тому, кто говорит. Здравствуйте. Кто-нибудь говорите? А что это не переключится? Да, ну сейчас у нас микрофон работает, поэтому все очень печально. Но в реальной жизни, когда все это будет идти непосредственно в той среде. Почему там кого-то я вижу? В реальной жизни вы не будете сидеть в одном кабинете, да, чтобы мешать друг другу работать, или если будете, то будете сидеть за одним компьютером. Это общий должен быть. Нет, это может быть везде, кстати. Можно в физруке это сделать, где хотите. Это можно где угодно сделать. То есть получается наша первая функция, которая позволяет она была нами там видите, у меня подвисает страничка и все. Коллеги, ну мы сейчас сделали стихийное собрание. Родительский комитет так собирает, ну как-то неприлично, правда? Более приличная организация собраний находится с левой стороны. Отыщите, пожалуйста, я предлагаю повесить трубочки. Повесьте трубки, там, то есть выйдем из собрания, там нашли троеточие, там можно запись сделать. Где появится запись собрания? В чате. Вот там, где была кнопка «Присоединиться», присоединиться можно к собранию, пока последний не вышел из собрания. Пока хоть кто-то не повесил трубку, можно присоединяться к собранию. Когда все вышли, собрание записывается в формате видеоролика, кладется в специальное место, Office 365, которое называется «Стрим», потоковое видео, а у вас остается там в чате, прямо вот это в том месте, где вы как бы запускали по времени, по дате, остается видеоролик, который вы можете легко прочесть. А есть ограничения по количеству участников? 250 человек. 250. Но на самом деле может быть гораздо... А там троеточие справа от видео, можете удалить. Ну, лучше не удаляйте, пусть у нас побудет, это веселее будет. Ну и, наконец, есть другие технологии стрим, да там хотите 1 миллион человек, и вы 1 миллион соберете в одну группу. Понятно, да? То есть это самое мощное телевещание какое-то там, вот, глобальное какое-то вот трансляции, вы все это можете делать. Но в таком маленьком применении только Тимза это 250 человек. Конечно. Это получается эволюция скайпа. Вот она, да? То есть это вот такая вот мощная эволюция скайпа. Так, у меня почему-то он отказывается быстро работать, компьютер. Коллеги, ну и наконец, давайте найдем, вы нашли там группу, мы в общем чате были, да? Зайдите в физрук, там есть у нас физрук, помните? Там физрук есть, что там еще есть у нас? Общее, да? Ну нашли этот канал, да? Мы сделали канал. Знаете, в физруке там тоже можно сделать чат, по физкультуре поговорить, согласны? В общем, вы поняли смысл? А теперь самое важное. Давайте в физрука зайдем. Любопытная группа, да? Зашли в физрука? Можно? Да? Нет. Да. У меня есть физрук, или я его зря ищу? У меня есть. Надо найти. Давайте подпишем. А вот учителя, Я вообще
пожалуйста, там, где мы чатимся, вверху написано с подчеркиванием слова «беседы». Обнаружили это слово? Вверху с подчеркиванием слова «беседы». Это то, что болталка. Чаты, вебинары – это беседы. А рядышком что за слово? Файлы. Обнаружили? Файлы. Щелкните, пожалуйста, мышкой слово «файлы». Так это же OneDrive нашей общей группы. Поняли, что это такое? OneDrive нашей общей группы. Коллеги, смотрите, там уже два файлика лежат. Кто-то рисунок загрузил, кто-то картинку. Есть? Да. Предлагаю файлы. Когда вы загрузили файл, там есть файл с буквами А. Коллеги, будьте любезны, запустите файл с буквами А. И там откроется, мы в физруке. Да, коллеги, зайдите в физрука, хорошо? И там буковки А. Кто-то файл такой создал. С буквами А есть? Откройте. Вверху там есть кнопочка «Изменить». Раскройте и скажите «Изменять хочу в Teams». Прямо тут, потому что другой программы нет. В Teams кто-то там изменяет. Отлично. Мы в одной команде редактируем программу мероприятия на Новый год, например. Как вам нравится такой способ? Изменить в Teams. Не успеваешь писать, тебя перебивают. Дело издержки производства, коллеги. Это же нормально, когда тебя перебивают. Ну, смотрите, во-первых, если мы говорим вот юридические какие-то документы, да, вы говорите так, я редактирую первую главу, вторую, третью, вы все смотрите, видите, хуже, когда мы по почте гоняем однотипные файлы, пытаемся понять, да что же они для меня. Молодец, кто-то создает. Но есть же версионность, есть же OneDrive, понимаете, да? А это все лежит в OneDrive команды учителя физрук. Интересно? Так, вот, ну, своеобразно. Например, кто может напортачить, не нужен в команде, сделайте ему доступ только читать. Вы можете понизить уровень доступа. В коморке, что за актовым залом, говорит, собираемся. Собираемся у физруков по группам. Итак, коллеги, что мы увидели? Мы увидели Teams, где есть общая рабочая группа. Согласны? Там есть файлы. Вот он OneDrive, но уже групповой. Идем дальше. Там в группе, ну, у физрука есть Википедия. Есть такое Вики? А вы все знаете, что такое Википедия? Так это же учебник, который можно написать, какую-то инструкцию, что-то еще. Но пропускаем Википедию, плюсик. Будьте любезны. Википедия. Можно, вы создаете, вы сами создаете. Да. То есть вы сами делаете сайт, такой мини-сайт, инструкцию, для того, чтобы... Да, справочник, все верно, справочник, более точно даже. А плюсик нажмите дальше, коллеги, там плюсик есть еще. Да, нажмите, пожалуйста, плюсик. Вы добавляете любые информационные полотна для работы в канале Физрук. То есть физрука мало файлов, мало болталки с чатами. Им еще надо YouTube-канал для физических упражнений. Понимаете, да? Им надо Trello для общения. Им надо еще что-то. Понимаете, да? Вот, то есть я нажимаю плюсик, коллеги, а я предлагаю Forms добавить. Физрук, учителя, физрук, плюсик. То есть получается канал – это направление болталки, а что мы наполняем? Беседы были, файлы, мы там файлику, там где буковки заполняли. Вот последний Т. Карлсон, видите, его заполнил, прям тут видно. А вот плюсик нажимаю дальше и вижу Forms. Догадываетесь, что-то мы сейчас сделаем? Мы опрос по математике для 5 класса добавим в группу 5 класс, в команду математики. Понимаете, да? И ученики смогут заполнять опросы без всяких там QR-кодов, там ссылок. Они зашли к себе, и вот пройди тест. Вот у них тест. Учителя, кстати, могут тесты открывать, например, тест откроется в 9 утра и закроется в 9 часов 15 минут. Понимаете, да, чтобы не списать ничего.
Они могут хоть, не знаю, хоть в каникулах быть, хоть на больничном, никак ничего. Вопросы можно смешивать. Вы говорите так, случайно перемешать вопросы между собой и внутри вопроса смешать варианты ответов. То есть они уже не скажут, третий вопрос сверху правильный, выбирай, и все будет хорошо. То есть здесь очень-очень хитро и мощно проделано. Ветвление. Не ответил на вопрос 2 плюс 2 равно чему, да? И вы стали гонять по этой тематике, чтобы уж убедиться уж точно, например. Понятно, да? То есть очень гибко, тест там очень гибкий. Коллеги, я предлагаю взять Forms. Вы там уже взяли, сделали, да, все. И я говорю, добавить существующую форму. У меня есть только опрос к лету. Но вы-то у себя нашли свои тесты, свои опросы. Ну, я беру вот это, и я говорю, я хочу собирать ответы или показывать результаты. Для учителей где-то я буду показывать результаты успеваемости 5 Б. Понимаете, да? А если я в 5 Б, я буду собирать ответы, чтобы учителям потом показать результат успеваемости. Ну, в данный момент я хочу пособирать ответы, например. Нажимаю кнопочку «Сохранить». Коллеги, посмотрите, у вас там появится закладка «Опрос к лету». Видите, вот результаты опрос к лету, да, заполнение. Ну, в общем, вы все поняли? Да. Интересно? Да. Очень. Пригодится. То есть, получается, Teams – это готовый набор всех тех инструментов, которые мы с вами изучили, и не только от Microsoft, любые инструменты, которые вы можете собирать, организуя рабочие группы. Вот эти, я даже не знаю, что такое лог-ног, вот я не знаю, что это такое, видите, но можно добавить, например. Вот. Стрим, все наши видео лежат в стриме, но отображаются в беседе чата. Ну, то есть мы вот эту болталку делали, записывали в вебинар, он лежит там, но здесь появляется. Любой веб-сайт, пожалуйста, любой вики-сайт, документ Word, SharePoint. Планировщик. Ой, шикарнейшая вещь. Давайте возьмем планировщик. Давайте, может, создадим шаблоны. Давайте создадим шаблон, вы правы, пора. Что такое планировщик? Если вы слышали такое, помните, project. А планировщик – это методология Agile по управлению проектами в малых группах. И если я создам план, ну, например, Новый год, назову НГ, Новый год, и решим, что мы сейчас нашей командой будем к Новому году готовиться, вот сейчас он сделает эту команду, вы увидите, вот сейчас хотите на Новый год зайдите, там у физрука еще подготовка к Новому году есть. Список задач, что я делаю? Я пишу задачу, пусть задача будет такая задача. В общем, перед нами просто список задач. Да, может быть, эту задачу я делаю к 23 числу, назначаю ее Дайн Прескотт. Задачу ФАФА я делаю к какому числу? Сейчас надо ее открыть. В общем, я ее делаю, назначаю я ее, пусть будет Грегу Винстону, назначаю к 24 числа. Вы тоже можете такие задачи делать. Их можно перетаскивать, например, по полям. Например, я могу брать одну задачку, ее перетягивать, добавлять сегменты, видеть сверху диаграммы, кто как выполняет задачи. У нас 2 задачи, ни одна не просрочена, Грег как работает, те как работают, графики, расписание, календарь, когда мы какие задачи запланируем. Вот ФАФА у меня задача запланирована и так далее. То есть получается, что перед нами планировщик совершенно мощный по методологии Agile, гибкое управление проектами. Вот вам доска проектов, где вы можете видеть эти такие стикеры. Видели такая доска, там стикеры желтенькие, которые берут айтишники, перекладывают, там не только айтишники, Сбербанк сейчас весь помешан на agile методологии. Вот. Это то, что делает прозрачным работу каждого. Никто не скажет через полгода, скажет, а я вот что-то делал, ничего не понял, и, да, а руководитель не успел отследить. А здесь, пожалуйста, общая доска, зашли, видно, вот Грег двигается по задачам, не двигается, что он делает, как делает. И все, что самое интересное, лежит в понятной группе, доступной кому угодно, из любого места, с понятным набором инструментов. И ключевая вещь здесь – одна точка входа. Одна точка входа. Коллеги, если бы вас спросили, что такое Office 365, что бы вы сказали? Что такое Office 365? Площадка, целая площадка. Все в одном, да, площадка, да. А вот что-то подобное, что подобное есть в Google? Облачные технологии делают многие компании. Google, конечно, облачный, и у Mail, и у Яндекса, и у Microsoft есть облачный. Если у Яндекс что-то предлагает,
Ну вот смотрите, получается, Microsoft тоже предлагает для учителей достаточно много, и как раз вот с классом там тоже сотрудничество идет, очень такие интенсивные площадки там общие делятся. И OneDrive, вот мы в OneDrive, кстати, не зашли, но вы в OneDrive, ну, может, сейчас зайдем, посмотрим, в общем. Но, да, OneDrive здесь тоже можно добавить OneDrive, и OneDrive в учительской среде, вот, OneNote, не OneDrive, OneNote. И OneNote в учительской среде дает не такой примитивный выбор, вот здесь, видите, записная книжка и все будет, да, а там дает класс для сотрудников школы, для учителей и учеников, и в зависимости от этого он прям организует работу внутри школы. О, видите, для учителей, это наше. Но в чем дает такие возможности? В своих настройках, смотрите. Я сейчас наберу просто классический OneNote и запущу его на компьютере. Ну, то есть OneNote, она десктопная тоже, да, она не только облачная. То есть OneNote. У меня почему-то очень медленно компьютер работает. Прям. Да. Да, ну то есть OneNote это записная книжка. Видели такие органайзеры? Тут у вас листочки, сверху закладочки, и вы сами как бы решаете, январь, февраль, март, апрель, тут неделя, какие-то планировщики, и вы с ним работаете. Когда вы первый раз его запустите, он вам все в видеороликах расскажет. Это очень простая программа, но она очень соблазнительная, когда в нее заходишь, хочется и так попробовать, и так, и что-то уже начать организовывать. Вообще, да, рулон бумаги бесконечен, и искать, и сканировать, и голос записывать, и считать тут же, то есть все много. И получается для education, для образования, OneNote, когда вы запускаете, он немножко другой, он вообще отличается, ну, все те же функции добавляются, и они все есть, но для учителей добавляется работа с классом, то есть школьный OneNote есть, для школы. Наверное, сегодня мы подойдем к самому интересному. Да, давайте. Ну, это самое интересное, 20 лет назад придумали, я сейчас расскажу. Коллеги, ну, в общем, мы обобщили. Офис 365 вам понравился как? Все. Переходим к старинкам, к тому, что было всегда, но вам тоже понравится. Я сейчас очень быстро и легко это расскажу. Коллеги, запустите, пожалуйста, программу Word, любую программу Word, будьте любезны, запустите. Чистый новый файл Word. Да, пуск. И там есть Word 2013. Все, что мы сейчас проделаем с Word 2013, будет работать с Word 2010, 2007, 2003 и даже с Word 97. Понятно, да? То есть древняя вещь. Древняя. И по запросам будем смотреть в первую очередь, как делать почетные грамоты, бланки заполнять, то есть массовое заполнение. Да. Это актуально? Да. Она, мне кажется, самая такая фишка. Но дальше я буду рассказывать все, что наобещала. Я до завтра совершенно свободна. Но там по времени, как вы будете чувствовать свое время. Итак, коллеги, перед нами почетная грамота или какой-то бланк, поэтому первое, что мы делаем рыбу, заготовку. Ну, сделайте, например, я напишу вот здесь слово приглашение. Кого приглашение? Фамилия будет вписана. Вот здесь поставлю вот такие 3 точки. Как хотите. Хотите по центру. Да, давайте по центру красиво сделаем. Я предлагаю, мы не будем сейчас сильно стараться красоту наводить в этой рыбе, да? Здесь напишем сумма баллов. То есть приглашение для, а там будет фамилия, например, да, Иванов. Да? Сумма баллов напишем. Тоже сумма баллов у всех разная, правда ведь? Тоже 3 точки поставлю. Тут же напишу город. Все города разные будут. Извините, пожалуйста, можно? Просто. Да, у меня пустой был. У меня был пустой. То есть мы просто заполняем некий бланк. Возможно, вы решаете открытки поздравительные сделать к Новому году, там, или к 23 февраля, и будете в нужные места что-то вписывать. Возможно, это запрос к поставщикам, который вы сертификат участника. Конечно, сертификат для... Может быть, лучше сертификат надо было сделать, да? Да, на Новый год. Да. Ну, я специально сейчас под табличку уже подгоняю эту рыбу. У меня табличка готова есть. Коллеги, все ли понятно здесь? Получилось, да? Хорошо. Теперь следующее. Что мы сделали первым? Мы сделали заготовку. В эту заготовку надо закинуть файл Excel. Файл Excel вы сами создаете.
Я предлагаю сэкономить время и файл Excel скопировать на рабочий стол из нашей общей папки. Помните, я положила файл, задания к мастер-классу там были. Найдите, пожалуйста, папочку, которая называется «Тренинг Microsoft от 22-го», и там лежит файлик, который называется «Задание к тренингу МК1». Перетащите, пожалуйста, его прямо на рабочий стол, чтобы его быстрее найти, хорошо? Его надо открыть еще раз. Нет, скопируйте. Он в каком диске был? Он лежит на диске N. Да, диск N, обмен для слушателей, тренинг Microsoft от 22-го. Нашли? Будьте любезны, скопируйте этот файлик и положите на диск, на рабочий стол. Или в папку «Мои документы». Если рабочий стол не нашли, давайте в «Мои документы». Хорошо? Да, копировать, вставить. Мышкой потяните, бросьте. Тоже работает. Да, работает? Drag and drop, тяни, бросай. Будьте любезны, откройте файл задания к тренингу МК1, который вы уже скопировали к себе, ладно? Давайте изучим файлик. Предположим, что это файл, который накапливает информацию о школьниках, студентах, которыми вы хотите сертификаты выдавать, с которыми вы заключаете договора какие-то там, ну, неважно что, да? У вас файл Excel открылся? У меня прямо сильно. Найдите первый листочек. Он как называется у нас? Таблицы. Сколько там у нас студентов фамилий? Сколько? 10. Да? А потом что же мы 10? Вот такие таблички вы можете создавать? Да, можем. Да? И вот смотрите, давайте найдем другой листочек. Сводные таблицы. Уже писали? Покрутите колесико. Там 500 строчек с чем-то. Видите? Файлик называется сводная таблица. Представьте, сколько бланков сделать, да? Уже 500 бланков. Уже ощутимо. Ну там ладно, там 5 часов посидеть, да? Там 2 часа, 20 минут ладно. А здесь уже неделю времени рабочего надо не будет. Может, одну единицу даже работать. Коллеги, идея понятна этого файла? Закрываем этот файл. У нас Excel. То есть представьте себе, в файле Excel у вас кипит работа оператора, секретаря. Вписываются новые фамилии, меняются данные. И вам необходимо по этому файлу раз в год поздравительные открытки. Или данные поменялись, новые благодарности, новые какие-то сертификаты. А туда кто-то что-то вносит. Коллеги, понятно два файла? Один файл база данных. Что такое база данных? Примитивная таблица. Одна шапка и вот так строки. Да? И второй наш бланк. Хорошо? Поехали тогда. В нашем бланке первый шаг, если хотите, можно конспектировать. Первым шагом мы нажимаем кнопочку «Закладка», которая называется «Рассылки». Рассылки. Именно раньше эта закладка пряталась в пункте меню «Сервис». Рассылки. В Word вкладка «Рассылки». Да, в Word. Мы же бланк делаем. Мы же сертификат делаем, да? Итак, первый шаг. Найдите, пожалуйста, закладку «Рассылки». Второй шаг. Нажмите кнопку «Выбрать получателей». Если что, давайте мы сейчас сделаем, потом мы запишем. Я задиктую даже. Рассылки «Выбрать получателей». Как определить эту кнопку? Посмотрите, все кнопки на рассылке недоступны. Обратили внимание? Все кнопки бледные и недоступны. Однако первая доступная кнопка справа «Выбрать получателей». Как только мы выберем получателей, то есть таблицу Excel, у нас сразу загорятся другие кнопки. Можно ли было нажимать кнопку «Конверты», «Наклейки», «Начать слияние»? Можно. Но, на мой взгляд, это сложнее. Мы сейчас проще сделаем вот так вручную. Понятнее получается. Итак, выбрать получателей. Вы как хотите, заново список вносить? У вас его нету, если? Но проще иметь файл Excel, отдельно его вести, и использовать существующий список из кнопки «Выбрать получателей». Выберите, пожалуйста, команду «Использовать существующий список». Здесь я перейду в «Мои документы», найду этот файл или на рабочий стол и открою файл «База данных». То есть задача делится на два этапа. Кто-то внесет данные в таблицу, и идеально, если это будет таблица Excel, там гибче получается работа. Да, использовать существующий список, да. И выбираем файл, который мы положили
на рабочий стол или в мои документы. Коллеги, у всех на доске, как у меня, появилось? Есть, все супер, ждем. Кому помощь, сигнальте. А теперь посмотрите, помощь нужна? Коллеги, просигнальте. Кому? Иду. Почитайте, что у нас в окошке представлено. А, нет, это не в этом. А, вы прям в этом? Подождите. Не. Получателей используют существующий способ. И идем в мои документы, или рабочий стол, куда вы ищем Excel. Куда вы положили в мои Excel. Ну, наверное, я рабочий стол вижу. Ну, может быть, рабочий стол положила. Давайте изменим. Коллеги, какой листик нас заинтересовал? Можем пойти глобально на сводные таблицы, на 500. Можно по маленькому, как это? Ну, давайте по малому пойдем. Таблицы, да, первые, таблицы. По малому. Глобально вы не захотели сами. Есть? Да, таблицы. Кому хочется сводные таблицы, не вопрос, берите сводные. Одинаково, работа абсолютно одинаковая. Нажмите на кнопку «Ок», но только не волнуйтесь дальше. Все получилось. Многие в этот момент волнуются, говорят, ничего не произошло. Но присмотритесь, кнопки-то стали яркими. То есть, получается, база-то уже зацеплена. Дальше правило такое, идем подряд слева направо. Поехали. Следующая кнопка. Как звучит? Нажмите. Зачем это нужно? Мы видим нашу таблицу, может быть, вы на картинах... Да, изменить подряд, изменить список получателей. Нажали? Возможно, вы хотите на открытках с цветочком распечатать сертификаты девочкам, а с танчиком мальчикам. Понимаете, да? То есть вы сейчас фильтруете. Может быть, в базе данных вы сделаете столбец пол, ЖМ, чтобы здесь работал фильтр одних или вторых. Чтобы фильтр что? Можно, но это не обязательно. Если вы сейчас отключите Андропову, Васечкина, там еще кого-то, то они сертификаты не получат. Поняли, да? То есть база вся, таблица вся, но тут вы варьируете. Я предлагаю оставить как есть. Закрывайте окошко. То есть первая важная кнопка – это выбрать получателей, вторая кнопка не обязательно. Следующие необязательные кнопки – блок адреса, строка приветствия. Да мы же сами написали приветствие, там приглашение, согласны? Они не обязательны. А вот супер обязательная кнопка «Вставить поле слияния». Там треугольник черненький, маленький, раскройте его. Можно нажать прямо по кнопке, а можно раскрыть треугольничек. Что треугольник вам показывает? Все названия столбиков в первой строке таблицы. Видите? Там был разрыв, и были еще маленькая табличка справа. Видите, он тоже шапочки подобрал. То есть мы сейчас что будем делать? Ставить место в документе, куда нам надо взять то или иное поле, тот или иной столбец, и выбирать название столбика. Для первого бланка он выберет первую строчку по столбикам. Для второго бланка возьмет вторую строчку по столбикам. И будет у нас столько бланков, столько сертификатов, столько строчек в той таблице. Я понятно сейчас сказала? Нет. Давайте еще раз. Вы нажали «Вставить поле слияния»? Узнаете, что перед нами? На что похоже? На шапку таблицы. То есть здесь заголовки, а таблица может быть хоть миллион. Понимаете, да? То есть мы сейчас в эту рыбу, в бланк, в сертификат вставим заголовки. Тут нет Иванова, Петрова, заголовки. Но когда мы нажмем последнюю кнопку, у нас это все преобразится в столько бланков, сколько строчек у нас в таблице Excel под этими заголовками. Отдельный бланк, отдельная строка в таблице. Следующий бланк, следующая строка в таблице. Итак, сколько строчек, столько сертификатов. Сейчас понятно? Да, все супер. Итак, мы сейчас заворачиваем это поле и ставим место в нужное место документа. Я вот здесь стираю троеточие, приглашение, да? Вот, потому что вместо троеточия я должна написать фамилию. Или сертификат, да? Здесь нужно фамилию. То есть я ставлю курсор в нужное место, раскрываю «Вставить поле слияния» и выбираю «Фамилия». Получилось? Сумма баллов, там слово «стипендия», помните, была? Ну, давайте я туда стипендию поставлю. Город, там были какие-то города, слово «откуда» – это город. Если хотите, закиньте туда слово «специальность» какая-то там, ну, курс, например.
Чем отличается вставленное таким образом поле от руки написанного слова? Сможете определить? Цвет меняется, заметили? Вот щелкните мышкой по любому слову, которое мы от руки писали, а потом по слову фамилия, стипендия. Замечаете, оно на сером фоне. Это означает, что это слово формула, которая связывает файл Excel и Word. То есть мы не писали, да, это формула, это макрос такой своеобразный. Видите, щелкайте мышкой. То есть, если я напишу от руки в кавычках, оно не пойдет. Почему у вас подчеркнуто баллы и горы? Здесь я 2 пробела поставила, и он меня ругает за то, что я орфографию плохо соблюдаю. Сейчас 2 пробела удалю, останется 1, и он успокоится. Коллеги, все понятно? Когда щелкаешь, она сразу серым. Да, совершенно верно. Это сигнал того, что я вставила связку с файлом. Да, это гиперссылка, это макрос своеобразный, который мы сейчас запустим. Коллеги, на этом этапе все понятно? С чего мы начали? Первый шаг. Есть файл Excel, база данных, есть рыба в Word, да, шаблон Word. Второй шаг, что мы сделали? Рассылки, выбрать получателей. Согласны? Успеваете? Третий шаг, что мы сделали? Вставить поле слияния. Согласны? Вторая кнопочка «Изменить» была не обязательна. Следующий шаг, нажмите «Просмотреть результаты». Это не обязательный шаг, но я уверена, перед печатью вам захочется посмотреть. Есть? А еще и полистать. Видите, единичка и стрелочка вправо. Полистайте, как вот магнитофонная лента песни листать. Полистайте по одной вправо, влево. Хорошо, здорово? Или можно ввести цифру, допустим, сразу, да? Да. И можно увидеть. Конечно, да. Ну, у меня всего 9 записей, табличку-то мы маленькую взяли, да? Да. Представьте себе, если мы сейчас эту рыбу сохраним, а завтра мы там еще десяток допишем, то мы просто выходим с сохранением из этого файла, запускаем Excel, дописываем новых туда, сохраняем Excel, открываем этот, и он при открытии будет говорить «обновить». Вы просто говорите «Окей, обнови». И он автоматом закачает, здесь было 9, а станет там 18. Там список пищи меняется. Ну, допустим, был там Андропов на первом, потом мы его поставили 20-м, Антилопова, а потом пошел там, пошел по алфавиту. Он вычитывает, Совпадение будет он, смотрите, он не смотрит совпадение, то есть если там Андропов 10 раз написан, он делает 10 сертификатов Андроповых, он построчно смотрит, он не вникает в суть. Он видит строка, то есть получается в Excel вы грамотно готовите информацию для сертификата. Да, основательный Excel. А Word просто банально берет заголовки из Excel, вы их вставили в нужные места, а потом он банально берет строки и вписывает в те места, куда вы поставили их столбики. Смотрите, команда участников, 4 студента. Да. Как поставить? Я поняла, 4 студента. Тогда вы должны будете делать 4 столбика в Excel. Первый студент, второй, третий, четвертый. Да. Но здесь получается, это можно ли наградить сразу 4 команды, да? Тогда можно что делать? Тогда вы делаете в Excel первый столбец команда, да, и в одной ячейке вы сразу пишете. А вот поставьте там вместо Андропова, плюс еще там Петрова. Я могу это сделать, смотрите. Да. Я могу это в Excel, то есть я сейчас могу наворот этот сделать здесь, это получится, но это будет тяжелый наворот. Что можно сделать? Есть такая функция, которая называется next. Next, смотрите, если здесь я вставлю правило, здесь выберу next, и опять вставлю фамилию, видите, фамилия, то будет вот так. Будет Следующий, понимаете? То есть невидимое, там есть правила так называемые, но я бы вам... Да, вот смотрите, я включила непечатаемые знаки, и вот на закладке рассылка есть правила. Ask, fill in, там, if, then, else, а-ля программирование, видите? А-ля программирование. И вы вот это можете, здесь самая такая более-менее простая функция next, и если я здесь буду вставлять еще фамилию, видите, еще фамилию, опять next между... правила, и тут слово next, 6. А
А в Excel это сохраняется, да? Нет. То есть получается, в идеале вы лучше сделаете файл Excel, где в одной ячейке команда, шапки команда, а там вы сразу Ващикин, Петров, Сидоров, там написали всю команду, и тут награждается команда, вставили команды, и тут они как в Excel. Мне интересно, если в Excel в одну ячейку записать 3 человека. Будет. Давайте сейчас покажу. Так проще? Проще, конечно, так будет. Наполнение ячейки. Да. То есть лучше так. То есть источник Excel, и лучше не навороты никакие в Word. Ну, смотрите, что я сейчас делаю. Я сохраню Word, нажму кнопочку «Файл», «Сохранить как». И вот этот шаблон, ну, недоделанный, например, но сохраню на рабочий стол. Да, все, я сохранила приглашение на рабочий стол. Все. Закрою приглашение, это очень важно, потому что Excel у меня меняется. Закрою. В Excel я здесь напишу через, например, запятую Андропов, запятая, Иванов, запятая, Петров. Вот, да, то есть я внесла это поле. После этого я Excel тоже сохраняю. Тоже важно, потому что если я не сохраню, то есть он туда не зайдет. Теперь я на рабочем столе нахожу сохраненный ранее бланк. Он называется у меня приглашение. Я его открываю, и он говорит: обновить, видите? Я говорю: да, иди в Excel обновляй. То есть получается, однажды сделанные приглашения на Новый год больше не потребуют никаких усилий по переделке. Ну тут я фамилии, помните, удалила же, да? То есть я просто возьму здесь в рассылках, вставить поле фамилия, но у меня там фамилия, ну, не там поставила, вот здесь вставлю, видите, вот, и вот они у меня. Next нет, поэтому никаких переходов в следующие поля нет. Переход на новую строчку в Excel. Alt-Enter или? Alt-Enter, да. Что у меня Alt, не получается, Маша? левый Alt-Enter, не правый, а левый Alt-Enter. Все-таки с Next, Ага. Зайдите, я сейчас получилось. Да, ячейку. То есть получается... Как теперь, чтобы все распечатать? Вот, нашли последняя кнопка. То есть, смотрите, все, что мы сейчас сделали, это надо сохранить, если вы хотите многократно транслировать. Вы поняли, да? Чтобы открывать, там все обновлялось. Мы там сертификаты тоже печатали. И вот посмотрите, самая последняя кнопка, мы же идем слева направо подряд. Все очень, видите, естественно. Нажмите самую последнюю кнопку, и вам говорят: печатать документы. Но я предлагаю печатать мы сейчас не будем. Мало ли вдруг, да, что-то. Да, не пойдет, тогда можно нажать. А теперь следующее. Найдите, пожалуйста, команду хорошую «Изменить отдельные документы». Она хороша, когда у вас принтера нет, вы на флешку или почтой, а там в типографии напечатают, например. Нажмите, не страшно ее нажать, «Изменить отдельные документы», нажимаю «Ок», и у вас идет выгрузка целой пачки документов в виде одного файла, где у вас, видите, что у меня происходит? Вот столько приглашений, сколько строчек у вас было. И вот вы за секунду это сделали. И здесь вы можете индивидуально посмотреть, насколько хорошо. А покрутите колесико, не уменьшите. Окей, давайте открутите колесико. И у вас получается столько бумаг. Последнее, найти последнее. Извините, то есть получается, мы идем подряд. Первая кнопка «Выбрать получателей», вторая «Вставить поле слияния», и последняя, да, «Найти и объединить». Согласны? Опциональные кнопки «Просмотреть результаты». Ну, вам просто захотелось посмотреть, вы посмотрели. Скажите, в онлайн всегда уменьшение масштаба только посередине. Как бы его все более не сильно. Ну да, когда начать концентрировать. Коллеги, легко? Давайте еще фишку одну покажу. Вот этот файл, который у вас лежит, можно выйти без сохранения в нем. На крестик сохранить? Нет, не сохранять. Почему? А потому что эту выгрузку вы бесконечно можете делать, ну, без потерь. Важно сберечь вот тот первый файл. Бланк вот этот, рыбу, шаблон. Ага. А вы Excel сохранили файл? Очень важно сохранить. Если Excel не сохранили, то ему добавлять нечего. Или если нельзя менять? Имя нельзя. Совершенно верно, очень ценную вещь сказали. Очень важно, если Excel лежит на рабочем столе, и Word ваш на рабочем столе, и они запомнили путь друг дружки. Word можно куда угодно положить, но Word идет к тому месту, поэтому выгодно, например, на диске C создать папку «Сертификаты», на диске C, в эту папку положить Excel, база данных для сертификатов, и тут же шаблончик для печати сертификатов.
Почему на диске C? Потому что если вы эту папочку положите на другой компьютер на диск C, понимаете, да, то там тоже будет работать. Ну, а если вы в облако положите, то это универсально. В облаке создадите папочку сертификата, то с какого бы компьютера вы ни зашли, у вас везде все универсально. Коллегам дали общий доступ, они базу корректируют, совместно заполняют, кому что, какие фамилии там писать и так далее. Вот. Коллеги, ну и наконец, я вернулась обратно в приглашение. Найти и объединить — это последняя кнопка. Есть еще команда «Отправить электронные сообщения». Чем эта команда хороша? Вы, например, хотите родителям успеваемых школьников выслать по e-mail, ну я так фантазирую. Может быть другое, то есть вы хотите не бланки напечатать в бумаге, а сэкономить пару лесов, например, или пару деревьев и отправить это все по e-mail. Что необходимо иметь в таблице Excel для этого, чтобы получилась у нас такая команда? Необходимо иметь столбец e-mail. То есть фамилия, там, тра-та-та, баллы и столбик e-mail, адрес. Тогда вы здесь имеете поле e-mail, ну пусть будет, например, надбавка, это e-mail, тема письма, любую тему письма пишете, формат HTML, это как вот здесь у вас картинки, рисунки, все будет туда же. Если вы выберете формат текст, то картинки, текст, форматирование уходит. Можно взять формат вложения, то есть это все пойдет вложением в сообщение, и сообщение уйдет с вложением. Что не идет в формате HTML? Подложки. Если вы умеете колонтитулы, подложки делать, лучше их не делать. Лучше просто картинками вставлять в бланки, чтобы они тоже передались, если вы будете отправлять форматом HTML. То есть открытка приходит, а там прям вот бланк такой красивый сразу. Ну, и рекомендую потренироваться, посмотреть, какая программа это отправляет. Outlook. По скорости, например, 500 писем уходит минут за 5-10. И они уходят индивидуально от вас каждому. Часто спрашивают, как отправить индивидуальные письма. Часто пишут так: уважаемый подписчик. Ну, не адресно, согласна. Если уважаемый Иван Иванович, там, дорогой Марья Васильевна, там, и так далее, это адрес. Да, вот эта функция оценок, она есть, да, я знаю. Ну, я просто так, плохую фантазию сделала, но, может быть, есть другие задачи, которые не реализованы, а вы ее подтянете. То есть можно в бумаге, это классика жанра, но можно и вот в электронке. Вот она, электронная версия. Как, интересно? Пригодится? Наверное, загруз полный, да, у вас? Все, коллеги. Это последняя тема, но давайте я еще одну фишечку покажу. Она будет легкая, то есть делать ничего не надо. Смотрите, я выхожу из файла и на вопрос «сохранить» говорю «не сохранять». Есть? Тут у меня еще было парочка файлов, и я проделаю то же самое «не сохранять». Сейчас я хватаюсь за голову и кричу: боже мой, что я натворила? Надо же было сохранить, а я вышла без сохранения. Коллеги, это знакомо вам? Умеете, да? Да. Начиная с 2010 версии, если у вас 7-я не умеет восстанавливать, с 10-й уже умеет. То есть, если я потеряла файл, который был когда-то сохранен на диске, приглашение у меня было на диске? Было. Но я не сохранила изменения. То есть, у меня старая версия лежит, а новой версии нету. Видите? Я говорю, да, вот она обновится, откроется, но это у меня старая версия, например. Я захожу в меню «Файл», ну, не успела он, иду написать. Сегодня, например, в 9 часов вечера я вышла без сохранения. Или вчера, или позавчера. Поняли, да? Ну, здесь я просто не успела автосейв сделать. Он по умолчанию раз в 10 минут делает автосохранение. И если я работала с отчетом, что-то сделала, весь день работала, и вышла без сохранения, нечаянно, я могу зайти в этот же отчет и здесь посмотреть слово «версии». 4 дня он хранит версии, потом он их выкидывает. Никаких Office 365, порталов, облаков для этого не надо. Это ваша личная продуктивность на компьютере. Понятно, да? Другой путь. А если я вообще создала файл, который вообще ни разу не сохраняла? Бывает такое? Вообще его не было. Где искать? Меню «Файл», «Управление версиями». Именно здесь версионность вашего OneDrive появляется. Помните, версия там 1, 2, 3, 4 в OneDrive была? Именно если я файл открыла через OneDrive на компьютере, здесь будут версии там Васечкин, там Молли, там Келли и так далее. Но если я открыла локальный файл без Office 365, то у меня здесь появляется одна команда – восстановить несохраненные файлы. И оказывается, вот оно приглашение, которое я не сохранила, в 18:25, и вот оно в 14:40 какой-то документ первый. Я его выбираю, нажимаю «Открыть», и у меня открывается документ, ну вот он такой, с пробелом, наверное, какой-то, да, то есть там ничего не видно, но вот в 14:40 я сделала такой документ и вышла без сохранения. 4 дня. Интересно?
Это работает в Word, в Excel и в PowerPoint. Ну вот, по крайней мере, ради этой функции имеет смысл уже зайти и поработать. Ну что, коллеги, я вас благодарю за усидчивость, за внимание. У нас еще, правда, 30 минут рабочего времени. Ну тогда у меня самолет в 10, можем договориться на раннее утро. Вы говорили еще про функцию, когда сравнить два документа, чтобы... Да, супер, хорошая тема. Если они большие по объему, чтобы не искать. Да, давайте. С удовольствием. Коллеги, давайте мы, знаете, что сделаем? Кто усидчивый, хочет позадавать вопросы, мы продолжим, хорошо? Но кому надо бежать, ну, что я могу поделать? Я хочу вас поблагодарить за внимание. Кому хочется подсесть поближе, чтобы видеть, подсаживайтесь. Если сравнение файлов, буквально займет эта тема 3 минутки. Сравнение. Хотите смотреть, как я буду делать это, или вы хотите вместе со мной делать? Да, давайте. Вы параллельно нажимаете кнопки, но я буду открывать такие файлы. Посмотрите, у меня есть в папке «Материалы к тренингу», есть папка Word, и в этой папке, сейчас я вот на флешке, я вам сейчас 2 файлика сброшу. Для сравнения 1, для сравнения 2 я переброшу в общее место наше. Так, диск называется N. Секундочку, обмен для слушателей, и там у нас тренинг Microsoft. Все. Я в папочку тренинг Microsoft сбросила 2 файлика. Если хотите, можете для сравнения 1 и для сравнения 2 к себе на компьютер забрать, хорошо? Если нет, смотрите на доску. Коллеги, итак, я открыла файлики, я их себе скопировала на рабочий стол. Давайте сейчас я более страшную ситуацию покажу. Именно так тестировалось одно правительство одного крупного города. И тенденция, я готовила эти тесты, и у меня была задача обнаружить эффективность работы и подготовить программу для подтягивания знаний. Из 300 человек этого правительства только 2 смогли сравнить документы. И документы они мне дали свои же. Это вот реальные документы, это был 2013 год. Вот. Статистика была очень печальная. Те 2, которые сделали все идеально, их HR, менеджеру по кадрам, он меня спрашивает, ну как мои? Я говорю, вы знаете, мне кажется, 2 не ваши. Он говорит, почему? Они все задания сделали, говорю, не ваши, сильно отличаются от общей массы. Выяснилось, одна девушка из Роснефти пришла в госорганы, ну и там молодой человек тоже еще откуда-то. И вот такое задание было. Посмотрите, одно из заданий, вот она, программа «Культура Москвы», вот она, да, ну это уж файлы устаревшие, но это реальные их задания. Задание звучало так, чем отличаются 2 документа? Ну, там было много заданий достаточно. Многие сказали, нам неделю отделом надо делать вот это. Ну, то есть там были тесты, да, они, конечно, волновались, то есть никто не знал результат этих тестов, что выльется. Вот, и вот 2 документа были даны, они у вас в папочке тоже. Документ 1, документ 2. Если хотите эффективность своих сотрудников проверить, например, насколько человек эффективно будет работать с документами, шикарный вопрос. Чем отличаются 2 документа? А в документах там под 500 страниц, в одном, в другом. Вот если человек уверенно и эффективно работает в Word, он ответит это, 2 секунды дайте мне, и я скажу, чем отличаются. Итак, первая задача, открываю документ 1. Что делаю дальше? На закладке рецензирование отвечает за работу большого коллектива. Например, нас 10 человек, нас 20 человек. Если я одна, ну что мне там проверять, да? А если нас несколько, то мне правописание проверить. Согласны? Примечания, ограничения какие-то поставить, защитить от ввода в ненужные места ненужных слов, например, да? То есть только в нужных местах разрешить что-то делать. И вот есть команда «сравнить». Еще раз команда «сравнить». Коллеги, кто в Word сейчас сидит, в любом файлике, сравнить можно, просто посмотреть это окошко. Открывается окошко, где слева-справа написано «Исходный документ», «Измененный документ». Нашли эти 2 места? Исходный документ – это вы им отправили на согласование. Это приказ прошлого года, программа на Новый год прошлого года. Измененный – это вам принесли новую программу, и вы думаете, на каких страницах что они поменяли, или вообще все то же самое, но они выдают это за свеженькое что-то. Да? Или насколько этот реферат Васечкина списан у Петрова. Согласны? Или дипломная работа, насколько она списана была. Еще разочек. Рецензирование. Сравнить. 2 раза команда «сравнить». Исходный, измененный, понятно, что это такое? Желтую папочку нажимаем у исходного, там желтая папка, и открываю 1 документ. У меня на рабочем столе лежит документ 1. Я их туда закинула.
Да, документ 1. Есть? Был сверху. Был, да? Потеряла. Сейчас, секундочку. Эх. Да, есть. Так, для сравнения. Да, что-то я не нашла. Сейчас я с флешки их возьму, коллеги, сейчас, секундочку, я их возьму с флешки. Не скопировала. А с правой стороны поставлю другой документ. Понятна разница? Внизу слева нажмите кнопочку «Больше». Видите, все крыжики включены. К чему он будет придираться? Ко всему будет придираться. К примечаниям, к форматированию, к пробелам, видите? Но если вам все равно, сколько пробелов там поставили, а не лишних, можете выключать. Что нельзя выключить? Вставки и удаления. Видите? Коллеги, понятно вот это, да? Даже перемещение. Переместили, ничего страшного, пусть переместили. Это нет разницы в этом, да? Да, да. То есть, если вы говорите, какая разница, большая буква А или маленькая буква А, изменение регистра выключаете. Какая разница, зеленый или синий заголовок, выключаете. То есть, чем больше вы выключите, тем меньше исправлений вы найдете. То есть, не критичное можно снять. Пробелы – это не критично в договоре каком-то. Ниже посмотрите, как он будет сравнивать по словам. Если в слове «воробей» исправили «воробей», то он зачеркнет, да? Слово зачеркнет. А если вы скажете по знакам, то он букву А зачеркнет, напишет букву О. Или О на А. По символам, да. По знакам это по символам. Ну и, наконец, что в итоге у нас? В итоге у нас новый документ. Понятно? Два документа живы, здоровы, ничего с ними не случится. Волноваться за них не надо. Первый и второй, они просто откроются. С ними ничего не произойдет. У нас третий документ сформируется, в котором мы разницу увидим и решим, что оставить, что отклонить, и сформируем, может быть, третий новый документ. Понятно, да? Давайте ОК нажмем, то есть нам можно было в эту кнопку вообще не ходить, все там идеально было по умолчанию. Нажмите ОК, и только не пугайтесь, нас сейчас ждет достаточно такой весомый вид. В центре будет гибридный документ, правый верхний угол исходный документ, правый нижний измененный документ. Если вы будете колесико крутить, все три окошечка будут синхронно прокручиваться. И если у нас на 250 странице изменения совершены были, нам что, сидеть 2 часа выискивать, глазки ломать, согласны? А вот сбоку есть панель, которая называется «Итого 2 исправления». Кто сделал? Вон он, фамилия вредителя, ну там моя, так сказать, метка. И если ваш файл гулял по рукам других фамилий, и когда мы компьютер включаем, у нас там прописывается, там Вася, там Петя, там Маша, да, там дом родной, там и так далее, вот здесь точно так же и будет написано, кто что исправлял, если ваш документ прогулялся по многим пользователям. Интересно? Это номер страницы? Нет. Удалено число 166. Мышкой тук туда. И смотрите, какая красота. В центре я вижу 166, оно зачеркнуто. Оно зачеркнуто. Так, сейчас, секундочку, оно прочухается. 200 рядышком, и оно подчеркнуто. У вас тоже так? Или не видно зачеркнуто, подчеркнуто? Наверное, не видно. Не видно. Тогда у вас сбоку есть красная палочка. Есть? Щелкните по красной палочке. Это как учителя русского языка на полях отмечают место, к чему придираются. Красота? То есть в центре мы видим гибрид. Мы за секунды поняли, где разница. Правый верхний угол мы видим вот 166. В правом нижнем углу там бегуночки можно покрутить или панельки настроить, так чтобы ровненько было все 3 окна. Видим 200, видите? Ну вот, собственно говоря, мы ответили на вопрос. Я хочу сказать, что у меня что-то совсем не то. Официальное решение для комитета. Что все комитеты, что я не те вот эти. А, вы не те файлы открыли. Вы для сравнения открыли файл. Да-да-да, мы сейчас пойдем для сравнения открывать. Вы в другой файл открыли. Документ 1. Ничего страшного, мы сейчас пойдем в ваш файл. Я мелкий файл открыла, а у вас сразу глобально Я открылось. хочу сказать, что у меня, даже если он их скамлит, пусть у меня нет вот с правой стороны боли, с левой стороны боли. То есть я бы, может быть, пусть бы оно так было. Бывает такое, если кто-то зашел и закрыл ручками эти поля. Когда мы нажимаем «Сравнить», вы не запустили команду «Сравнить». Давайте мы откроем документ 1, документ 2. Мы перетащим на рабочий стол. Откроем, например, документ 1. Сравнить, лицензирование, сравнить. Коллеги, идея понятна, мы поймали вредителя, мы поняли, где что.
Все. Задача максимум. Задача максимум. Сейчас вот как раз делаете, да? Сейчас мы по максимуму пойдем. Открыть как раз те самые файлы до сравнения 1, до сравнения 2. Бывает такое, что у вас согласование большой договорной работы. Не просто там одно число там, или два, а вы должны сказать, хорошо, мы согласны с этим, но мы не согласны с этим. И вы, сравнивая два документа, делаете некий консенсус и отправляете на ту сторону. Они опять меняют, вам возвращают, вы опять некий консенсус. То есть давайте научимся делать третий документ и отправлять на досогласование. Это интересно? Или посмотрите, как я это делаю. Хорошо? Как у вас получилось там? Если хотите, откройте для сравнения один документ. Вот, все мышкой тюк сюда, и он синхронно открывает все три документа с этим местом. Понятно, да? И вот вы сразу нашли то место в документе и можете вот его высмотреть. Коллеги, теперь следующее. Как грамотно выйти из этого окна, чтобы корректно запустилось все завтра? Если я выйду некорректно, что такое некорректно? Я начинаю закрывать вот эту панельку левую рукой, вот эту панельку рукой, вот эту панельку. Видите, что я сделала? Я руками все закрыла. Я некорректно сделала. Когда я повторно запущу, у меня этих окон больше не появится. Как мне сбросить это? Ну, вдруг за моим компьютером кто-то сидел некорректно. Я иду туда, где команда живет. Она живет в команде сравнения. Перебираю все кнопки до посинения, пока не найду нужное. А что тут есть еще? Исходные документы показать оба, видите? Если я руками закрывала эти исходные измененные, то я нажимаю показать оба, и у меня опять сбрасывается в стандартную настроечку. Можно было ручками там окна дополнительно еще, но вот идеально вот так. Давайте попробуем следующую сделать. Опять выберите сравнить, сравнить. Теперь желтую папочку нажимаете, и я выбираю для сравнения 1 с левой стороны, а с правой стороны для сравнения 2. Вы можете посмотреть, потому что здесь все то же самое. Так как здесь было много исправлений, я вижу большую левую панель, 23 исправления. Есть? 23 исправления. Я могу быстро кликать по нужным исправлениям, и вот это окно мгновенно переходит в те части, где у меня случилось вот это вот исправление. Я перехожу в самое начало и начинаю сначала делать третий документ. Вижу, что они удалили мое слово кредитного. Есть? И думаю, я согласна с этим или не согласна? Как берут? Согласна, не согласна? Как? Согласна. Вверху видите слово «принять». Принять. Когда я говорю «принять», он убирает это исправление и считает, что это было правильно. В третьем документе у меня уже на одно рассогласование меньше. Следующее, он на автомате переходит к следующему. Я смотрю и говорю, это отклонить, отклонить, это принять, 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 отклонить, отклонить. Видите, что происходит, коллеги? Я нажимаю две кнопки «Принять», галочка, крестик, «Отклонить», и у меня уменьшаются количество исправлений. Если все остальное я мельком посмотрела и сказала, ладно, все остальное принять, я раскрываю треугольник, говорю, принять все оставшиеся исправления. Раз. 0 исправлений, средний документ у меня готов в моем представлении об этой договорной работе. Да. Как его сохранить, как грамотно выйти? Закрыть самый верхний крестик. Самый верхний крестик. Не мелкий, а самый верхний. Или нажать «Файл сохранить как», а потом опять закрыть самый верхний крестик. А вот этот третий документ, он сохранится где? Где скажете. Он новенький, свеженький, он еще ни разу не был сохранен. Либо сохранить как, либо командой сохранить, вы на сохранить как переходите. Да, да. То есть на самом деле мы всегда делаем третий документ. Первый и второй нам показались на посмотреть. Понимаете, да? Они даже не редактируются. Они просто в окошках для успокоения нам показаны. Некоторые ручками эти окошки, не зная этой команды, распределяют, там руками прокручивают, смотрят, но мы теперь умеем автоматизироваться. Как, вам поможет это? Интересно? Я хочу сказать, что у меня вот эти исправления сжатые, 28 исправлений, вставки 7, удаление 15, Да. помещение 6, не вижу, как раскрыть то, что вы видели слева. А треугольничек? Мнение будет. Ну что, все. Тогда подойду сравнить исходные, покажу форму. Раз. Да? Если что-то не так в сравнении, идем в кнопку «Сравнить» и перебираем метод ночного тыка работы. Понятно, да? Главное знать, что это есть. Да, главное, что это есть, да. Коллеги, ну если я бы вам рассказывала до утра, бы честно, мне столько еще рассказать вам. Но я думаю, надо останавливаться. Почему? Потому, да, надо было с утра точно.
Можно и с утра. Но в следующий раз. Что вот Microsoft бы хотелось видеть по итогам этой сессии? Чтобы вы могли протестировать эту технологию, вы с собой это берете. Мы вам через Светлану перешлем презентации. Конечно, я не тратила время показом презентации, мы больше времени посвятили на общение, на пробы, на рассмотрение. Да, есть презентации, которые мы вам вышлем. Здесь в презентациях, например, ну что здесь есть? Вот коллективная эффективность, корпоративная почта, знакомые картинки. Вот это, ну, это контроль доступа со стороны IT, да, заблокировать дистанционно телефон, например. Если телефон потерял учитель, звонит айтишник, говорит, я потерял телефон, там confidential, какая-то ценная информация по ЕГЭ, например, ну, я так условно. Айтишник заходит в Intune, говорит, заблокировать, телефон перезагружается, на телефоне ничего нет уже сразу. Все, телефон нашли, ну ничего страшного, там, заново подключим. Вот. Дальше Outlook как работает. Посмотрите, как работает вложение. Помните, мы вложения изучали? Вот они вложения. Вот у нас, какие тут еще? Собрания создать. Ямер. Я про Ямер вам не показывала, но здесь есть про Ямер информация. Я не показывала, Delph показывала. Планировщик, помните, мы немножко в планировщике поработали. То есть здесь есть множество всяких разных слайдиков, которые вы посмотрите. Вот про Teams расписано. Видите, что такое Teams, как войти, где какая кнопочка, где собрание. Однако эта картинка может быть немножко уже устаревшая, потому что все меняется. Цвет могли поменять, кнопочку сместить могли в другое место. Но глобально все остается как есть. Какие примеры решений можно сделать? И мне хотелось бы, чтобы вы вынесли такой вывод, что в принципе инструмент Microsoft это простой инструмент, если ты знаешь, где искать. Согласны? Это просто, это автоматизирует. Можно быстро наполнять документы. Вот наши бланки, согласны, одновременная работа в файле. Легкость оформления, согласны? Ну, конечно, мы еще много что не посмотрели, но там очень легко. И широта способов передачи. Вот вам и опросы, и вандрайвы, и много что организовано для простоты. Есть еще слайдики, которые связаны с проектом Реформатика, который позволит учителям, например, подключиться, посмотреть разные... Ну, в общем, мы все вам это передадим, ладно? Да.